Всем привет! Давайте продолжим и в этом видео научимся создавать такие вот комментарии. По умолчанию на нашем сайте два комментария у нас рандомных каких-то. Давайте нажмем на кнопку «Написать комментарий», у нас появляется форма. Если нажимаем на «Закрыть», форма будет убираться. Далее мы можем ввести имя сюда, например, Марк, пускай будет Зуев. Комментарий я оставлять не буду, поставлю 5 звезд, нажму на «Отправить», форма исчезнет, добавятся две кнопки. И вот этот вот блок сверху. Имя, фамилия, Марк Зуев. Далее текущая дата, 6 мая, год и время. Вот время, 6 мая, 15:36. Комментария у нас не было. Мы будем подставлять символ крестика и писать «нет комментариев». Далее есть две кнопки «Показать еще» и «Скрыть». Давайте добавим еще какой-нибудь комментарий. Здесь я укажу комментарий. 3 звезды будет. Стоит галочка, что комментарий присутствует. Какой-то текст подставляется. 3 звезды. Также время текущее. Давайте нажмем на «Показать еще». Показываются все комментарии. Нажимаем на «Скрыть». Остаются 2. В идеале будут оставаться 3 блока. Нажимаю на «Отправить». Показать еще. Вот у нас общий теперь 5 блоков. Нажимаем на кнопочку «Скрыть». Остается 3. И больше 3 блоков добавляться ничего не будет. Как только мы нажимаем на кнопочку «Отправить», форма скрывается, добавляются кнопки. Все правильно у нас отрабатывает. В этом видео давайте сверстаем наши блоки с комментариями и с кнопочками, застилизуем их, а в следующем видео поработаем с логикой. Давайте приступим к сверстке. У меня будет общий родитель с классом wrapper. Далее у меня будет блок с комментарием, несколько блоков будет. И мы сделаем следующее. Внутри этого блока у меня будет h1 заголовок с классом, блок h1. И здесь будет храниться наше имя и фамилия. Я напишу по умолчанию пока. Например, Василий Гудамаров. Далее, после тега h1 у нас будет параграф. Давайте сделаем p с классом блок p. Контент будет оценка. Давайте напишем просто оценка. Я поставлю двоеточие. И после этого блока также у нас будет. Давайте здесь изменим на коммент, блок коммент, комментарии. После наших комментариев у нас будет также параграф. То, что юзер будет вводить в поле текст array, это будет подставляться сюда. Здесь давайте пока по дефолту укажем параграф с классом блок, например, коммент юзер. Я оставлю текст рыбы из 20 слов пока что. Сохраню это все. Далее, после нашего параграфа давайте добавим div с датой. Будет блок date. Напишем сюда 10, например, апреля 2024 год. Например, в 19 время, пускай будет 48. Таким вот образом. Далее я этот блок скопирую. У нас будет 2 блока по умолчанию с комментариями. Я вставлю здесь ниже. Например, давайте я укажу. Здесь у меня будет Марк, пускай, Гудамаров, неважно. Оценка, текст, все так же оставлю. Единственное, давайте сделаем здесь 2 апреля и изменим время. 11, например, 12. Так, 2 блока есть. После этих блоков давайте создадим кнопочку «Написать комментарий». После нашего дива внутри wrapper обязательно я создаю. Тег у меня будет button. Давайте я сделаю класс, например, add comment. И текстом будет написать комментарий. Написать комментарий. Сохраняю. После этого давайте создадим форму. У нас будет, так, здесь форма будет. Класс дадим нашей форме. Так, давайте класс сделаем form. Так, action, атрибут я поставлю заглушку здесь. Класс у меня будет следующий. Класс будет, давайте просто form и дополнительный класс hidden. По умолчанию наша форма будет скрыта. Пока напишем hidden сюда. Далее внутри нашей формы у меня будет input. Например, input пускай будет. Класс у моего инпута я сразу дам. Класс у моего инпута, у первого инпута будет, например, form input name. Мы будем имя вводить. Можно сделать placeholder, написать, например, имя. Отлично. Давайте также я скопирую input и здесь изменю на другой класс. Например, form input
пускай будет surname. Surname, отлично. Далее, после инпутов у нас будет текст array, чтобы писать комментарий. Так, тег текст array, давайте name и ID я уберу здесь. Подставим placeholder, напишем комментарий. Далее, класс обязательно сделаем, например, forum текст array. Хорошо. Далее, после формы, точнее не после формы, это надо делать внутри формы, у нас будет рейтинг звезд. У нас будет div с классом рейтинг. Давайте я сохраню. Далее внутри будет тег A и дадим класса для звездочки. По умолчанию у меня ссылка присутствует на сайт, чтобы подгружать эти звездочки. Я указываю просто класс здесь. Так, star, по-моему, сохраняю. Да, звездочка появилась. Давайте сделаем 5 звезд. Далее я создам span для нумерации наших звезд. Класс давайте сделаем, например, span, пускай будет number, рейтинг. Сохраню. Далее, после нашего рейтинга у нас есть также две кнопки «Показать» и «Скрыть». Давайте создадим. Это будет div простой, например, buttons сделаем, да. Так, buttons я дам диву класс. И у меня будет тег button. Первый класс у нашей кнопки будет send, отправить. Давайте напишем отправить. Вторая кнопка будет закрыть. И класс, соответственно, другой. Я дам close. Сохраняю. Форма появилась, все элементы отобразились. Теперь давайте приступим к стилизации. Так, открываем файл со стилями. Далее, давайте первым делом стилизуем рейтинг. У нас есть div с классом рейтинг. Display flex, звездочки, чтобы расположились. Они, в принципе, и так располагаются. Inline элементы. Align items будет flex start. Сохраняю. Далее, небольшой отступ между нашими звездочками. Например, 10 пикселей. Отступ появился. Отлично. Далее, давайте блоку скругления небольшой дадим. 5 пикселей. И нижний отступ, например, в 20 пикселей. Отлично. Далее давайте стилизуем все теги I наших звезд. Font size, например, 25 пикселей. Отлично. Звезды увеличились. Курсор pointer при наведении. Все работает. И цвет какой-нибудь серенький. Например, E6, E6, E6. Сохраняю. Все применилось. Далее давайте я сразу добавлю класс активности. Когда мы будем кликать по звездам, они будут у нас окрашиваться в оранжевый цвет. Например, так, свойство color будет. Такой вот цвет. Далее давайте начнем стилизацию с нашей HTML верстки. У нас первый класс блок. Давайте его стилизуем. Это два комментария. Так, класс блок. Давайте цвет фона будет просто белым пока. Отлично, все применилось. Внутренние паддинги сверху и снизу по 20 пикселей, по бокам по 30. Цвет текста можно сделать 25, 25, 25, темненький. Все применилось. Далее, давайте максимальную ширину укажу, например, в 60 рем, 600 пикселей. Margin 0 авто, чтобы все встало в центр. Margin 0 авто, все применилось. Далее, нижний отступ от каждого блока в 20 пикселей. Давайте чуть проскроллю. Небольшое скругление можно задать, 5 пикселей. И Position Relative. Почему Position Relative? У нас также содержится здесь параграф с нашей датой. При помощи абсолютного позиционирования мы будем помещать элемент в правую сторону. Так, теперь давайте стилизуем дальше. Давайте я пока форму нашу скрою. Раскрою блок. Блок H1 класс. H1 заголовок. Так, стили будут следующие. Font size 20 пикселей и margin bottom 15 пикселей. Сохраняю. Все применилось. Далее у нас идет параграф с классом блок P. Давайте я скопирую здесь. Ставлю блок P. Font size будет 25 пикселей и margin bottom также в 15 пикселей. Так, стили применились. Далее у нас идет блок коммент с комментарием. Вот это комментарий, надпись. Давайте стилизуем. Font size будет 20 пикселей. Сохраняю. Так, давайте я здесь сделаю так. Font size 20 пикселей. Далее жирность можно текста сделать 600. И небольшой отступ margin bottom, например, 8 пикселей. Ага, все применилось. Далее у нас идет блок comment user. Это вот этот текст общий.
Давайте его стилизуем здесь. Font size сделаю 20 пикселей. Высоту строки, например, 25 пикселей пускай будет. И можно сделать также... Margin bottom можно не давать, в принципе. Это последний элемент. Например, font style давайте. У меня будет италик. Отлично. User мы стилизовали. Теперь у нас идет, по-моему, дата. Да, у нас есть блок date. Давайте я скопирую здесь все. Вставлю этот класс, блок date. Font size будет 17 пикселей. Так, стили применились. Далее, жирность текста будет 700 начертания. Позиция будет абсолютная. Например, топ от верха 10 пикселей. И от правого края также 10 пикселей. Дата встала в нужное место. Отлично. Давайте посмотрим, какой у нас есть дальше класс. Так, в принципе, весь div мы стилизовали. Давайте стилизуем эту кнопку нашу. Вот она, написать комментарий. Дисплей блок будет. Далее margin 0 авто сделаем, чтобы по центру она была. Отлично. Так, margin bottom сделаю 20 пикселей. Например, паддинги внутренние, сверху и снизу по 10. По бокам можно дать 30. Цвет фона будет такой вот оранжевый. Далее уберем, поставим, точнее, цвет текста будет черненький. По умолчанию и так черный. Уберем бордер у тега button. Бордер убрался. Отлично. Также можно сделать скругление, бордер радиус, например, в 5 пикселей. Далее давайте font size добавим в 20 пикселей. Font size добавляется, и transition для плавности мы будем при наведении менять цвет. Например, анимация будет длиться 2 миллисекунды, и какую-нибудь анимацию easy, например, in. Так, и font weight можно дать жирность нашего текста 600. Отлично. Далее я копирую этот класс при помощи ховера. Давайте трансформ используем в этот раз, например, scale. Будем увеличивать нашу кнопку на 10%. Вот при наведении наша кнопка увеличивается. Также можно изменить цвет фона. Например, давайте какой-нибудь светло-синий. И также будем менять наш текст. Color будет белый. Отлично. В принципе, мы два блока стилизовали. Теперь давайте займемся нашей формой. У нас есть форма с классом form. Я вставляю этот класс. Ширина моей формы будет, например, в 35. RAM 350 пикселей. Margin 0 авто, конечно же. Далее display flex. И направление укажем flex. Direction, column. Отлично. Далее justify в content. Можно, в принципе, не писать, но укажем по центру, чтобы все было. Далее у формы есть инпуты. Давайте сразу их стилизуем. Два инпута. Внутренний паддинг будет сверху и снизу по 10, по бокам по 20 пикселей. Margin bottom можно дать, давайте в 10 пикселей дадим. 10 пикселей, думаю, достаточно. Здесь будет 10 пикселей. Также уберем outline, вот эту вот обводку, когда мы нажимаем. Outline со значением будет none, и border также будет none. Font size можно добавить, 18 пикселей сделать. Далее жирность текста давайте укажем 600. Ну и небольшое скругление. Border радиус 5 пикселей. И ширина нашего инпута от родителя будет в 100%. Такие вот инпуты. Так, здесь имя и имя. Давайте это исправим у второго блока. Так, первый блок. Точнее, форма. Так, здесь имя. Правильно. Далее идет здесь, так, placeholder. Фамилия давайте укажем. Фамилия. Отлично. Так, дальше у нас есть, по-моему, текст array в форме. Давайте посмотрим на класс. Класс просто form текст array. Я скопирую для стилизации. Так, назад. Точка. Form текст array. Давайте сделаем. У нас эта текст array может плющиться таким вот образом, и можно ее увеличивать по горизонтали и по вертикали. Давайте будем ее расширять только по вертикали. Resize со значением vertical, и мы можем ее делать больше по вертикали только. Давайте я обновлю здесь все. Да. По горизонтали мы не можем делать, только по вертикали. Так, оставим. Далее ширина будет моего текст array 100%. Я сделаю внутренние паддинги сверху и снизу по 20 пикселей, по бокам по 10. Давайте обновлю. Угу. Далее font size будет 18 пикселей. Давайте font style сделаем италик начертание.
Также уберем обводку outline со значением none. И жирность текста будет 600. Можно сделать небольшой отступ 20 пикселей до звездочек. Здесь, думаю, идеально. Так, далее у нас есть, по-моему, buttons. Давайте их стилизуем. Div с buttons. Обращаюсь к buttons. Display flex будет 2 кнопки. Justify content будет space between. Раскинем эти кнопки. И небольшой отступ, например, column gap 1 rem. В принципе, Justify content можно убрать здесь даже. Далее у нас есть button, 2 кнопки. Мы можем обратиться по тегу, например, button. Так, здесь таким вот образом. Далее ширина моей кнопки будет 100%. Отлично. Стили применились. Внутренний паддинг сделаем в 1 пиксель. Font size будет 17 пикселей. Жирность начертания давайте сделаем 600. Уберем. Так, border со значением none. Небольшое скругление можно дать кнопкам 4 пикселя. И цвет фона давайте укажем пока такой. Все применилось. Также можно сделать текст беленьким. И небольшую анимацию Transition All 2 миллисекунды. И анимация, например, Easy In. Также у нас есть 2 класса для кнопок. Это Send класс. Давайте при наведении будем менять цвет бэкграунда. Обращаюсь к Send. Здесь будет, например, Hover. Давайте цвет текста просто сделаю зеленым. Навожу, все идеально отрабатывает. И второй класс это Close. Close также будет, например, Hover. Цвет фона сделаем темно-синий. Ага, идеально. Теперь давайте добавим стили классом, которые далее нам понадобится. Например, я создам класс Span, пускай будет Star. И цвет будет у меня следующий. Color, такой вот. Мы будем добавлять сюда звездочки и добавлять этот класс. Далее у нас будет класс, который нам понадобится. Например, buttons, пускай будет блок. Этот класс нам далее понадобится, когда я буду создавать div и вешать этот класс. Я подробно про это все расскажу. Максимальная ширина я сделаю сразу в 300 пикселей. Так, назад. Максимальная ширина в 300 пикселей будет у меня. Margin 0 авто. Display flex. Align items будет по центру. Justify content space between. Нижний отступ будет 20 пикселей. И column gap отступ сделаю в, например, 2 rem. Этот класс нам далее понадобится, поэтому здесь поставил комментарии. Давайте я укажу знаки амперсандов. Далее еще 2 класса, которые мы будем создавать здесь кнопки. До написания комментариев btn1 показать еще и либо скрыть. Классы будут следующие. Я сразу задам btn1 и, например, btn2. Ширина будет кнопок также в 100%. Внутренний паддинг дам просто. Цвет фона укажу, например, такой. Далее цвет текста будет белый, пускай у этих кнопок, которые будут добавляться. Уберем border сразу у них, у тегов button. И, например, font size 18 пикселей. Так, в принципе, все. Единственное, изначально у нас форма скрыта, и у нее есть класс. Так, давайте форма, класс hidden. По умолчанию у нас display none должно быть. Display none, форма скрывается. Далее мы нажимаем на кнопку, форма появляется, и происходит какая-то логика. И все это мы проделаем с вами в следующем видео. Давайте продолжим и в этом видео напишем логику. Здесь я по умолчанию создал константы, которые нам необходимы. btn comment add получил эту кнопку саму. Далее получил форму. 2 кнопки у нас будет close send внутри формы и так далее. Далее по курсу, если мы будем обращаться к этим переменным, я, конечно, буду это говорить. Здесь у меня перебор наших звезд, когда мы раскрываем форму. Этот код точно такой же, как до этого, когда мы с вами создавали звезды. Здесь ничего нового нет. Хорошо, давайте начнем. Здесь у меня будет первая функция. Давайте я напишу функцию какую-нибудь. Например, у меня будет function declaration здесь. Так, function add handler. Угу.
Обращаюсь к форме самой нашей. У нашей формы есть класс hidden. Так, у нас форма, вот наша форма. И класс у нее есть hidden. Здесь я получил эту форму по этому классу. У нас есть вот переменная форм. Далее, при помощи свойства ClassList, метода toggle, мы будем переключать класс активности. Так, еще есть кнопка btn add comment. Это вот эта вот наша кнопка написать комментарий. Давайте для нее также вызовем свойство ClassList и метод toggle. Также будем переключать скрытый класс. Теперь при нажатии на эту кнопку у нас должна раскрываться форма. Кнопку я получил, вот она, btn comment add. Давайте повесим на нее обработчик события. Это event listener. По клику будет здесь стрелочная функция. И я буду делать следующее. Просто вызывать нашу функцию. Так, назад. Здесь будет у меня идти вызов. То есть мы будем добавлять класс активности нашей форме. И то же самое убирать эту кнопку. Если бы я это закомментировал здесь, например, нажал точнее написать комментарий, кнопка бы у нас оставалась. Это неправильно. Кнопку мы также должны скрывать. Нажимаем на кнопочку, появляется форма. Теперь давайте повесим обработчик события на кнопку «Закрыть» здесь. Класс у нашей кнопки, давайте я посмотрю. Так, btn close form, вот он. Вот эта переменная на кнопку «Закрыть». Также повесим обработчик события, это event listener. По клику будет стрелочная функция у меня здесь. И также будем вызывать эту функцию, которую мы сверху объявили. Я нажимаю на кнопочку, форма открывается, нажимаю на закрыть, форма скрывается. Просто здесь я создал функцию отдельно, чтобы не дублировать вот этот вот код. Если бы этой функции не было, например, давайте я ее закомментирую здесь, нам пришлось бы таким вот образом здесь писать один и тот же код с вами. Давайте верну, как было все назад. Функцию раскомментирую, сохраню. И далее повесим обработчик события на кнопку «Отправить». То есть перед тем, как отправить, мы будем нажимать, у нас будет какая-то простая логика. Например, наш input должен быть больше 3 символов. И давайте сделаем также для фамилии. Комментарий — это будет необязательное свойство. И также будем передавать сюда рейтинг. Так, класс нашей кнопки. Давайте я посмотрю, потому что я уже не помню. Send. Я скопирую этот класс. Давайте сверну здесь. Я его получил, да, вот у нас send, переменная btn send form. Обращаюсь к этой переменной, конечно же, обработчик события здесь будет по клику. Далее функция, параметры никакие мы сюда не передаем. И давайте изначально напишем логику. То есть здесь у меня будет условие if, если мой input, у меня класс у первого инпута с именем form input name, мы должны указать value, значение. И его длина, например, так, назад, value, точка, length, например, длина должна быть, например, больше, либо равна 3 символам. И наша фамилия, переменная form input last name, обязательно указываем value, свойство length должно быть, например, больше, либо равно, давайте сделаем 4 символам. Тогда мы просто будем в консоль получать эти две переменные. Здесь будет form input name value. И то же самое давайте получим form input last name. Свойство value. Нажимаем написать комментарий. Ввожу больше 3 символов здесь. И тут тоже больше 4. Нажимаю на отправить. И ничего не получается. Да, давайте посмотрим. btn send form, клик, функция form input name value length. Текст array, обращаемся к value. Далее также нам нужно получить наши инпуты. У нас есть. Мы можем либо делать в каждую строчку value, например, равна, присвоим пустую строку, либо можем делать так вот, например, form input name, также value. Далее у нас есть form input last name, value, присваиваем пустую строку. Теперь, когда я нажимаю на написать комментарий, здесь ввожу какие-то данные, например, 5 звезд, нажимаю на «Отправить». Наши инпуты с вами будут очищаться таким вот образом. Давайте еще раз проделаем это. 4 звезды, нажимаем на «Отправить». У нас все отправляется. И форму также мы с вами должны закрывать. У нас есть функция для этого add comment. Давайте я в блоке else, точнее не else, а здесь буду вызывать в конце
сохраню, написать комментарий. Если мы условия проходим, давайте сначала сделаю так. Условия мы не проходим, у нас алерт вылазит. Можно в идеале сделать модельное окно, но я заморачиваться здесь не буду. Мы уже умеем делать модельные окна. Нажимаю на ОК, передаю какие-то данные валидные, 3 звезды, нажимаю на отправить, форма благополучно закрывается. Все идеально. Здесь ошибка, это не в коде. Дальше, что мы будем делать дальше? Давайте пока эту функцию я здесь скрою. Дальше перейдем к следующей функции. Нам нужно, как только мы контент заполнили здесь весь, помещать такой же блок в нашу верстку. У меня здесь будет функция, пускай называется она HTML, например, HTML, контейнер, параметр пока передавать не буду. Далее нам понадобится передать параметр, чтобы помещать здесь звездочки. Здесь мы звездочки перебираем и создаем при помощи цикла. Хорошо, давайте поработаем с этой функцией. Первым делом я создам текущую дату. Здесь у меня будет простая константа, например, так, const date. Присваиваем при помощи оператора new текущую дату и вызываю метод toLocaleString. Первым параметром мы передаем локаль, страну. Мы можем написать, например, default. Давайте я напишу default. И вторым параметром передам объект. Мне нужно получать день месяца, toDigit свойство. Далее мне нужен здесь месяц. Месяц я использую здесь запись long, чтобы получать полное описание, например, апрель, июнь, март и так далее. После месяца мне нужен год. Указывать можно эти свойства в любом порядке. Они будут отображены с учетом нашей локализации. То есть, как у нас расположено в стране. Сначала у нас, например, идет день, месяц и год. И таким образом это все будет отрабатывать. Так, здесь я укажу нумерик. Год мы получили. Также мне нужны текущее время, toDigit. И минуты будем получать. Минуты также toDigit. Эту переменную я скрою. Теперь давайте займемся самым интересным. У нас есть контейнер, общий родитель для всех элементов. Это у нас класс wrapper, да. И мы будем в начало помещать наш блок с комментарием в этот родительский элемент wrapper. Вот у нас в верстке есть сам wrapper. И внутри этого wrapper находятся два блока и форма. Wrapper я получил, да, у меня переменная называется wrapper. Теперь я делаю следующее. Обращаюсь к нашему wrapper. Insert adjacent HTML. Первым параметром передаю, давайте будем, наверное, вставлять самое начало здесь. After begin передадим, чтобы блок был первым самым. И вторым параметром у меня будет шаблонная строка, и я вставлю сюда код HTML. То есть точно такой же блок здесь будет. Давайте я скопирую первый блок полностью. Здесь я его вставлю, и мы его немножко подредактируем. Здесь я немножко отступа сделаю. Давайте так оставим, в принципе, нормально. И начнем с имени и фамилии. Имя и фамилия мы получаем с нашего инпута. У нас есть два инпута. Вот у нас имя. Я ставлю $, фигурные скобочки здесь. Так, forum input name. И мы получаем value, то, что мы ввели. А за место фамилии здесь мы будем получать forum. Давайте так назад. Forum input last name и свойство value. Отлично, мы это свойство получили. Давайте пойдем дальше. Дальше нам нужно получить оценку, то есть нумерацию. У нас есть для этого переменная уже готовая. Она называется span number rating. И мы получим здесь текст content. Оценка, отлично. И далее мы будем получать здесь звезды. Чтобы получить звезды, мы должны обратиться к нашему массиву, вот этому вот массиву, а этот массив находится в этой функции. Вот он массив, мы не можем напрямую обратиться из этой функции. Здесь я буду передавать параметр. Например, пускай параметр может называться как угодно. Вызывать эту функцию мы будем здесь. И вот так назад. Я копирую эту функцию, мы будем здесь ее вызывать. И сюда передавать массив rstar. Вот он массив. Тут теперь, где у нас написана оценка. Так, оценка, вот она. Здесь я ставлю также $, фигурные скобки. И мы будем перебирать этот массив. Вот у нас параметр r. При помощи метода map я буду перебирать наш элемент. То есть вот здесь у нас будет оценка и помещаться звезды. Я указываю переменную элемент, неважно здесь. Далее
я создаю шаблонную строку, и мы должны помещать какой-то тег. Например, я буду помещать тег span. Здесь у меня даже есть вот класс. Давайте я скопирую его. И для звезд у нас уже подставлен текст. Здесь я в HTML быстренько создам его. Так, класс будет span star. Вырежу его, сохраню. Далее я подставлю его внутри шаблонной строки. И между этим спаном внутри мы укажем следующее. Мы будем обращаться к каждому спану, к элементу вот этой переменной, и получать текст content. Давайте это все сохраню. Нажмем на написать комментарий. Введем какие-то значения. 4 звезды я передаю. Обратите внимание, нажимаю на отправить. И мы с вами ничего не получаем. Так, назад, консоль. 63 строчка. Так, давайте еще раз проверим. Что-то у меня на 63 строчке ошибка. Валидные данные вводим. Нажимаем на отправить. Так, 63 значение двойки. 63 минуты, да? А, вот минуты, да. Digit я должен передать. Я не дописал здесь. Тут digit. Давайте теперь еще раз проверим здесь. Написать комментарий. Чуть сверну, ниже опущу. Валидные данные. Передаю 3 звезды. Нажимаю на отправить. Мы получаем оценка тройка число и 3 звезды. Единственное, здесь можно убрать запятые. Запятые я могу убрать следующим образом. Вот как только мы перебираем этот элемент после желтой скобки, то есть метода map в конце, я вызову метод join. Так, join. И передам сюда пустую строку. Пишу комментарии, значение ввожу, нажимаю. Отлично. Запятых никаких нету. Так, далее. Давайте пойдем дальше. Здесь мы все подставили, по идее. Дальше у нас комментарии идут. Давайте, вот у нас есть строка комментарий. Если комментария нет, мы будем ставить какой-то эмодзи X. В противном случае у нас будет галочка, если комментарий присутствует. Здесь у меня будет как раз выражение. Так, назад. Давайте здесь мы напишем следующее выражение. Если у нас есть тег text-array, соответственно, переменная text-array, если text-array будет пуста, комментарий никакой писать не будем, тогда в наш комментарий будем передавать какой-то крестик. То есть я обращаюсь здесь к свойству text-array, к именно value. И если наша text-array строго равна пустой строке, я использую тернарный оператор здесь и давайте вставлю крестик. А в противном случае, так, здесь двоеточие, ставлю другой элемент. Давайте получим крестик здесь, например, крестик. Так, отсюда вот смогу я скопировать, интересно. Давайте я скопирую здесь, попробую таким вот образом скопировать. Вставляю. Так, назад, мне надо сюда вставить. В противном случае... Так, я не сюда вставил. Я уже запутался сам. Мне нужно ставить сюда крестик. Назад, что-то у меня здесь сбилось все. Давайте назад. Так, если наш text-array равен пустой строке, мы будем вставлять сюда крестик. Так, назад. У меня что-то слишком много контента вставляется. Отсюда я копирую. Давайте еще раз. Крестик, да. В противном случае, если комментарий присутствует, мы будем вставлять галочку. Давайте эту галочку я получу. Например, у меня будет галочка HTML. Давайте скопирую отсюда в эту галочку. В принципе, тут не особо важно. Сохраним. Перейдем на сайт. Так, эти все лишние вкладки я закрою. Написать комментарий. Пишем комментарий. 5 звезд. Комментарий не указываем. Нажимаю на отправить. И у нас комментарий стоит X. Хорошо. Далее давайте займемся этим блоком. Здесь я весь лишний комментарий удалю. Мы будем подставлять его вручную. И также здесь будет у меня проверка. Комментарий мы получаем в теге text-array. Здесь у меня будет следующий код. Если мой text-array, его свойство value, например, строго равен пустой строке, также использую тернарный оператор, тогда будет запись следующая. Например, просто нет комментариев. А в противном случае, если есть комментарий, мы просто обращаемся к text-array значением value. Давайте укажем значение. 1 звезда, нет комментариев. Нажимаю на отправить, получаем блок. Комментарий стоит X. И здесь у нас нет комментариев. В противном случае также пишем, передаем какие-то значения. 5 звезд, комментарий указываем. И мы получаем блок. Блок мы получаем с комментарием. Так, мы не получаем, да, здесь ничего. Так, еще раз. text-array, value, если строго равен пустой строке, тогда мы делаем следующее, нет комментариев. В противном случае мы обращаемся к нашему text-array свойству value. В принципе, здесь у меня указано все правильно.
Давайте еще раз это рассмотрим. Нажимаю, ввожу данные, комментарий передаю. Передается блок с 5 звездами, и логика отрабатывает некорректно. Так, давайте еще раз проверим. Вводим комментарии, 4 звезды, и у нас по-прежнему нету комментариев. В коде у нас все правильно, единственное здесь сверху, давайте посмотрим. Да, вот мы передаем сюда функцию HTML-контейнер. Мы ее вызываем после того, как все очищаем инпуты. То есть у нас сначала очищается текст-арray, потом только это вызывается функция. Давайте поместим это выше все, нет, назад. Поместим выше только эту функцию, нашу HTML-контейнер, который мы создаем, вот она. И я сохраню код. Напишем здесь, передадим значение, 4 звезды. Комментарий не указываю, получаем 4 звезды, комментариев нет комментариев. Далее, если мы здесь комментарий указываем, 5 звезд, у нас присутствует комментарий галочка, и сам вводится комментарий с 5 звездами. Таким вот образом. Здесь у нас осталось поработать с датой. Давайте я все внутреннее удалю. И у нас есть переменная date, которую мы создавали изначально. Переменная date, сохраняю. Давайте напишем здесь, передадим значение с комментариями, 2 звезды. Получаем все корректно. И получаем 6 мая, 24 год, время 21:11. Вот текущая дата и время, уже 21:12, 6 мая. Так, хорошо. Давайте пойдем дальше здесь. Осталось немного. Нам нужна еще одна функция, чтобы, если у нас будет больше 2 блоков, будет добавляться кнопки, чтобы могли скрывать этот контент. Здесь я пока все скрою. И давайте поставлю комментарий, напишу, например, функция скрытия комментариев. Комментариев. Мне нужны 2 переменные. Они будут служить нам флагами для отслеживания добавления кнопок. При помощи LED я создам, например, кнопку, пускай будет buttons, например, added. И значение изначально будет у нее false. Далее LED у меня будет также кнопка hide state, и мы присвоим также значение false. Это также будет флаг для отслеживания состояния кнопки скрыть. Когда мы нажимать будем на скрыть, у нас будет происходить какая-то логика. Так. Давайте я создам здесь function declaration. Будет функция, например, называться она будет show hidden comments. Параметр никакие передавать не будем. Здесь. Далее создам const. У меня будет div. И при помощи document query selector all мы должны получить все эти блоки. Соответственно, класс будет блок. Query selector all. Так, здесь круговые скобочки. Мы получаем все блоки. Так, далее давайте в консоли вызовем наш div. Я здесь создам. Добавим какие-то данные, передадим звезды, и мы ничего не получаем. Хорошо, давайте эту функцию мы должны вызывать, конечно же. Вызывать будем ее в нашей первой функции. Здесь вот, например. Сохраняю. Также получаем, добавляем комментарии, и мы получаем node-лист из 3 наших блоков. То есть у нас сейчас 3 блока. Далее, что я буду делать далее? Давайте продолжим. Здесь я создам константу. У меня будет const array div. И это будет массив. И при помощи оператора spread я распакую все наши дивы сюда. Все наши дивы. Отлично. Далее в консоли можно вывести эту переменную. Можно, в принципе, не вызывать. Давайте продолжим дальше сразу. У меня будет условие if, если наши дивы, длина наших дивов больше 2 будет. И обязательное условие. У нас есть кнопка buttons added. То есть мы здесь пишем добавь кнопки, только если условие выполняется и кнопки еще не добавлены. Если у нас не будет этого условия, кнопки будут добавляться всякий раз, а нам это не нужно. Поэтому мы здесь используем такие вот флаги, переключатели. Я сделаю следующее. Мы должны вставить, давайте ставим до нашей кнопки. И обращаемся к нашему wrapper. Метод insert adjacent HTML. Первое свойство у меня будет before end, давайте укажем before end, чтобы ставить в конец. И далее будет какая-то структура. Здесь у меня есть отдельные классы. Вот он, buttons блок для 2 наших кнопок. Здесь я быстренько создам div. И внутри этого div у меня будет 2 кнопки button. Класс будет следующий. Здесь будет btn1 у нас класс есть, а тут btn2.
Здесь будет кнопка показать еще, а тут будет кнопка скрыть. Этот код я полностью сейчас вырежу отсюда. Далее я ставлю его между сюда вот внутрь, сохраню. Здесь у меня уже есть классы для btn1 и btn2. Мы уже их прописывали с вами. Так, после этого всего, давайте я этот момент скрою. После этого, я сделаю нашу кнопку. Наша кнопка называется button added. Присвоим ей значение true. Таким вот образом. Устанавливаем флаг в true после добавления кнопок. Здесь, думаю, понятно. Давайте пойдем дальше. Я создам переменную. Так. Создаем переменную. Например, пускай называется show more btn. Присвоим документ, query selector и получим нашу первую кнопку btn1. Так, btn1, давайте я раскрою. Класс, все верно. btn1. Далее мы обращаемся к нашему массиву array_divs. Вот он. При помощи for_each я буду перебирать каждый элемент здесь. Перебираю каждый элемент. И каждому элементу при помощи class_list, метода remove я буду удалять hidden. То есть, если мы нажимаем на показать еще, всем оставшимся блокам мы удаляем класс hidden. Здесь, думаю, понятно. Далее, после цикла, обращаюсь к кнопке show more btn нашей кнопки. Style, display делаем none. То есть, мы также должны ее скрывать. Скрываем кнопку показать еще. Далее, у нас есть переменная hide state. Делаем ей false. Сбрасываем состояние кнопки скрыть здесь. Так, здесь, думаю, понятно. Вот у нас есть переменные. Далее мы перебираем это все дело. Теперь давайте создадим вторую кнопочку здесь. Так, только этот код я вырежу. Мы должны обратиться к этой кнопке по нажатию назад. Вот она называется у нас show more btn. Это event listener. Будет событие происходить по клику, конечно же, здесь. У нас будет функция. И далее мы будем перебирать здесь каждый элемент таким вот способом. После этого блока кода давайте создадим еще один блок. У нас будет константа. Переменная называться hide btn, document, query selector и обращаемся к кнопке второй btn2. Класс btn2. Все верно. Далее здесь точно так же мы должны повесить обработчик события всем элементам. Обращаемся к hide btn. Это event listener. Событие будет происходить по клику. Будет функция, конечно же. Далее у нас будет условие. Если кнопка скрыть не была нажата, мы должны написать, то есть оператор используем не здесь. Например, hide state наша переменная. Вот она кнопка наша. Hide state изначально на false. Если эта кнопка скрыть не была нажата, тогда будем делать какое-то условие. Обращаемся к нашему array div. Метод slice я буду вырезать именно с первого элемента. Буду оставлять здесь изначально один элемент. Далее вызываем метод for_each. Каждый элемент, каждый наш блок. И делаем следующее. Каждому элементу при помощи свойства class_list добавляем класс hidden. Здесь после перебора hide state, наша переменная hide state, мы должны установить состояние кнопки скрыть в true. Делаем true. Далее у нас есть кнопка show more btn. Даем ей стили. Она изначально у нас в display none была. Теперь давайте сделаем display блок. Style, свойство display. И мы можем либо блок, либо написать, например, inline блок. Она у нас так по умолчанию display блок. Здесь можно писать таким вот образом, извиняюсь. Так, здесь мы, в принципе, все сделали. Давайте оператор if я скрою. И у меня будет еще одна проверка. Если наши дивы, мы получили все блоки, и длина будет больше 2 блоков на сайте, тогда мы будем делать следующее. Обращаемся к нашему массиву array_divs. При помощи метода for_each я перебираю все эти элементы. Давайте у нас будет элемент и индекс. Индекс нам понадобится сейчас. Здесь будет стрелочная функция. И мы будем делать следующее. If, если наш индекс, то есть индекс больше единицы, это уже 2 блока, например, 0, 1 и больше единицы будет индекс, тогда каждому нашему элементу при помощи, так, назад,
свойство classList мы будем добавлять класс hidden. Таким вот образом. В принципе, код здесь все. Давайте проверим теперь. Если ошибки будет, проверим дальше. 3 звезды добавляю, комментарии добавляются, кнопки также появляются. Ошибок никаких нет. Давайте нажмем показать еще. Все показывается. Нажимаем скрыть. Остается один элемент. Далее давайте добавим еще пару элементов. Комментарии я укажу здесь. 5 звезд. Нажимаю на отправить. Форма отправляется. Давайте еще раз здесь без комментария. На этот раз с 1 звездой. Отправляем. Все подставляется. Нажимаем на показать еще. Все наши предыдущие элементы появляются. Если нажимаю на скрыть, остаются 3 блока максимум. Также добавляем, давайте еще контента, 5 звезд. Единственное, здесь можно дать margin bottom у этого блока. Buttons, сейчас мы это сделаем. Давайте сразу перейду в стиле. Так, buttons, где у меня buttons? Так, поиск, buttons. Margin bottom, например, 20 пикселей. Отлично, margin появился. Добавляем какой-то контент, отправляем. Показать еще, все комментарии здесь у нас присутствуют. И показать еще, кнопка скрывается. Нажимаем на скрыть, все идеально отрабатывает. Код я, конечно же, приложу, поэкспериментируйте с кодом, и мы продолжим в следующем видео. Всем привет, давайте продолжим, и в этой секции курса подробно разберем, что такое объектно-ориентированное программирование, или сокращенно ООП. Объектно-ориентированное программирование в JavaScript представляет собой подход к написанию программ, в котором основной упор делается на объекты и их взаимодействие. Мы знаем, что все в JavaScript является объектами или может быть представлено объектами. Объекты в JavaScript — это наборы ключей и значений, где ключи — это простые строки, а значениями могут быть данные любого типа, включая другие объекты или различные функции. Также объекты содержат свойства, которые хранят данные и методы, которые выполняют какие-то действия. Например, свойства объекта — это переменные, связанные с объектом, а методы — это функции, также связанные с каким-то объектом. Теперь давайте поговорим про прототипное наследование. Прототипное наследование означает, что каждый объект имеет прототип и наследует какие-то свойства и методы от своего прототипа. Давайте начнем с функции конструкторов. Я напишу, как обычно, просто здесь у меня будет, например, function, и с большой буквы имя нашей функции. Функция конструктор создается таким образом. Это не специальный синтаксис, это просто такая договоренность, что функции конструкторы всегда идут с большой буквы. Далее давайте зададим пару параметров, name, age, например, и year. Я пишу здесь this. Мы будем создавать новый объект при помощи нашей функции конструктора. И это ключевое слово this будет ссылаться на этот объект. This name равен name. То есть, когда будет создаваться пустой объект, экземпляр, наше свойство будет name, а ключ будет name, а значением будет, когда мы будем вызывать нашу функцию test1, аргументом для этой переменной, для этого параметра, мы будем передавать какое-то значение. Поэтому здесь пишем this name равен name. И то же самое давайте я сделаю для age. Здесь также age. И у меня есть year. Year. Сохраняем. Далее я создаю константу. Например, пускай будет person1. И присваиваем при помощи ключевого слова new. Мы обращаемся к нашей функции конструктор test1. И сюда для 3 параметров передаем какие-то аргументы. Например, имя. Давайте я передам. Коста. Сейчас мы это подробно все разберем, не переживайте. Коста пускай будет 29 и 1995. Также я могу создать, например, второй объект. Тест1. Здесь давайте имя будет Боб. Давайте возраст изменим на 19. Год, в принципе, можно оставить. Если я в консоли распечатаю person1 и person2 сохраню, давайте открою консоль, мы получаем с вами 2 объекта. Вот эти вот объекты. Функции конструкторы, вот в данном примере нашем, являются специальным типом функций, которые используются для создания новых объектов. Здесь мы при помощи функции конструктор создаем 2 новых объекта. Они играют также роль классов, но это в других языках программирования. При вызове функции конструктора с использованием ключевого слова new создается новый пустой объект. Теперь давайте рассмотрим про ключевое слово this. Когда код выполняется, функция конструктора, например, наша
test1. Внутри функции test1 используется ключевое слово this, которое ссылается на только что созданный пустой объект. Здесь мы при помощи ключевого слова new создаем пустой объект, получается, под капотом, и это ключевое слово this указывает на этот объект. Значение наших аргументов, когда мы передаем функции конструктору test1, присваивается свойством объекта this. Таким образом, свойства name, age и year в нашем случае этого объекта инициализируются переданными значениями. Хорошо, давайте пойдем дальше. Когда выполнение функции завершается, объект, на который ссылается this, возвращается как результат оператора new, а затем присваивается переменной, например, person1 либо person2. После этого созданный объект, например, person1, содержит свойства name, age и year, инициализированные переданными значениями. То есть у нас получилось здесь два каких-то объекта. Если по-простому, давайте по новой, функция конструктор создается всегда пишется, точнее, с большой буквы. Это такая договоренность. Это не такой синтаксис, это договоренность. Функции конструктора, единственную роль, которую они выполняют, это заполняют объект какими-то свойствами и методами. В данном случае мы создаем объект при помощи ключевого слова new. Под капотом создается пустой объект. Далее мы вызываем нашу функцию и передаем какие-то аргументы для вот этих параметров. This уже указывается на наш объект person1. И поэтому мы в консоли получаем два объекта. Поэкспериментируйте с этим, и мы продолжим в следующем видео. Давайте продолжим, и в этом видео поговорим о прототипах и их наследовании. Прототипы в JavaScript. Прототип — это механизм наследования, который позволяет объектам наследовать какие-то свойства и различные методы именно других объектов. Все функции в JavaScript имеют свойство prototype, которое ссылается на объект прототипа. Давайте добавим метод. То есть у нас есть функция конструктор test1. Мы можем прямо тут, например, давайте у нас будет функция grid при помощи this, конечно же. Функция будет называться grid. И мы сделаем следующее. Просто в консоли здесь. Так, равен function. Угу. Так, в консоли я буду выводить, например, просто давайте hello, чтобы все было просто, и имя this.name. Я сохраняю, и внутри нашего объекта появляется функция grid. Вот она у первого объекта и у второго объекта. Это таким способом функции внутри функции конструктор не создается. Потому что когда мы создаем экземпляры классов, у нас может быть 100-200 объектов или каких-то других данных, что эта функция будет прямо в нашем объекте. В основном эту функцию помещают в свойство prototype. По цепи передают. То есть давайте здесь я полностью это вырежу. Так, здесь поставлю фигурную скобку и вставлю ниже. То есть мы обращаемся к нашей функции конструктор. Test1 свойство prototype. Далее ставим точку и указываем функцию. Давайте я просто по новой напишу, чтобы все было понятно. Test1. Далее свойство обязательное prototype. Ставим точку. Мы можем писать любое название свойства или метода. То есть функция будет называться также grid. Это будет функция без всяких параметров. Так, давайте я сохраню. И она будет просто в консоли, например, выводить hello и имя. Например, this.name. Теперь, когда мы раскрываем наш объект, у нас нету этого метода внутри нашего объекта. Мы раскрываем прототип. Про это мы уже подробно говорили в отдельной секции, как это все работает. Внутри нашего прототипа есть функция grid. Вот она, пожалуйста. И теперь мы можем обращаться к нашему объекту, например, person1. Я ставлю точку, вот наша функция grid, сохраняю, мы получаем hello Costa. Таким вот образом. То же самое, если я вызову для второго объекта этот метод, мы получаем hello Bob. То есть в прототипной цепи также у нас есть метод grid у второго объекта. Хорошо. Давайте я поставлю разделитель. Здесь это все закомментирую. Давайте создадим какую-нибудь функцию. Например, разберем с использованием какого-то наследования функции конструктора, чтобы понять, как можно наследовать свойства и методы от одного объекта к другому. Так, давайте, чтобы было все просто, функция, пускай называется color, функция конструктор пишется с большой буквы, напоминаю.
параметр будет 1 color. Далее this color, ключ нашего объекта, равен будет color. При вызове этого функции мы будем передавать какое-то значение. Хорошо. Давайте создадим метод, обращаемся к color, свойство prototype и указываем название функции. Например, функция будет называться getColor. Присваиваем функцию. При помощи оператора return я буду возвращать наш цвет, то есть this.color. Таким вот образом. То есть, если я создам здесь, например, какую-то переменную, new там, не знаю, color у меня будет, и я передам сюда red. Сохраняю. Теперь в консоли я вывожу наш объект, мы получаем объект color red. Все правильно. Либо можем использовать метод. Метод называется getColor таким вот образом. Давайте я в консоли его вызову. Console.log, getColor. Сохраняю, мы получаем red. Все правильно. Это пока я удалю. Далее создам еще одну функцию конструктор. Давайте function. Функция будет называться style просто. И передам сюда 3 параметра. Color, например. Пускай будет ширина и высота. Теперь давайте вызовем нашу функцию color. Мы можем вызывать внутри нашей другой функции конструктора. Например, я обращаюсь к color. И обязательно должны мы указывать, например, метод call. Первым параметром я передаю this. То есть this это мы даем для нашего текущего контекста, для нашего стайла. А вторым параметром передам color. Так, только здесь маленькой буквы color. То есть мы не можем вызвать, если я этот метод call уберу, таким вот образом сделать, у нас будет ошибка. This в обычных функциях указывает на undefined. Давайте верну все как было. Используем метод call. This передаем для нашего конструктора style. Внутри нашего конструктора style мы вызываем функцию color. Сюда мы передаем параметр color. При вызове нашего конструктора style мы будем передавать какой-то цвет, и, соответственно, он будет попадать в нашу функцию color. Таким вот образом. Далее давайте я использую width. Так, только здесь обязательно, конечно же, this равен ширина. Так, назад. Здесь точка запятой. Здесь также точка запятой. Используем this height равен height. Хорошо. Теперь давайте нашей функции конструктор style создадим метод. При помощи prototype я сделаю прототипом нашу функцию конструктор. Она будет все наследовать методы и свойства у нашей функции color. Это можно сделать при помощи метода object.create. Мы его с вами подробно уже рассматривали. Сюда я передаю нашу функцию конструктор color.prototype. То есть наша функция style теперь наследует все методы и свойства у нашей функции color. Прототип для нашей функции style является color. Таким вот образом. Хорошо, давайте это оставим пока. Далее я обращаюсь также к функции style и хочу создать какой-то метод. При помощи ключевого слова prototype создаю функцию, пускай называется getArray. Это будет функция, она будет делать следующее. При помощи оператора return, конечно же, this, мы ссылаемся на объект здесь. Я буду нашу ширину, например, умножать на нашу высоту. This.height. Вот эти вот два параметра. Здесь только, конечно же, так, лишний this у меня. Умножаю. Теперь давайте создам переменную let. My1 пускай будет при помощи new. Наша функция конструктор style. И сюда мы передаем 3 параметра, 3 аргумента. У нас есть color, ширина и высота. Например, color пускай будет blue здесь. Далее 10 и, например, 2. Сохраняю. Давайте в консоли распечатаем это. Например, если мы хотим получить эту переменную my1, я сохраняю, мы получаем объект. Здесь у него color blue, ширина 10 и высота 2. Хорошо, теперь давайте я вызову метод getColor, чтобы получить только цвет. Сохраняю, мы получаем blue. Вот это наша функция. Color, мы создали ее в прототипе нашей функции конструктор color. Также для нашей функции конструктор style прототипом мы назначили нашу функцию color, поэтому мы можем наследовать этот метод. Давайте вызовем также getArray метод и посмотрим, что будет. getArray, сохраняем, мы получаем 20. То есть здесь вот мы создаем эту функцию getArray. Далее ширину умножаем на высоту. Здесь мы передаем 10
и 2. 10 на 20 умножаем, поэтому получаем 20. Также, если я создам, например, еще одну переменную, my2, при помощи ключевого слова new, мы будем обращаться к нашей функции color. Я поставлю здесь, например, red, сохраню давайте, и в консоли вызову, распечатаю нашу переменную my2. Мы получаем color red. У нас здесь один параметр, соответственно, мы передаем один параметр. Также мы можем вызвать методы, например, getColor у нас метод есть. Мы получаем просто red, все правильно. Единственное, что хотелось бы здесь заметить, когда мы для нашей функции конструктора style прототипом делаем color, есть такое свойство, давайте откроем прототип, конструктор. Конструктором для нашей функции конструктор style является color. Это неправильно. Надо постоянно переопределять, чтобы ссылка на наш конструктор указывалась правильно. Это здесь неправильно, что он указывает на color. Это из-за метода object_create, но мы можем сделать следующее. То есть после того, как мы использовали метод object_create, мы обращаемся к нашей функции конструктор при помощи метода prototype. Делаем следующее. Есть свойство конструктор. И конструктором, конечно же, делаем нашу функцию style. Давайте я сохраню. Раскрываем наш объект. И конструктор у нас теперь... Так, здесь какая строчка у меня? Так, my1, style. Это 42, да? Мы в консоли my1 не выводим. Давайте в консоли теперь распечатаю нашу переменную my1. Так, my1. Просто сохраняем, получаем объект. Все верно. Так, конструктор у нас теперь style. Все верно. Если эту запись также закомментирую сейчас по новой, потому что вот она, 48-я строчка. У нас конструктор, мы видим. Так, давайте я раскрою еще одно. Конструктор у нас идет color. Это неправильно. Таким вот образом, при помощи прототип свойства конструктор, конструктором для нашей функции style мы должны всегда делать, чтобы она указывалась ссылка на наш конструктор. Style именно. Давайте посмотрим. Здесь все правильно. Конструктор style. То есть, что мы здесь сделали? Мы объявили функцию простую, функцию конструктор. Далее, для этой функции конструктор в прототипе создали метод. Он просто возвращает наш цвет. Далее мы объявили еще одну функцию конструктор под класс одним словом. И здесь 3 параметра. При помощи метода call мы передаем сюда this. То есть для нашей функции конструктор style, чтобы все вот эти свойства корректно отрабатывали и указывали на новый создаваемый объект. Мы передаем сюда color первым параметром и вызываем нашу функцию вот эту вот color, конструктор. Точно так же возвращаем здесь ширину и высоту. Далее для нашей функции конструктор style прототипом мы делаем нашу функцию color. Конструктором указываем верную ссылку на наш style, вот этой вот строчкой кода. Далее для нашей функции конструктор style мы создаем еще один метод и просто возвращаем ширину, умножаем на высоту. Далее создаем экземпляры таким вот образом. При помощи ключевого слова new создается объект и this ссылается на этот пустой объект. 3 аргумента передаем, потому что у нас здесь 3 параметра. И вызываем различные методы таким вот образом. Поэкспериментируйте с этим, и мы продолжим в следующем видео. Давайте продолжим, и в этом видео разберем, что такое инкапсуляция. Инкапсуляция в программировании означает скрытие каких-то деталей реализации нашего объекта. Ну и предоставление только того интерфейса для взаимодействия с нашим объектом. Это позволяет упростить использование объекта, а также обеспечивает безопасность каких-то данных внутри нашего объекта, предотвращая их непосредственное изменение извне, например. То есть снаружи с нашей функции конструктора или объекта мы не сможем менять какие-то действия, переменные или сами объекты. То есть давайте создадим пару функций, и нам станет сразу ясно, что такое инкапсуляция. У меня будет функция конструктор, counter. Далее я создам переменную count и присвою изначально 0. Давайте создадим пару методов. Например, первый метод будет increment. Это будет функция. И мы будем делать следующее. Мы обращаемся к нашей переменной count и ее просто увеличиваем. Здесь у нас замыкание.
мы внутри нашей функции обращаемся к внешней переменной. И давайте также я создам метод уменьшения, например, decrement. Здесь мы будем уменьшать при помощи постфиксной записи. Также напрямую мы не можем обращаться к нашей переменной count. Давайте создадим тоже метод, чтобы получать результат нашей перемены. При помощи this давайте назовем, например, getCount. Это будет также функция. И при помощи оператора return будем возвращать нашу переменную. Так, здесь я создаю экземпляр. Переменную называю как угодно. Например, A1 пускай будет. При помощи ключевого слова new обращаемся к нашей функции конструктор. Сохраняю. Если я в консоли вызову, например, давайте в консоли, чтобы было сразу понятно, console.log, например, наша переменная A1, и вызовем метод getCount, чтобы получить значение из этой переменной. Тут круглые скобочки, я сохраняю, мы получаем 0. Все правильно отрабатывает. Если бы я, например, обратился к нашей переменной A1, которая содержит экземпляр, объект, и напрямую через точечную запись, как мы обращаемся к каким-то свойствам объекта, например, count, мы получим, конечно же, undefined. Для этого здесь мы создаем метод. Так, здесь у меня в коде лишние скобки. Давайте их я уберу. Так, здесь, здесь, здесь и здесь. Почему-то они подставились притером. Вроде все корректно отрабатывает. Так, здесь у меня запятые. Давайте я уберу это. Таким вот образом должно быть здесь точка с запятой. И здесь лишние скобочки я также уберу. Убираем. Давайте поставим двоеточие здесь. И также здесь. Если я сохраню. Так, у меня ошибка. Не хватает одной скобочки. Сохраняю. Теперь здесь тоже, да, у нас функция. Так, лишнюю убираем. Теперь все нормально. Таким вот образом. Здесь просто я изначально поставил запятые, поэтому у меня все взялось в скобки. То есть напрямую мы не можем обращаться к нашей переменной. Эту запись я закомментирую. Теперь давайте используем наши методы increment и decrement. Изначально у нас 0. Мы обращаемся к нашему объекту A1 и, например, вызываем здесь increment. Я сохраняю, у нас уже единица. Если я вызову еще несколько раз, наша переменная будет постоянно увеличиваться, соответственно, будет плюсоваться. Если мы вызовем метод decrement, соответственно, он и уменьшает нашу переменную. То есть в этом примере переменная наша count инкапсулирована внутри функции конструктор counter. Она недоступна напрямую извне объекта counter. Здесь мы это проверили, мы получили с вами undefined. Вместо этого мы предоставляем различные методы, например, increment, decrement и getCount метод, которые обеспечивают нам контролируемый доступ к этой переменной. Таким вот образом работает инкапсуляция. Давайте напишем еще, наверное, какой-нибудь пример, чтобы уже максимально стало понятно. Console.log. У меня будет функция, например, createPerson, пускай называется. И я дам два параметра, две переменные, age и name. Далее у меня внутри будет объект, object, пускай называется obj, например. И мы сделаем следующее. Мы можем написать таким образом: this name равен name. Поставить запятую. Так, здесь внутри объекта передаем две переменные, name, запятая, и age. При вызове функции мы будем передавать какие-то значения для двух свойств. Так, дальше давайте при помощи оператора return объявим несколько методов. Первый метод, мы будем получать наше имя. Напрямую обращаться мы здесь не можем. То же самое, как к этой переменной count. У меня будет первый метод, например, getName, получить имя. Это будет функция. Так, function. И мы будем просто возвращать, обращаемся к нашему объекту obj, свойству name.
Так, здесь у меня будет запятая. Далее я этот метод копирую. И мы напишем сюда getAge, чтобы получить имя. И, соответственно, здесь возвращаем наше свойство age. И давайте напишем еще один метод, например, для изменения либо имени, либо возраста. Давайте setAge, пускай называется этот метод, setter. Также будет функция с одним любым параметром. Любая переменная, у меня просто будет буква n. Мы обращаемся также к нашему объекту, свойству age, и переименовываем его на наш параметр n. Когда мы будем вызывать этот метод, у него есть параметр, соответственно, при вызове этого метода аргументом мы будем передавать в наше свойство age какое-то значение. Тут мы объявляем экземпляр, пускай называется переменная person1, присваиваем нашу функцию конструктор createPerson, у нее есть два параметра name и age, и передаем какие-то имена. Например, у меня здесь будет имя Коста, возраст 30. Теперь давайте в консоли распечатаем console.log person1, получаем объект из трех методов getAge, getName и setAge. Все верно. Давайте еще раз в консоли распечатаем, например, person1. Если мы хотим получить возраст, мы вызываем метод getAge. Сохраняю, мы получаем 30. Все правильно, мы здесь передаем 30. То же самое мы можем получить имя. У нас есть метод getName, вот он, getName первый. Мы получаем Коста. Теперь давайте изменим наш возраст. У нас есть также метод setAge, console.log person1. Нет, здесь можно в консоли не выводить. Сразу обращаемся к нашему объекту person1, вызываем метод setAge и передаем сюда какое-то число. У нас есть параметр, соответственно, я передам, например, 45. Далее я скопирую вот эту строчку кода, console.log person1, вызываем метод getAge. Сохраняю, мы получаем измененное значение уже на 45. То же самое мы напрямую обратиться к этому объекту не можем, если я здесь обращаюсь к нашему объекту person1 и, например, к object A. Если я сохраню, мы получаем, конечно же, undefined. Таким вот образом. Поэкспериментируйте с кодом, и мы продолжим в следующем видео. Давайте сразу продолжим, и в этом видео разберем, что такое полиморфизм. Полиморфизм в программировании означает способность какого-то объекта использовать методы с одинаковыми именами. Методы внутри объекта — это функции, поэтому мы называем их методами. Мы можем использовать функции с одинаковыми именами, но с разной реализацией, в зависимости от тоже контекста. Если другими словами, объекты разных классов могут иметь методы с одинаковыми именами, но реализовывать, конечно же, их по-разному. Давайте этот код я закомментирую, и мы разберем, что такое полиморфизм. Сохраняю, создаю функцию конструктор. Функция у меня называться будет просто, например, fn1 с большой буквы, параметры никакие передавать я не буду. Далее обращаемся к нашей функции конструктор, и я с помощью свойства prototype создаю новый метод. Например, будет называться у меня функция myMethod, чтобы все было просто. myMethod, присваиваем функцию, параметры никакие не передаем. И в консоли просто буду выводить, например, функция fn1, чтобы вы знали. Далее я создаю функцию fn2. Давайте я создам функцию fn2, например, я пишу с маленькой буквы function, здесь у меня будет fn2, параметры никакие также не передаю. Теперь обращаемся к нашей функции fn2 при помощи свойства prototype, вызываем метод object create и сюда передаем нашу функцию fn1 в качестве прототипа. То есть при помощи метода object create, напоминаю, мы для нашей функции конструктора fn2 назначаем прототип fn1. Все, что будет внутри метода, свойства, мы их можем наследовать. Здесь, думаю, понятно. Но мы помним, что мы должны указывать ссылку на сам конструктор. Если мы используем метод object create, соответственно, конструктор у нашей функции также будет относиться к нашей функции конструктор fn1.
Мы это знаем уже, как менять. Обращаемся также к функции fn2 при помощи prototype, свойства конструктор, и присваиваем ссылку нашего конструктора fn2, разумеется. Я сохраняю. Далее. Также я обращаюсь к нашей функции fn2 здесь. Давайте создадим метод prototype, и мы создаем функцию точно с таким же именем. Давайте я эту запись здесь полностью скопирую, чтобы все быстрее было. Только в консоли я пишу здесь function fn. Давайте напишу fn2. Таким вот образом. Так, далее давайте создам еще одну функцию. Здесь у нас fn1 функция. Далее идет функция fn2 конструктор. Мы назначаем прототипом нашу функцию первую. Здесь устанавливаем конструктор, ссылочку на нашу функцию fn2. Далее нашей функции fn2 создаем метод, точно такой же, название такое же, но в консоли выводим другой текст. Давайте это я скопирую, например, эту запись, и мы создадим еще одну функцию конструктор, только fn3. Здесь все точно так же. Давайте эту запись я... Так, вот эти две строчки я скопирую, ставлю их, конечно же, ниже. Так, назад, пробел, вставляю ниже. Здесь будет fn3, prototype, object create. Мы также будем прототипом устанавливать нашу функцию fn1. Здесь в этой строчке все точно так же, только на fn3. Хорошо. И нам нужно создать также прототип. То есть здесь я эту запись также копирую, вставляю. Здесь только для fn3 функции. И консоль лог, разумеется, будет fn3. Снизу давайте объявим переменную. Экземпляры создадим, например, для функции fn1. Переменная будет называться fn1. При помощи ключевого слова new обращаемся к функции конструктор fn1. Сохраняем. И то же самое создаю переменную fn2. Здесь будет fn2 экземпляр. И тут будет fn3. Соответственно, здесь fn3. Теперь давайте вызовем эти все методы. То есть у нас есть переменная fn1, только переменная fn1, и у нас есть функция myMethod. У каждой функции конструктор есть метод myMethod, функция myMethod. Вот, только разный console log. Давайте для второй это сделаем здесь. И для третьей я сохраняю, мы получаем разный результат. Вроде бы функция называется одинаково. Мы прототипом устанавливаем нашу функцию конструктор fn1, но у нас разный результат, даже если мы используем одинаковое название. Полиморфизм в объектном ориентированном программировании означает способность наших объектов, вот у нас есть здесь 3 объектов, разных классов, классы тоже у нас разные, использовать методы с одинаковыми именами. Но, конечно, с разной реализацией. Здесь у нас разная реализация. Поэтому я в консоли лог писал различный текст, чтобы лучше было понять. В данном случае метод myMethod имеет одно и то же имя в разных классах. У нас классы разные здесь, а метод один и тот же. fn1, fn2 и fn3. Но каждый класс предоставляет свою собственную реализацию этого метода. Это и есть полиморфизм. Поэкспериментируйте с этим, и мы продолжим с вами в следующем видео. Давайте сразу продолжим. В принципе, функции конструктора мы рассмотрели. Существует альтернативная запись. Мы можем использовать классы. Далее мы по курсу будем использовать только классы. Это все одно и то же. Просто стиль написания классов более упрощенный. Но под капотом у нас все отрабатывает вот так вот, как мы это видим сейчас. Тоже создается какая-то функция, конструктор и так далее. В JavaScript своих родных классов не существует. Давайте это я закомментирую. Далее мы еще про это подробно говорим. Что использовать функцию конструктор либо класс. В основном используют, конечно, классы. Но про функции конструктор вы тоже должны знать. Например, давайте я создам функцию, рассмотрим пару свойств. Пускай называется просто person. Параметр будет 1. Здесь мы this ссылаемся на объект. Name равен name. Так, наш конструктор person при помощи prototype
Давайте функция у меня будет, например, hello называться. Здесь ничего придумывать не буду. И в консоль лог просто выводить, например, hello. Далее создам константу. Например, Коста, пускай называется имя. При помощи оператора new создаем объект. Обращаемся к персону. У него есть один параметр. Передаем имя. Например, Коста также. Сохраняем. Ничего не получаем. Давайте в консоли распечатаем наш объект Коста. Отлично, все отрабатывает. Теперь я обращаюсь к нашей переменной Коста. Есть такой метод has on property. Так, вроде без ошибок написал. Мы уже с вами его разбирали. Давайте укажу name. Мы получаем true. Почему мы получаем true? Метод has on property проверяет, содержит ли наш объект указанное свойство, как собственное свойство не унаследованное. То есть это собственное свойство, поэтому мы получаем true. Если у меня было бы, например, здесь hello, я сохраняю, я получаю false. Здесь мы этот метод наследуем. Если у меня будет, например, name, это наше собственное свойство, конечно, мы получаем true. При помощи этого метода вы можете проверять. Также существует оператор in. Оператор in, он позволяет нам определить, содержит ли наш объект указанное свойство, включая унаследованное свойство. То есть унаследованное или не унаследованное. Главное, чтобы оно было. Давайте здесь у меня будет переменная const, например, Иван. New person, конечно же, здесь будет. И, например, мы напишем Иван. Далее. Console log, например, у нас есть name свойство, например, in Иван. Я сохраняю, мы получаем true. Такое свойство у нас есть. То же самое мы можем проверить функцию. Например, написать здесь hello. Наш метод называется hello. Я сохраняю, мы этот метод наследуем, все равно получаем true. Таким вот образом. Здесь оператор in возвращает в двух случаях true. Как для собственного свойства name, оно собственное, так и для унаследованного метода hello. Таким вот образом. Поэкспериментируйте с кодом, и мы в следующем видео начнем изучать классы. Привет, давайте продолжим. Сразу напишем какую-нибудь функцию конструктор. Я пишу ключевое слово function. И пускай моя функция называется, например, function test. Начинается она, как мы помним, с большой буквы. И у нее будет два параметра, name и age. Далее при помощи ключевого слова this name равен name. И то же самое сделаем для age. Так, здесь age и здесь тоже age. И давайте создадим теперь метод для нашей функции конструктора. Метод будет в прототипе. При помощи свойства prototype установим. Я обращаюсь к нашей function test. Свойство prototype. Ставлю точку. И функция, например, будет называться say, пускай hello. Далее function. Параметр никакие не передаем. И в консоли просто буду делать следующее. Например, у меня будет строка. Привет, меня зовут. Далее переменная нашего имени при помощи ключевого слова this name. И мне, например, там столько-то лет. И мне this.age. Давайте просто укажу здесь лет. Сохраняю. Мы объявили метод внутри нашего прототипа, внутри нашей функции конструктор. Хорошо. Я создам объект. У меня будет константа. Пускай называется person4. При помощи оператора new, конечно же, обращаемся к нашей функции конструктор по имени и передаем два аргумента. Пускай будет Коста, например, 34. В консоли распечатаем наш объект сразу же. Давайте person4. Так, здесь person4. Я открою DevTools, нажму F12. Консоль, мы получаем наш объект. Также мы можем обратиться person.name, сохраняем, получаем Коста, person.age и использовать метод, например, person say hello. Сохраняю, мы получаем в консоли. Привет, меня зовут Коста и мне 34. Можно написать было года, здесь в принципе не важно. Здесь я хотел показать вам, как работают классы.
чтобы можно было сравнить синтаксис. Давайте я напишу код сначала, а потом мы его подробно разберем. Ключевое слово класс указываем обязательно. И точно так же название нашего класса с большой буквы. В данном случае у меня просто person. Далее я открываю фигурные скобки. И мы прописываем, если у нас есть какие-то параметры для нашего объекта, мы указываем обязательное свойство конструктор. Другого имени здесь быть не может. Конструктор, круглые скобочки. И сюда мы будем передавать параметр. Например, параметр name, также пускай будет, как и здесь, и параметр age. Далее я открываю фигурные скобки. Это у нас метод нашего класса. И просто возьму вот эту запись, with name и with age. Здесь точнее так назад здесь. Я ее вставлю ниже, сохраняю. Далее давайте создадим также метод. Методы мы можем создавать прямо внутри нашего класса. Мы помним, что если мы наш метод установим прямо внутри нашей функции, то каждый объект будет наследовать этот метод. При помощи свойства prototype мы этот метод определяем в прототипе именно. Потом для нужного объекта мы вызываем, обращаемся к этому методу. Здесь, если мы используем класс, внутри конструктора мы методы объявлять не можем. Это будет невалидный код, мы сразу получим ошибку. Мы можем после нашего конструктора, например, создать какой-то метод. Здесь я полностью скопирую этот код, например. Вот у нас название функции идет. Сразу же присваиваем function, либо можем сделать короткую запись. Такую вот я сохраняю, и это все будет правильно отрабатывать. Здесь я поставил специально несколько разделителей, чтобы максимально было понятно. И давайте при помощи const также. Person1 будет объект мой называться. Далее оператор new и обращаемся к нашему классу person. Здесь я передам то же самое имя, например, John и 25. В консоли мы распечатаем следующее. Давайте сначала просто распечатаем наш объект person1, сохраним. Мы получаем также объект. Если я этот объект раскрываю, у нас нету метода в этом объекте, он находится сразу же в прототипе. Вот он метод sayHello. Точно так же у нас для нашей функции конструктор. Тоже метод в прототипе sayHello. Далее, также мы можем обращаться, например, person1 к свойству name и к свойству age. Мы получаем John и 25. И мы можем вызывать также метод. Давайте вызовем метод. Привет, меня зовут Джон, и мне 25 лет. Все правильно отрабатывает. Посмотрите на вот эту вот запись функции конструктора. Мы объявляем здесь функцию. Далее добавляем метод. Здесь создаем объект. И на эту запись, как она выглядит компактно. Хорошо, давайте разберем синтаксис. Синтаксис функции конструктора, например, определяется как обычные функции при помощи ключевого слова function. Далее, классы. Классы определяются с использованием ключевого слова, конечно же, класс. Далее, давайте рассмотрим инициализацию. Функции конструктора наши, свойства и методы добавляются к объекту через прототип или напрямую в конструктор. То есть здесь мы можем добавлять какие-то свойства через прототип, либо напрямую в функции конструктор. Классы. У нас есть класс. Свойства и методы определяются внутри тела класса. Именно внутри тела класса, не внутри конструктора. Вот у нас есть класс, и внутри этого тела мы можем объявлять какие-то методы. Неважно, сколько их будет. Также мы можем использовать ключевое слово конструктор для добавления каких-то свойств в наш объект. Хорошо. Теперь давайте поговорим о наследовании. Функции конструкторы для наследования используют прототипное наследование. Наши классы для наследования используют ключевого слова extend, которое мы далее с вами рассмотрим. Для создания, точнее, подкласса. Хорошо, создание объекта. Функции конструкторы создают объект при помощи оператора new. Здесь мы создаем при помощи оператора new объект, и в классах точно такая же запись. Хорошо. Теперь классы в JavaScript представляют собой специальные конструкции, которые позволяют создавать какие-то шаблоны для различных объектов с определенными свойствами и методами. Они нужны для удобной организации кода в объектно-ориентированном стиле, что делает код более читаемым, модульным и легко поддерживаемым. Классы используются для создания объектов с определенным поведением и характеристиками различными, ну а также для организации кода в более понятной и структурированной форме. Они широко применяются в различных областях разработки, например, различных веб-приложений, таких как создание
тоже различных интерфейсов пользователя, обработка каких-то данных, взаимодействие с сервером и многое другое. Теперь самое главное, которое вам нужно знать и запомнить. JavaScript является языком, основанным на прототипах, а не на классах, как мы здесь вот пишем. Как, например, язык программирования Java есть, C#, ну или C++. В прототипном программировании объекты наследуют свойства и методы от других объектов, которые называются прототипами. Это отличается, конечно, от классического наследования классов, которое используется в других языках. Тем не менее, с появлением стандарта ECMAScript 2015 или ES6 в JavaScript была добавлена поддержка синтаксиса классов, таких вот, который является всего лишь синтаксическим сахаром над прототипами. То есть классы в JavaScript, как мы здесь вот пишем их, на самом деле это просто какая-то обертка вокруг прототипа, которая делает код более понятным и удобным для различных программистов, привыкших, например, к классическому стилю ООП. Поэтому, хотя JavaScript не является языком, основанным на классах, как Java или C++, классы все же существуют в JavaScript. Но они реализованы с использованием прототипов и предоставляют более привычный для многих разработчиков способ описания объектов и их взаимодействия. То есть на самом деле классов в JavaScript не существует. Такие классы, вот как вот эта вот запись, используются в C#, например, или в C++. Но мы также можем использовать эти классы. Что использовать функции конструктора либо классы, решать, конечно, вам. Но 90%, конечно, в реальных проектах используют классы. Это очень удобно, читаемо и полегче намного будет, чем использовать такие вот дополнительные записи, которые многих путают. Поэкспериментируйте с этим кодом, с классами, и мы продолжим с вами изучать их в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим. Код я, как обычно, закомментирую, чтобы нам не путаться. И в этом видео мы подробно разберем, что такое геттеры и сеттеры. Геттеры и сеттеры — это специальные методы в JavaScript, которые позволяют, например, нам контролировать доступ к различным свойствам нашего объекта. Геттер — это, конечно же, функция, которая вызывается при попытке чтения значения какого-то свойства. То есть мы уже, когда создавали с вами функции конструктор, мы создавали геттеры и сеттеры. При помощи геттера мы можем получать какое-то свойство, при помощи сеттера мы можем изменять какое-то свойство в нашем объекте. Хорошо. Геттер — это функция, напоминаю, которая вызывается при попытке только чтения. Теперь давайте поговорим о сеттере. Сеттер — это также функция, которая вызывается при попытке именно записи значения какого-то свойства. Используя геттеры и сеттеры, мы можем, например, добавить логику проверки перед чтением или записью значения нашего свойства. Либо, например, выполнить какие-то вычисления на основе значения различных свойств, сохранять конфиденциальность данных, ограничивать доступ к свойствам. Синтаксис следующий. Геттеры и сеттеры определяются с помощью ключевых слов get и ключевое слово set. Давайте напишем класс и поэкспериментируем с нашим геттером и сеттером. Пишем ключевое слово класс. Класс у меня будет называться person, фигурные скобки, обязательный метод конструктор, и будет у меня два параметра. Здесь я могу создать кучу параметров, но чтобы было все максимально просто и понятно, я стараюсь писать меньше кода. Хорошо. При помощи ключевого слова this я ставлю точку, и у меня будет нижнее подчеркивание, то есть name. Далее я присваиваю name. Это у нас будет приватное поле. Сразу скажу, это не специальный синтаксис. Этот нижний underscore не делает наш параметр name приватным. Это просто такая договоренность между разработчиками. Если разработчик видит такую вот запись, он понимает, что это приватное поле. И извне нашего класса мы не должны менять это свойство. Мы только можем менять такие вот приватные поля при помощи методов, то есть при помощи нашего сеттера. Существует getter, при помощи него мы просто считываем какие-то свойства, получаем. Setter изменяет какие-то свойства. Это не синтаксис JavaScript, это просто такая договоренность, нижнее подчеркивание. Далее я ставлю this, точка underscore h, и мы присваиваем здесь, конечно же, h. Хорошо.
Теперь давайте создадим getter для свойства, например, name. Мы будем это свойство считывать. Пишем ключевое слово get обязательно и далее указываем какое-то имя. Например, пускай будет просто name. Это функция, конечно же. И при помощи оператора return я буду возвращать this, нижний underscore, наше имя. Сохраняю. Хорошо. Теперь давайте создадим setter. Мы будем менять наш возраст. У нас есть setter. Обязательно ключевое слово set и название нашего сеттера. Пускай мой сеттер называется age. Далее создам один параметр. При вызове этого сеттера мы будем передавать какой-то аргумент, соответственно, менять наше свойство age. Например, new. Давайте сделаю new age, пускай называется. И у нас будет здесь небольшая проверка. При помощи if мы проверяем то, что мы передаем при вызове сеттера, какое-то число, оно должно быть больше нуля. И при помощи оператора и также обращаемся к нашей переменной newAge. Наше число, то есть, должно быть меньше 90. Тогда мы будем делать, например, this. Приватное поле age мы будем менять на нашу переменную newAge. То есть то, что мы будем передавать. Также давайте напишем здесь блок else. У меня будет просто консоль. И я напишу некорректные данные. Так, здесь некорректный. Давайте некорректный возраст. Да, чтобы покороче было. Некорректный возраст. Хорошо. Теперь давайте я создам объект при помощи константы, конечно же. Const у меня будет просто person. Как обычно, при помощи оператора new. Обращаемся к нашему классу person. Вот он. И передаем два аргумента. Для name и для age. Имя у меня будет просто John, давайте, как обычно. John. А возраст будет 15. Хорошо. Давайте используем наш getter. Console log. Person. Person наш объект. И name. Name. Я сохраняю. Мы получаем имя John. То есть здесь я получаю не наш параметр name. Если у меня здесь будет, например, name, не знаю, какая-то вот такая вот запись. У меня undefined сразу же. Если я эту запись копирую, ставлю сюда, мы получаем John. То есть наш getter возвращает просто наше имя. Напрямую мы обращаться здесь не можем. Хорошо. Теперь давайте используем наш setter. У нас есть setter, и мы поменяем возраст. Здесь я просто поставил рандомную запись, пусть остается, чтобы это вас не путало у нас, потому что есть параметр name. Чтобы не было путаницы, я ставлю так. Далее обращаемся к нашему объекту person с маленькой буквы, вот он. При помощи age у нас есть setter, он называется age. И я здесь, это метод, мы помним, мы привыкли, что если мы вызываем функцию, открываем круглые скобки и передаем какие-то аргументы. Сеттеры работают по-другому. Мы ставим пробел, знак равно и, например, меняем какое-то значение. Изначально у нас 15 в возрасте, мы поменяем на 60. Теперь в консоли я обращаюсь к нашему person объекту и к приватному свойству age. Сохраняю, мы получаем 60. Здесь при помощи сеттера мы это меняем. Хорошо, давайте еще по этот префикс. Он нам позволяет, напоминаю, указать, что свойство предназначено для внутреннего использования именно в нашем классе. И не должно быть непосредственно доступно извне. То есть мы можем его менять только при помощи каких-то таких вот функций, сеттера именно. Или при помощи геттера это получать. Однако следует помнить, что использование вот этого нижнего подчеркивания не делает свойство или метод полностью приватным или защищенным. Это всего лишь соглашение об таком именовании. Но с приходом ES 2022 или ES 12 в JavaScript появилась поддержка настоящих приватных полей, обеспечивающих непрерывную приватность данных. Приватные поля неперечислимы. В списках свойств они также не отображаются. До этого и по сей день многие используют такую вот запись, вы должны про это знать, поэтому я это все подробно показал. Но существуют также реальные приватные поля. С этим кодом поэкспериментируйте, создайте еще пару различных переменных здесь. Далее создайте различные геттеры, создайте несколько объектов, поэкспериментируйте, и мы с вами продолжим в следующем видео. Давайте продолжим и в этом видео разберем, что такое приватные свойства. Приватные свойства — это специальные свойства класса нашего, доступ к которым ограничен
только внутри самого класса. Это означает, что приватные свойства недоступны извне класса, даже из его экземпляра объектов. Использование приватных свойств является одним из основных принципов инкапсуляции в объектно-ориентированном программировании. Цель использования приватных свойств может быть различная, например, скрыть какие-то имплементации, защита различных данных, ну или контроль какого-то доступа. Давайте напишем пару примеров, чтобы стало ясно. Здесь мы пишем, как обычно, ключевое слово класс, пускай у меня называется counter, счетчик будет. Здесь я создаю приватное поле при помощи решетки хэша. И мое приватное поле будет называться count. Ставлю двоеточие. Далее у меня будет здесь конструктор. Я создаю здесь переменную и сразу присваиваю ей 0. Либо я могу нашему приватному полю присвоить 0, а здесь этой переменной при помощи ключевого слова this обратиться таким вот образом. Разницы в принципе никакой нет. Здесь я ставлю по умолчанию 0, для того, чтобы не было ошибки. Мы это сразу же определяем. Давайте напишем теперь пару методов. Изначально, конечно же, при помощи ключевого слова this обращаемся к нашему приватному свойству count и присваиваем нашу переменную a1. То есть изначально будет свойство count, значение 0, чтобы это было числом. Хорошо, давайте создадим пару методов. Например, будем увеличивать, уменьшать, ну и получать наше значение этого приватного свойства. Первая будет у меня функция, например, инкремент. Параметры никакие не передаем. При помощи ключевого слова this обращаемся к нашей переменной count и при помощи постфиксной записи увеличиваем на единицу. Если мы вызываем этот метод, переменная увеличивается. Хорошо. Также я создаю метод для уменьшения нашей переменной. Здесь будет декремент пускай. Здесь только минус. Таким вот образом. И также давайте создадим метод для получения текущего значения нашего счетчика. Здесь у меня будет третий метод getCount, пускай называется. И мы будем просто при помощи оператора return возвращать нашу переменную count, наше приватное свойство. Здесь, думаю, понятно. В принципе, здесь с кодом все. Давайте создадим экземпляр нашего класса. При помощи, как обычно, константы. Переменная будет называться counter. Мы присваиваем при помощи оператора new наш класс counter. Таким вот образом. Далее обращаемся к нашему объекту counter и вызываем метод increment. То есть увеличиваем наше приватное свойство на единичку. Изначально у него значение 0. Далее я могу в консоли просто вызвать наш объект counter. У нас есть специальный метод getCount. Вот он. Я сохраняю, мы получаем единицу. Если я увеличу его еще несколько раз, мы уже получаем пятерку. Здесь у нас замыкание в своем роде. Далее у нас есть также декремент. Давайте используем его. Обращаемся к объекту counter и вызываем метод декремент. Также в консоли давайте вызовем. Посмотрим результат. И у нас 4. Изначально было 5. Использовали метод декремент. Распечатали по новой в консоль наше значение приватное и получали 4. То есть в нашем примере наше приватное свойство count является приватным полем класса именно counter. И его значение может быть изменено только внутри самого класса. Таким образом, мы можем управлять состоянием счетчика только с помощью метода класса. А прямой доступ к значению счетчика извне класса он невозможен. Таким вот образом. Для этого мы создаем специальные методы. Хорошо. Приватные поля пишутся таким вот образом, при помощи решетки. Давайте я это все скрою. Могу даже закомментировать здесь эту запись. И напишем еще один пример. Какой-нибудь простенький пример. Используем геттеры, сеттеры. Давайте у меня будет класс, например, user. Здесь только фигурные скобки. И пару приватных полей. Будет name. Далее двоеточие. Здесь обязательно хэш. Так, здесь будет h. Сохраняю. Далее, как обычно, у нас будет конструктор. Конструктор name будет. И h. Два параметра. При помощи ключевого слова this. Мы помним, что мы пишем его для того, чтобы ссылаться на наш объект. При создании экземпляра у нас будет свойство name. Мы присваиваем наш параметр a. И то же самое для нашего приватного поля h.
мы будем присваивать наш параметр age. Таким вот образом. Теперь давайте создадим getter для имени пользователя. То есть у меня будет просто метод get, например, name. Параметр никакие не передаем. При помощи оператора return мы будем возвращать наше приватное имя. То есть обращаемся к нашему name. Хорошо. Также нам нужен getter для получения нашего возраста. Эту запись я полностью копирую. Единственное, мой getter будет называться, например, getAge. Также return this, только здесь age. Хорошо. Теперь давайте установим setter для изменения нашего имени. У меня будет здесь set, например, name. Параметр просто будет буква n. И мы будем делать следующее. При помощи ключевого слова this обращаемся к нашему name, именно к имени, и присваиваем то, что мы будем передавать при вызове нашего сеттера. Точно так же я сделаю для нашего возраста setter. Set, пускай будет age. Здесь this, конечно же, age. И передаем параметр n. Сохраняю. Получилась такая вот запись. Два геттера. Мы получаем имя при помощи этого геттера. Этот getter, getAge, возвращает нам возраст приватного нашего поля. При помощи сеттера мы меняем возраст и имя. Здесь возраст. Хорошо. Давайте создадим экземпляр. У меня будет константа, например, называться, пускай объект наш будет user. При помощи оператора new обращаемся к нашему классу user и передаем два аргумента, например, costa и 25. У нас здесь два свойства. Хорошо. Давайте получим информацию о пользователе. Например, я в консоли распечатаю следующее. Пускай будет имя, далее $. Используем выражение, обращаемся к объекту нашему user и к свойству, точнее, геттеру getName. Получаем здесь наше имя. Вот оно, getName. Если я сохраню, мы получаем имя Коста. Также давайте получим возраст сразу. У меня здесь будет написано возраст. Обращаемся к объекту user, конечно же. И у нас также есть getter getAge. Сохраняем, мы получаем имя Коста, возраст 25. Хорошо. Также мы можем использовать наши сеттеры для изменения имени и возраста. То есть также обращаемся к нашему юзеру. Здесь setter set name. Имя пускай у него будет Боб. Давайте изменим также наш возраст. Здесь будет setAge setter. И мы передаем сюда, например, значение 30. Запись эту в консоли я выведу по новой, только снизу. И мы поменяли наши поля. Имя Боб, возраст 30. Таким вот образом. Поэкспериментируйте с этим кодом, и мы продолжим с вами в следующем видео. Всем привет, давайте продолжим. Код я полностью удалю, чтобы не путаться. Сохраню. И в этом видео разберем оператор extends. Оператор extends играет центральную роль в наследовании классов, позволяя одному классу, например, дочернему, наследовать какие-то свойства и методы другого класса, родительского. Давайте напишем класс, создадим для начала. Пускай будет так, здесь не console.log, класс. Давайте, чтобы все было просто. User1, например. Далее метод constructor. Передам один параметр name. Ключевое слово this, которое ссылается на объект. Создаем свойство name в объекте и присваиваем также name. При создании экземпляра класса мы будем передавать это аргумент, напоминаю. Хорошо, далее давайте создадим метод внутри нашего класса. Я здесь запятые, точки, ничего не ставлю. Сразу у меня идет новая строчка. Давайте метод будет называться, например, speak. Параметры никакие сюда передавать не будем. И в консоли просто будем выводить наше имя при помощи ключевого слова this, name. И давайте напишем, например, просто здравствуйте. Имя будет и здравствуйте. Таким вот образом. Сохраню. Здесь давайте я поставлю разделитель. И мы создадим второй наш класс. Давайте console.log, чтобы все было понятно. Ставлю разделитель. И объявляем второй класс. Так, здесь класс. Называем его, например, тест-класс, пускай просто будет. Ничего придумывать не будем. И ключевое слово extends. То есть я указываю здесь user1. Это означает то, что мы прототипом делаем user1. Копируем все методы и свойства в наш класс тест-класс. Таким вот образом. Далее
Здесь будет конструктор, как обычно. Давайте здесь будет теперь два параметра. Здесь у нас изначально один параметр, а тут будет два параметра. Мы можем написать следующую запись здесь. Точно так же, например, this.name, присвоить name. Либо мы можем сделать следующее. Ключевое слово супер есть. Супер. И мы можем передать сюда name. Таким образом, через минуту мы его подробно разберем. Метод конструктор, напоминаю, также указывается таким вот названием. Другое название дать мы не можем. И то же самое дело супер. Супером точнее. У нас есть второй параметр. Здесь используем ключевое слово this h, присваиваем h. Далее давайте я создам также метод внутри нашего класса. Пускай называется просто height, например. И он будет также выводить в консоль. Только здесь мы будем писать, например, давайте напишем привет, чтобы была какая-то разница. Хорошо. Создаем экземпляр класса. Так, константа R1 при помощи ключевого слова new. Тест-класс наш. Вот он, тест-класс. И передаем сюда два аргумента. Коста и 10 для имени и для возраста. Сохраняю. Давайте теперь обращаемся к нашему объекту R1 и вызываем метод speak. Обратите внимание, этот метод нашего родителя, user1. При помощи оператора extends мы наследуем все методы и свойства у нашего родителя user1. Ключевое слово супер, оно просто берет и вызывает наш класс, наш конструктор одним словом. Мы сюда передаем name. Так как у нас уже есть этот параметр, мы можем использовать ключевое слово супер. Здесь я не создам, а давайте вызовем собственный метод height здесь и сохраним. Коста, здравствуйте, это срабатывает наш метод speak. Затем мы вызываем метод также height. Получаем Коста привет. Вот он вывод в console log. Хорошо, давайте еще раз про ключевое слово extends. Ключевое слово extends в JavaScript используется для создания наследования между различными классами. В данном случае у нас два класса. Когда один класс расширяет, например, другой с помощью extends. Расширять. Он наследует все свойства и методы от родительского класса. То есть здесь мы пишем extends, создаем изначально класс, пишем оператор extends и назначаем родителя user1. Копируем все методы и свойства. Хорошо. В нашем конструкторе здесь ключевое слово super используется как функция, вызывающая родительский конструктор. Ее необходимо вызвать до первого обращения к ключевому слову this в теле конструктора. То есть вот так вот мы сделать уже не сможем. Таким вот образом. Надеюсь, здесь понятно. Давайте напишем функцию конструктор и сравним вот с этой записью. Здесь я поставлю, давайте, console log, несколько таких вот разделителей, чтобы было максимально понятно. И напишем функцию конструктор. Ключевое слово function здесь просто. Называем нашу функцию конструктор user2. Передаем name, параметр. И запись будет точно такая же. Давайте здесь я скопирую, чтобы долго не писать. This name, присваиваем name. Далее у нас есть также метод. Давайте я его скопирую отсюда. Обращаемся к нашему user2 при помощи ключевого слова prototype. Устанавливаем прототип. Здесь у меня будет speak. Присваиваем, что это функция. И она просто выводит в консоль log. Здравствуйте. Давайте здесь поставим дефисы, чтобы различать. Хорошо. Первую функцию конструктор мы создали. Метод для объекта тоже создали в самом прототипе. Теперь давайте создадим вторую функцию. У меня будет function ключевое слово. Например, это будет тест. Давайте класс 2. Тут будет уже два параметра. Name и age. Точно так же, как вот здесь вот. Здесь мы просто разбираем отличия синтаксиса. Name и age. Хорошо. Далее обращаемся к нашему user2. У нас есть функция конструктора user2. При помощи метода call первым параметром передаем this, текущий контекст, а вторым параметром name. Далее. Здесь я фигурные скобки не ставлю. У нас еще есть один параметр age. Здесь пишем this age и присваиваем также age. Хорошо. Теперь давайте установим нашу функцию конструктор test class 2 прототипом user2. То есть мы обращаемся к нашей функции конструктор test class 2, пускай будет. Далее прототип. При помощи метода
object.create. Прототипом ставим нашу функцию конструктор user2. user2.prototype. Мы помним, что у нас и меняется конструктор из-за этого метода. Мы также должны указывать ссылку на конструктор нашей функции конструктор. Таким вот образом. Точно так же обращаемся к нашей функции конструктор test класс 2, свойство prototype, далее конструктор, и присваиваем нашу функцию конструктор test класс 2. То есть возвращаем ссылку на наш исходный конструктор. Таким вот образом. Метод object.create устанавливает наш конструктор. У нас в нашем конструкторе будет user2. А мы должны обязательно это свойство изменять. Хорошо, теперь давайте создадим также метод для нашей функции конструктор test класс 2. У первой нашей функции конструктор имеется метод. Давайте также создадим для нашего класса. Здесь у меня будет следующая запись. Здесь у меня тест класс 2, прототип, speak, функция. Отлично, console.log. И здесь давайте напишем привет, чтобы были различия. Привет. Тут все точно так же, как в классах. Вот я поставил разделители, чтобы вы не путались. Хорошо, метод мы создали с вами. Теперь давайте создадим экземпляр. У меня будет константа R2. При помощи ключевого слова new обращаемся к нашей функции конструктор test2 и передаем также два аргумента. Имя будет Боб пускай, а возраст, например, 30. Хорошо. Обращаемся к нашему объекту R2, вот он, и вызываем метод speak. Мы помним, что метод speak это родной метод, и также вызываем метод high, который мы унаследовали у нашей функции конструктор user2. Так, здесь speak, да? Давайте здесь сделаем height, наверное, да. А тут пускай будет speak. R2, height. Я сохраняю, мы получаем Боб, здравствуйте. Вот она. Вывод в console.log, первый, console.log, имя наше, Боб, здравствуйте. И то же самое, Боб, привет. Посмотрите на запись с классами, какая она удобная. Здесь у нас первый класс, далее идет второй класс. И мы просто создаем экземпляр и вызываем методы. При помощи ключевого слова extends мы также ставим прототипом наш класс user1. Здесь мы пишем такую вот запись. Мы отдельно создаем методы. Мы также можем их поместить внутрь класса, чтобы они были у каждого объекта. Но при помощи свойства prototype. Так, здесь мы, вот он, метод наш. При помощи свойства prototype мы добавляем в цепь наш метод, чтобы наш любой объект мог это наследовать. Далее у нас идет функция конструктор. Здесь мы при помощи такой записи, при помощи метода object.create ставим прототипом нашу функцию конструктор user2. Потом возвращаем ссылку на наш конструктор test класс 2. И также создаем метод. Далее у нас идет экземпляр, создание экземпляра. И также вызываются методы. Просто посмотрите, какая здесь запись, какая тут запись. Здесь намного выглядит компактнее и читабельно. В основном используют классы. Мы научились с вами определять родителя, наследовать методы в этом видео. Поэкспериментируйте с этим видео. И мы продолжим в следующем. Давайте сразу продолжим здесь. Я полностью код удалю, чтобы никакой путаницы не было. Создадим класс здесь. У меня будет просто класс простой. Так, здесь класс. Пускай называется, например, user test. Тут, в принципе, не важно. Конструктор никакой не будем писать. И создадим один метод. Например, метод пускай будет speak. Он будет просто в консоли выводить, например, привет. Хорошо. Далее создам еще один класс здесь. Класс, например, my, пускай будет тест. При помощи оператора extend, ключевого слова, ставим прототипом user test, чтобы наследовать все свойства и методы. Хорошо. Далее, здесь я переопределяю метод speak. То есть, если я здесь также создам эту функцию speak, например, console.log, давайте напишем привет, например, чтобы было разнообразие от my test. Так оставим, думаю, достаточно. Далее создаем экземпляр здесь, const a1, при помощи new, обращаемся к нашему классу myTest и просто делаем вызов. Хорошо. Теперь обращаемся к объекту нашему a1 и вызываем метод speak. Я сохраняю.
и мы получаем привет от myTest. Здесь метод speak в двух классах. У класса userTest был переопределен в классе myTest. И при вызове метода speak для экземпляра myTest выводится сообщение из переопределенного метода. То есть у нас есть родитель одним словом, далее мы создаем еще один класс myTest, наследуем все методы и свойства, и у нас точно такая же функция метод, как и в нашем родителе. И тут идет переопределение. Про это вы также должны знать. В принципе, на этом все. Поэкспериментируйте, и мы продолжим в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим. И в этом видео поэкспериментируем с нашими карточками. У меня есть простая карточка, у нее есть фотография, описание и так далее. Есть кнопка «Показать еще». Если мы кликаем по этой кнопке, мы получаем различные карточки с различными телефонами. У них также есть описание этого телефона, изображение телефона, характеристики какие-то. Далее есть рейтинг. Рейтинг он не активный, это просто спаны. Далее у них генерируются рандомно отзывы здесь. У каждого разные отзывы. И здесь у нас, например, цена $850. Далее со скидкой $55. Итого $795. Итого. Карточки генерируются рандомно. Описание мы будем получать. Так, есть кнопка также «Скрыть». Если мы нажимаем на кнопку «Скрыть», все карточки у нас скрываются. Нажимаем на кнопку «Показать еще», у нас генерируются рандомные карточки. Также есть поле «Input» для сортировки. Это такое простая будет сортировка по модели телефона. Например, если я хочу выбрать Nokia, я нажимаю букву N, и мы получаем все телефоны, которые начинаются модель на букву N. Например, я хочу получить Samsung, буква S у меня, Sony есть и Samsung. Если я хочу Sony, ввожу также буковку O, и мы получаем только Sony. Если хотим получить только Samsung, например, Samsung, мы получаем два Samsung. S22 и S21. Таким вот образом. Если хотим получить iPhone, например, iPhone, и у нас все айфоны здесь. 11, 14, 15, 10 и так далее. У каждого разное описание и разная цена. По структуре у меня здесь следующее. Индекс HTML простой файл. Давайте я здесь все сверну. Есть класс wrapper, внутри которого находится все карточки. Внутри этого wrapper у нас есть input, вот он сверху. У него placeholder просто, ID-шник, тип текст и класс. Далее, после этого input у нас есть div с классом cards. Внутри этого дива хранятся все наши карточки. По умолчанию у нас только одна карточка, вот она. И у нее следующая структура. Блок div с изображением. Далее у нас есть черточка такая. Здесь модель телефона, какое-то описание, description. Здесь у меня вот блок с рейтингом, эти 5 элементов при помощи спецсимволов. Далее 23 отзыва, hardcoded. Цена, вот она, $2000. И, по-моему, блок со скидкой, да. И здесь два изображения. Вот они, 0012 и 5% бонусов. Далее есть две кнопки. Button, Show, это показать еще. И кнопка, извиняюсь, Close. Также у нее есть дополнительный класс DN. Для него есть стили Display None. То есть мы изначально только показываем одну кнопку. По клике на показать еще, эта кнопка будет убираться у нас и добавляться кнопка скрыть. Как только мы нажимаем на кнопку скрыть, у нас будет она убираться также. И появляться кнопка «Показать еще». Изначально, поэтому я здесь сделал класс. Если я этот класс уберу, у нас будет две кнопки. Так, в принципе, по верстке все. Я ее, конечно же, приложу к этому видео. Карточка может быть абсолютно любой здесь. Что касаемо стилей, давайте посмотрим. Подключаю здесь я с Google Fonts сайта шрифт робота. Далее стандартные стили для карточки. Вы можете указать любые, какие хотите. Это было сделано на скорую руку. Далее у нас вот два класса, DN и DB. DisplayBlock класс и DisplayNone. Вот мы применяем его для нашей кнопки. Скрываем ее и добавляем. Таким вот образом. Давайте приступим. В JavaScript у нас в файле изначально есть один массив.
просто массив. И внутри этого массива, не знаю, по-моему, 15 объектов. Объекты одинаковые, у каждого, вот они, все объекты идут через запятую. И у каждого объекта свое описание. То есть модель телефона мы будем подставлять сюда вот нашу карточку. Далее есть цена телефона, описание телефона, скидка, например, $100. И путь к изображению. Изображение находится у меня в папке AMG. Вот они для всех телефонов здесь. Давайте я это скрою. И просмотры, то есть отзывы, например, 138. И у каждого объекта свои данные. То есть, например, телефон будет у нас Xiaomi, цена такая-то у него, описание такое, просмотры, точнее отзывы столько, и путь к изображению, к этому телефону. Я изображение нашел в интернете и загрузил их в папку AMG. Этот код я приложу. Здесь просто массив, напоминаю, с различными объектами. То есть мы как бы получаем их с бэкэнда, якобы. У нас такая вот фейковое приложение с вами. Конечно, мы могли вводить и вручную их, но в основном данные приходят в таком вот виде сервера. Единственное, здесь у каждого объекта должен быть айдишник, но это сейчас не главное. Главное, мы создали такую вот с вами структуру. И мы можем динамически подгружать такие вот данные каждого телефона. Давайте этот я массив скрою пока. Далее мы будем работать с ним еще и получим наши элементы. Первым делом я получу кнопку. Класс у нашей кнопки show. Я его копирую. Создаю константу здесь. Так, const, например, у меня будет show button, document, query selector и присваиваем класс. Также давайте получим кнопку скрыть. Вот она. Класс у нее просто close. Здесь я также объявляю константу. Мы могли создать объект и в объект поместить все наши элементы, которые мы хотим получить. Но давайте, чтобы было все просто, я создам таким вот образом. Каждую константу определю. Const, например. Close пускай будет button. Также document, query selector и наш класс нашей кнопки скрыть. Хорошо. Давайте получим wrapper общего родителя. Этот класс нам пригодится. Мы будем вставлять карточки, по-моему, в wrapper. А может и не пригодится, но все равно давайте его получим. Wrapper, document, query selector и получаем наш wrapper. Также нам нужно получить div с нашими карточками. Вот он, cards. Туда мы будем вставлять все наши сгенерированные карточки, когда мы будем кликать на эту кнопку. Я копирую этот класс. Давайте создам константу здесь. Пускай у него будет, например, cards container. Cards container, document, query selector. Получаем этот элемент. И давайте последний элемент, который нам нужен. Мы уже все элементы получили. Получим этот input. Input у нас класс. У нас здесь айдишник. Давайте этот айдишник я скопирую. Создам константу здесь. Const. Пускай просто называется input для простоты. Document, query selector. И мы получаем наш input. Только у нас здесь айдишник. Я ставлю решетку. Либо пишу здесь, например, getElement by ID. Таким вот образом. Уже без решетки. Хорошо, можно использовать getElement by ID, можно при помощи query selector. Далее, что мы делаем? Я создаю класс. Мы это все будем делать при помощи OOP, объектно-ориентированного программирования. Я создаю класс здесь, называю его, например, addCard, добавить карточки. Давайте с большой буквы пусть будет card. Что мы можем здесь сделать? Я метод конструктор использовать не буду. В принципе, если мы, например, использовали конструктор, что нам нужно было бы сделать? Здесь у нас мы должны же подставлять рандомно и модель, и описание, и цену, и изображение, и скидку и так далее. Мы должны были бы здесь писать таким вот образом. Например, нам нужна картинка AMG. Далее у нас есть модель телефона, например, модель. Далее description есть, детскор пусть будет. Рейтинг. Ну, рейтинг не нужен, нам нужны отзывы. Пускай будет ref. Дальше price и так далее. Потом мы должны были делать при помощи this, например, AMG в объект присваивать это все. Равен AMG и так далее. И при создании экземпляра, например, при помощи оператора new, addCard, и мы должны сюда передавать были параметры, точнее аргументы для всех этих элементов. То есть путь к изображению, например, AMG, там, я не знаю, iPhone 15. Далее, второму аргументу нашему модели мы должны подставлять описание там модели какой-то. Третье, там, description, отзывы и так далее. Но мы этот метод не будем с вами использовать. У нас есть объекты здесь, и мы будем получать данные с этих объектов. Здесь все просто. Метод конструктор я убираю здесь.
Давайте я создам другой метод, например, addCard, пускай называется. Сюда передам индекс. Напоминаю, это просто переменная, называть можете как угодно. Я назову индекс. И мы используем здесь деструктуризацию. То есть я буду вытаскивать все вот эти свойства, которые нам нужны. Про деструктуризацию мы уже с вами проходили. Ничего сложного нету. Давайте я создам константу. Const. У меня будет сразу же объект здесь. И это все мы будем вытаскивать из нашего массива. Fonts, вот он называется массив. И передаем сюда индекс. Этот вот параметр. При вызове нашего метода мы будем сюда передавать значение. Далее станет понятно. Здесь я вытаскиваю изображение imgpath. Давайте я раскрою этот объект. Так, опущу ниже. Тут много объектов для различных телефонов. Так, img мы с вами получили. Далее давайте получим модель. Вот у нас модель. Здесь переменные важны. Как мы знаем, как они здесь называются, свойства нашего объекта, также мы должны их сюда передавать. Если мы хотим изменить это название, мы ставим двоеточие и даем другое имя нашему свойству, например, imgpath. Но этого я делать не буду. Я поставлю запятую. Далее нам нужна модель. Description также будем вытаскивать. Отзывы, цену, price. Так, далее у нас скидка, дискаунт. Ну, в принципе, на этом все, да. Все элементы мы вытащили с вами. Так, теперь после этого, я сразу ставлю здесь пробел при помощи оператора return внутри этого метода addCard. Мы это все сейчас делаем. У меня будет шаблонная строка, и я буду возвращать нашу карточку. Мы же должны генерировать здесь карточки. Мы должны вставить структуру. То есть у нас есть вот карточка сама. Я копирую HTML-код именно карточки. Вот он, я его скопировал, только карточки. И вставляю его ниже. Теперь, что мы должны сделать здесь? У нас есть вот путь к изображению в атрибуте src. Я это все убираю и подставляю сюда imgpath. То есть у каждой карточки есть свое изображение. Я уже его прописал здесь. Для каждого айфона каждое изображение. Или для каждого Samsung. Для каждого телефона, в общем. Доллар, фигурные скобочки, например, imgpath, да, у нас называется. Отлично, да. Далее у нас есть модель. Например, у нас iPhone 13, это title, да. Здесь я описание полностью также убираю. И мы используем нашу переменную модель. Мы ее вытащили из нашего массива. Далее у нас есть description. Вот он description. Все это описание я удаляю. Доллар, фигурные скобочки, description. Далее у нас идет рейтинг здесь, 5 спанов. В принципе, я могу все 4 спана удалить. Да, давайте удалим их. И что мы можем здесь сделать? Так, у нас есть спан. Внутри нашего спана я этот спецсимвол полностью вырезаю. Далее у меня будет доллар, фигурные скобочки. Я ставлю кавычки. Вставляю спецсимвол. И за нашими кавычками при помощи метода repeat мы можем этот спан повторить, например, нам нужно 5 раз, чтобы получить 5 звезд. Мы это сделали, отлично. Далее у нас есть, по-моему, отзывы. Да, вот отзывы. Скобочки я оставляю. И сюда мы подставляем отзывы. У нас есть переменная review, вот она. И у каждой карточки есть, точнее не отзывы, а правильно, отзывы. У каждой карточки разные отзывы. 500, 3, 890 и так далее. Мы будем подгружать их с объекта. Так, где я остановился? Назад давайте сделаем. Вот, да. Доллар, фигурные скобочки, review. Далее у нас, по-моему, цена еще осталась. Да, вот цена и скидка. Так, у нас есть price, цена. Вот она, $2000. Доллар я оставляю. Фигурные скобки. Price здесь будет. И мы должны использовать скидку. Вот у нас тег mark идет. Это значение я удаляю, доллар оставляю. То есть, что мы должны сделать? У нас есть price, общая сумма. Price минус discount, скидка. То есть у нас есть объект здесь, текущая цена, например, 1100, и дискаунт, скидка 80. И мы здесь высчитываем просто от нашей суммы скидку. Таким вот образом. Далее здесь у нас $200, я это убираю, и мы поставляем скидку. Сколько была наша скидка. Переменная, точнее свойство дискаунт. Сохраняю. В принципе, мы уже все с вами сделали здесь. Это два изображения, они так и будут везде на каждой карточке. Оставим их.
Давайте этот метод пока я закомментирую. Пойдем дальше. Точнее, не метод, а класс мы с вами создали. Теперь объявляем класс. У меня будет константа A1, неважно здесь. При помощи оператора new создается объект addCard. Сохраняем. Хорошо. Теперь давайте по нажатию на эту кнопку мы будем генерировать все наши карточки. Здесь мы их создаем, передаем параметр этому методу, и сейчас мы им воспользуемся. Так, кнопка наша. Показать еще это, по-моему, называйте я сейчас этот массив также вскрою, чтобы он нам не мешал. Fonts. Вот она show button. Я вешаю обработчик события по клику. Стрелочная функция будет это. И что мы должны делать? Когда мы кликаем на нашу кнопку, мы должны ее скрывать. То есть наша кнопка show button при помощи class_list метода toggle. Метод toggle, если этот класс присутствует, он будет удаляться. Если класса нет, он будет добавляться при помощи метода toggle. Так он работает. И класс называется dn, display none. Вот у нас есть для этой кнопки dn. Я сохраняю. Сейчас если я кликну по кнопке, наша кнопка просто удалится. Отлично. И также я должен теперь, когда кликаю по нашей кнопке, показать еще кнопку убирать и добавлять другую кнопку. У нас есть close, вот она, по умолчанию уже класс этот установлен. Мы сделаем следующее, вот она, close, я копирую ее, эту запись полностью копирую, метод toggle также, если класс присутствует, он будет удаляться, если нет, будет добавляться. Сохраняю, нажимаю на показать еще, эта кнопка скрывается и добавляется кнопка скрыть. Таким вот образом. Далее, что мы должны сделать? Когда мы нажимаем на эту кнопку, мы должны очищать все наши карточки и рандомно их генерировать. Здесь у нас есть cards контейнер, это у нас cards div с классом cards. Давайте это все скрою. Вот он, наш cards, и внутри него мы должны все очищать. Обращаюсь к нашему классу cards контейнер при помощи свойства inner.html присваиваем пустую строку. Я нажимаю, контент весь очищается. Все правильно отрабатывает. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно перебрать наш массив fonts. Вот он, наш массив с объектами, со всеми объектами. Мы при помощи метода forEach, давайте его переберем. forEach. Здесь у меня будет два параметра. Font — это каждый наш объект этого массива. Раз, два, три, их тут много, этих объектов. Каждый элемент. Переменная может как угодно называться, напоминаю, я просто называю font. И индекс. Нам нужен индекс. Индекс, то есть индекс нашего объекта. Вот нулевой индекс. Далее второй объект, первый индекс, второй индекс и так далее. Давайте это я все скрою. Делать будем следующее. Здесь будет также стрелочная функция. Далее я нашему cards контейнер. Наш cards контейнер это cards. Это div. Вот. Внутрь него мы будем добавлять карточки. При помощи метода insert. Так, назад. Здесь я нечаянно нажал пробел. Метод insert adjacent HTML. Before end используем в кавычках обязательно. Before end. И вторым параметром передаем следующее. У нас есть экземпляр. Вот он, A1. Мы его создали, эту переменную. A1. Вызывая метод. Внутри нашего класса есть метод addCard, который создает карточку. Вот. Мы используем деструктуризацию здесь. И присваиваем каждой карточке различные изображения, описания и так далее. То есть обращаемся к нашему экземпляру A1. У него есть метод addCard. И сюда мы передаем индекс. То есть индекс текущего объекта. Я сейчас сохраню, нажму, все карточки появятся. Здесь может быть запутано. Почему? Потому что здесь я передаю, например, индекс. Это просто переменная, ребят. А здесь при переборе я также передаю индекс. Я могу также передать букву A, тут неважно. Если я передам букву A, нажму, все также будет работать. Давайте верну на индекс. Здесь forEach принимает 3 аргумента. Первый — это каждый элемент нашего массива. Далее это индексация. Начинается с нуля, 0, 1, 2, 3 и так далее. У нас есть массив и объекты разные. 0 индекс, 1 и так далее. Сюда мы подставляем наш метод addCards, индекс именно объекта. И каждому объекту добавляем различные свойства. То есть, когда мы нажимаем на кнопку, у нас появляются все карточки. Если бы здесь было, например, 200 объектов, 1000 объектов внутри нашего массива, сейчас бы у нас сгенерировались карточки. Здесь я использовал, по-моему, 15 карточек, чтобы было меньше кода. У этих карточек подставилось изображение свое, например. Давайте проверим это. Вот LG, далее Samsung S22, телефон Samsung, Nokia,
iPhone 11, iPhone 12, iPhone 10 и так далее. Также цена подставилась, различное описание, модель телефона, скидка, вот, $800, скидка $60, итого $740. Все правильно отработало. Также кнопка появилась «Скрыть» и так далее. Все корректно отработало. Хорошо. Теперь что мы должны сделать? Когда мы нажимаем на «Показать еще», давайте повесим логику на кнопку «Скрыть». У нас есть класс Close и переменная называется btn Close. Мы также вешаем обработчик события на эту кнопку. Так, это Event Listener. Событие будет происходить по клику. Что мы делаем? Когда мы нажимаем на кнопку «Скрыть», эта кнопка должна сама убираться, должен и добавляться класс Display None и появляться наша кнопка «Показать еще». Здесь, в принципе, вот этот код я должен скопировать и поместить сюда. Вот, например, нажимаю на «Показать еще». Если я нажимаю еще раз, кнопка скроется и будет «Показать еще». Мы используем один и тот же код. Я могу создать здесь простую функцию, например, const btn, пускай называется handler. Параметр никакие не передаем. Единственное, она будет делать, например, вот этот код копирую я, сюда вставляю. Здесь я этот код удаляю и просто вызываю эту функцию. И точно так же, чтобы не дублировать код, я могу ставить здесь эту функцию. Например, сохранить. Все корректно отрабатывает. Кнопка также исчезает. Видите? Теперь, что мы должны делать? Когда мы нажимаем на «Скрыть», должны убираться все карточки. Это сделать, конечно же, просто. У нас есть наш cards-контейнер. Вот он, да. Внутри которого хранятся все эти карточки. Мы используем эту переменную при помощи свойства inner.html. Присваиваем здесь пустую строку. Давайте посмотрим. Нажимаем на «Показать еще». Карточки появляются. Нажимаем на «Скрыть». Карточки все скрываются. Нажимаем еще раз на «Показать еще». Все корректно отрабатывает. Теперь давайте поработаем с фильтрацией. Здесь я поставлю, ребят, комментарий сразу. Сортировка. Input пускай будет таким вот образом. Что мы делаем? У нас есть input наш. Вот он input. У него переменная есть input. Мы получаем по айдишнику его. Я делаю следующее. Вешаю обработчик события ему сразу же. И событие будет input. То есть оно используется в основном в формах. Мы можем отслеживать какую-то динамику и так далее. В основном это событие присваивается форме. Мы можем слушать различные формы, текст array там и так далее. Это событие очень простое. Далее у меня будет здесь функция callback и объект event. Что такое объект event, мы уже с вами знаем. Event, либо просто давайте оставим и, чтобы все было короче. Первым делом, что мы должны сделать? Мы должны получить здесь нашу... Так, здесь у меня... Я должен сделать таким вот образом. Нет. Я не должен это делать стрелочную, потому что у нас функция анонимная. Это не стрелочная функция, мы пишем ключевое слово function, поэтому стрелку ставить я не буду. Фигурные скобочки. Я создам константу здесь, она будет у меня называться input, например, value. И присвою следующее, наш объект event, текущий элемент input и свойство value, то есть то, что мы будем туда вводить. И давайте я сразу использую метод trim, чтобы убирать пробелы слева и справа. Теперь я в консоли вызову эту переменную input value, открою консоль. Давайте чуть ниже опущу, начинаю вводить сюда что-то, и мы получаем этот контент. То есть, если я ставлю пробелы в начале, ввожу, у нас также пробелы убираются. Если метод trim мы здесь убираем, например, я ввожу с пробелами здесь, и мы получаем текст также с пробелами. Это мы должны фиксить. При помощи метода trim убираем пробелы слева и справа. Хорошо. Так, пробелы мы с вами убрали. Теперь давайте займемся самой фильтрацией. Здесь я создам также внутри константу. Например, у меня будет константа. Фильтр, пускай называется fonts. Фильтрация телефонов. Присваиваем наш массив с телефонами, со всеми. Вот у нас есть массив. С объектами, точнее, извиняюсь. При помощи метода фильтр будем фильтровать. Далее сюда я передам параметр. Например, он будет, параметр называться фон. Можно просто букву передать. Любое описание здесь не важно. Это будет у меня стрелочная функция здесь. Давайте я фигурные скобки уберу и сразу пропишу выражение какое-то.
То есть мы обращаемся к каждому элементу нашему, именно каждому объекту здесь. Мы перебираем сейчас массив с объектами. Вот это переменная. Наш каждый объект, одним словом, да, в массиве. И у каждого объекта нашего есть свойство модель. Мы хотим же сортировать по модели телефона. Также здесь логика может быть любая. Можем добавить сортировку по описанию, либо по цене. Здесь для простоты мы будем сортировать их по модели телефона. Внутри нашего массива у каждого объекта есть модель, свойства. Вот. И здесь при помощи метода фильтр мы перебираем все модели наших телефонов у каждого именно объекта. Также, когда мы вводим в input, например, мы можем ввести с большой буквы или с маленькой. С маленькой результат будет разный. Мы должны это все преобразовывать в нижний регистр. Сразу используем метод to, например, lower case здесь. И мы будем сортировать по модели, то есть по началу строки. Есть такой метод startWhich. Так, startWhich, да. И я сюда передаю нашу переменную input value. То есть то, что мы сюда ввели, мы ей присвоили текущий элемент value и убрали пробелы. Input value, и также преобразуем ее в маленький регистр, в нижний, точнее, извиняюсь, да. Так, мы с вами создали эту переменную filtered cost, получили массив filtered bonus, да. Если я начну сюда вводить, например, букву S, у нас на букву S 3 телефона. Вот мы получили 3 объекта: Samsung, Sony и Samsung. Если я нажму букву I, например, iPhone, вот у нас есть 16, вот 6 элементов на 2 вот эти буквы IP. И мы получаем iPhone здесь. Они начинают с iPhone. Если я хочу, например, Nokia, ввожу букву N, мы получаем один только объект. У нас телефон наш, единственная карточка, единственный телефон, который начинается на N, это Nokia. Теперь давайте console log уберу, чтобы не путаться. Далее, что мы должны сделать? Мы должны также перебирать этот массив с нашим объектом. Обращаюсь к переменной filtered fonts при помощи метода, конечно же, forEach. Давайте я буду передавать сюда, например, font. И будем делать следующее. Я создам константу, она будет называться индекс. Тут, в принципе, не важно. Далее обращаемся к нашему массиву fonts. Вот он массив. Мы сейчас к нему обращаемся. И мы должны делать следующее. Мы должны получить индекс при помощи метода index_of. Мы будем получать индекс каждого объекта, каждого вот этого вот фона. Мы сейчас проходимся по каждому объекту, и нам нужно получать индекс. Мы получаем индекс. Так, далее. Что мы должны делать далее? Мы должны добавлять только те карточки, которые будут соответствовать этому индексу. То есть у нас есть обдив, давайте я сейчас посмотрю, да, cards. Мы же туда будем добавлять, и переменная, соответственно, cards container. Здесь снизу я вставляю эту переменную при помощи метода, знакомого нам insert adjacent HTML. Метод будет before end. Обращаемся к нашему экземпляру класса A1, методу addCard. Мы же будем добавлять какие-то карточки, отфильтрованные именно. И сюда передаем индекс. Вот эту вот переменную. Сохраняю. В принципе, на этом все. Давайте поэкспериментируем. Так, например, LG. Мы получаем неправильный вариант. Не совсем то, что нам нужно. Так, iPhone, если iPhone, мы все равно получаем 3 объекта. Так, давайте еще раз обновлю. Samsung. Мы получаем неправильную сортировку. Так, здесь фильтр. Перебираем массив fonts. Угу. Так, по модели. И здесь все правильно. Так, здесь далее перебираем наши объекты отсортированные. Да, здесь все правильно. Единственное, когда мы начинаем вводить какое-то значение, мы должны удалять все вот эти вот карточки, чтобы фильтрация правильно отрабатывала. У нас есть контейнер cards, div, где хранятся все карточки. Я обращаюсь к этому диву при помощи свойства inner.html, присваиваем просто пустую строку. Теперь давайте поэкспериментируем. S ввожу букву, получаем 3 телефона на букву S. Samsung, Sony и еще один Samsung. Давайте 2 Samsung получим, отлично. Далее у нас есть Xiaomi, буква X, единственный телефон один Xiaomi. Также есть Nokia, есть LG один телефон.
И давайте айфоны. iPhone. И мы получаем все айфоны. Здесь вот такая простая сортировка. Здесь код довольно-таки простой. Сортировку можно было улучшить по, например, рейтингу, как это делается в интернет-магазинах. Это тоже несложно. Или по цене. Поэкспериментируйте с кодом, и мы с вами продолжим в следующем видео. Всем привет! И в этом видео давайте напишем наш первый запрос Ajax. Это видео может показаться сложным из-за того, что мы разберем здесь каждую строчку написанного нами кода. Здесь ничего сложного нет, и к концу этого видео вам станет полностью ясно, как делать запрос Ajax. Мы все подробно разберем. Так, Ajax. Ajax — это набор каких-то технологий. Точнее, просто технологий, позволяющий веб-приложениям нашим обмениваться данными с сервером без необходимости перезагрузки всей страницы браузера. Это позволяет создавать более динамичные и отзывчивые пользовательские интерфейсы. Хорошо, теперь давайте разберем разницу между синхронным и асинхронным кодом. Разница между обычным синхронным и асинхронным кодом в JavaScript заключается в том, как они выполняются и управляются. Давайте начнем с асинхронного. Здесь у меня будет просто, например, 3 вызова. Точнее, распечатаем просто в консоль. Так, консоль лог единица. Далее метод alert, пускай будет 2, и консоль лог 3. Я сохраняю. В синхронном нашем коде инструкции выполняются одна за другой. Последовательно, начиная с первой и заканчивая последней. Каждая операция блокирует исполнение кода до тех пор, пока она не завершится. То есть здесь у нас консоль лог 1 единица. Давайте я раскрою консоль. Нет, сначала я раскрою консоль. По новой сохраню здесь. Я сохраняю, получаю единицу изначально. Далее линейно у нас выполняется alert. Появляется модельное окно на сайте. И консоль лог пока стоит замороженным. Код не выполняется. Как только я нажму ОК, далее пойдет выполнение нашего кода линейно. Это синхронный код. Я нажимаю ОК, и в консоли мы получаем консоль лог 3. Все как полагается. Теперь давайте разберем асинхронный код. В асинхронном коде операции выполняются параллельно. Или, например, исполнение не блокируется, точнее, просто исполнение не блокируется. Асинхронный код, он используется для выполнения каких-то различных операций, которые могут занимать время, например, или такие, как, например, запросы к серверу, чтение различных файлов или просто задержка выполнения нашего кода. Хорошо, давайте напишем консоль лог единица, далее вызываю функцию setTimeout, здесь будет callback функция, и я просто буду в консоли распечатывать, например, привет. Мы помним, что первым аргументом мы передаем какую-то функцию, и вторым параметром мы передаем задержку. То есть 1000 миллисекунд это будет 1 секунда. После 1 секунды наша функция setTimeout, она запустит наш консоль лог. И далее будет у меня, например, 3. Я сохраняю, мы сразу получаем 1.3. Первым делом у нас выполняется код синхронно, то есть консоль лог единица и далее консоль лог 3. И после 1 секунды асинхронно выполняется функция setTimeout. Напоминаю, в асинхронном коде операции выполняются параллельно или, например, отложенно. И исполнение, соответственно, не блокируется. Мы рассмотрели с вами 2 базовых примера синхронного и асинхронного кода. Таким образом, основное различие между обычным и асинхронным кодом заключается в том, что синхронный код выполняется последовательно и блокирует исполнение другого кода, в то время как асинхронный код может выполняться параллельно, не блокируя основной поток выполнения. Таким вот образом. Теперь давайте напишем Ajax запрос. Я здесь использую ключевое слово async, то есть оно будет указывать, что у меня будет асинхронная функция, далее обычное слово function и имя нашей функции. Например, имя будет fetch data. Далее фигурные скобки, и у меня здесь будет блок try и catch. То есть блок try, внутри этого блока, если будет какая-то ошибка, выполнение сразу перейдет к блоку catch. Мы это с вами не рассматривали, не переживайте. Сейчас я давайте напишу полностью код, запрос.
А после этого мы разберем каждую строчку этого кода подробно. Внутри блока try я создам константу. Пускай называется response, как это обычно делается, объект. Так, response. При помощи оператора await, мы его разберем, не переживайте. Далее идет функция fetch, ее называют функцией, если быть точнее, это просто метод нашего браузера. И мы должны передать какой-то путь к нашему сайту, получить API. Давайте возьмем простой API, например, так, у нас есть, по-моему, я даже placeholder, так, placeholder, JSON, или как, вот он, JSON placeholder, да, free. И мы можем здесь получить какие-то простенькие API. То есть у нас есть здесь вот ссылка на этот API-адрес. Давайте ее скопирую, и мы можем получить различные варианты. То есть, например, 100 постов каких-то, либо 500 комментариев, 5000 фотографий, TODOS, так это, по-моему, описание какое-то, неважно, и 10 каких-то объектов, 10 юзеров. Давайте получим это. Здесь я скопировал полностью путь HTTPS. Давайте я его здесь вставлю, и за место TODOS единицы после com мы подставим наших юзеров. То есть я копирую здесь users и вставляю. Далее мы обращаемся к серверу и должны обработать наш ответ от сервера. Здесь пока ничего не понятно, не переживайте, это мы сейчас все разберем. При помощи оператора if я буду проверять. Мы получаем здесь объект. Если мой объект поставлю оператор не, и у этого объекта response есть свойство OK. Если оно будет false, тогда я буду выбрасывать ошибку при помощи оператора throw new error. Про него мы также сейчас поговорим. У меня здесь будет просто написано, например, ошибка HTTP. Давайте переменную используем нашего объекта response, и у этого объекта есть свойство статус. Хорошо. То есть, если у нас здесь мы получили ответ от сервера, если у нашего объекта у него есть свойство OK, оно значение false, мы сразу выбрасываем ошибку. Код далее не продолжается. Точнее, извиняюсь, код не то чтобы не продолжается, сразу выполнение перейдет к блоку catch. Это также мы сейчас об этом поговорим. Хорошо. После этого мы должны обработать ответ. Const data у меня будет переменная. При помощи оператора обязательно await. Обращаемся к нашему респонсу и вызываем метод JSON. Про этот метод мы также далее поговорим. Если вкратце, мы получаем какие-то данные из сервера, и мы при помощи метода JSON создаем объект JSON, чтобы мы могли к нему обращаться. Обрабатываем значения. Про это также мы сейчас подробно поговорим. И в консоли я буду распечатывать нашу дату. Теперь в блоке catch он может принимать один параметр, то есть объект самой ошибки. Переменную можно называть как угодно, но в основном пишут error здесь, чтобы было максимально понятно. Вызываем консоль не log, а error. Этот метод ошибки. Он просто распечатывает ошибку. Например, ошибка. Далее у меня будет здесь запятая. И я в консоли просто буду выводить наш параметр error. Хорошо, в принципе, мы полностью запрос написали. И давайте просто обычным образом вызовем нашу функцию. Функцию мы вызываем. И получаем 10 каких-то рандомных юзеров. У них массив мы получаем, и внутри этого массива 10 объектов. Есть айдишник, имя, фамилия, email и адрес. Таким способом мы написали Ajax запрос. Теперь давайте подробно разберем, что здесь происходит. Здесь мы объявляем функцию с ключевым словом async, что указывает, что это асинхронная функция именно. Это позволяет использовать оператор await внутри нашей функции. Вот мы используем оператор await. Мы отдельно его нигде использовать не можем. Если мы пишем async, создаем функцию, мы можем использовать оператор await в асинхронных функциях. Далее у нас идет блок try и блок catch. Давайте поговорим о них. Мы еще до этого не разговаривали с вами про них. Блок try содержит код, который мы хотим выполнить. Если в этом блоке, неважно где, происходит ошибка, управление сразу же перейдет к блоку catch. То есть то же самое, если мы пишем, например, if 2 больше 3 и какое-то там, я не знаю, выражение. В противном случае у нас там, если условие неверно, вызывается другой блок кода. Здесь все то же самое. Если в блоке try будет где-то ошибка, например, если мы здесь ошибку поймаем, эта ошибка, конечно, сейчас непонятно, что такое throw, что такое error, это мы сейчас разберем. Если мы, например, ловим ошибку здесь,
сразу же управление перейдет к блоку catch. Мы эту ошибку выведем в консоль. Хорошо. Если в блоке try возникает ошибка, он получает аргумент error сразу же, который представляет собой объект, содержащий информацию здесь об ошибке, тип ошибки, сообщение ошибки и так далее. То есть управление сразу перейдет сюда, и мы получаем объект ошибки. Хорошо. Далее. Блоки try и catch, они не ограничены асинхронными функциями в JavaScript. Они могут также использоваться с любым другим кодом, неважно, в обычной функции и так далее, который может, например, потенциально выбросить ошибку, независимо от того, является ли он асинхронным или, точнее, синхронным или асинхронным. Какое назначение у блока try и catch? Мы можем обеспечить, например, безопасную обработку ошибок или предотвратить сбои программы из-за, например, непредвиденных каких-то ситуаций, дать возможность восстановиться после ошибок или, например, предоставить пользователю информативное какое-то вот сообщение, как мы делаем это здесь. Конечно, мы должны также помнить, что не все ошибки в асинхронном именно коде можно поймать с помощью блока try и catch. Ошибки также могут возникать из-за каких-то синтаксических проблем, ну или неправильной конфигурации. По-прежнему могут привести к сбоям программы. Хорошо, давайте напишем простую функцию и как раз разберем блок try и catch. Я здесь поставлю разделитель просто, чтобы не путаться. И тут у меня будет функция function declaration простая, пускай называется, например, grid, и у нее будет один параметр. Блок будет, конечно, try здесь, и я использую оператор if. Если тип нашего параметра, когда мы будем вызывать функцию, мы в эту переменную будем помещать какое-то значение. Если тип нашего значения не равен строке string, тогда я буду делать следующее. При помощи оператора throw new error я буду выбрасывать ошибку. Я буду писать здесь, давайте используем обычную строку, например, имя должно быть строкой. Таким вот образом. В противном случае, если ошибки не будет, мы просто в консоль будем выводить, например, давайте привет, и то, что мы ввели в строку, то есть наше имя, параметр name, вот он. Давайте это я закомментирую, чтобы не путаться, да, чтобы все было понятно. Хорошо. После блока try сразу же используем блок catch, параметрам передаем error, объект с ошибкой, и при помощи метода console error, сейчас мы про него поговорим, не переживайте, просто напишем, давайте, произошла ошибка, и в консоль будем выводить наш error. Таким вот образом. Далее, давайте вызовем нашу функцию grid, и сюда я передам имя, например, имя Коста. Я сохраняю, мы получаем привет Коста. То есть здесь блок try ошибку не ловит, мы вводим строку при вызове функции и получаем в консоли привет и имя, которое мы передаем. Хорошо, если мы вызовем функцию, например, с цифрами, это уже тип данных number, я сохраняю, мы ловим ошибку. Произошла ошибка, error у нас выводится, имя должно быть строкой. То есть здесь мы ловим ошибку сразу же, это не строка, и имя должно быть строкой. Подставляем, имя должно быть строкой. Сразу же выполнение переходит к блоку catch, и мы пишем произошла ошибка и такая-то вот ошибка. Также я могу указать свойство здесь message. Так, message, чтобы error убрать. Да, error убирается, просто произошла ошибка, имя должно быть строкой. То же самое, если мы будем сюда передавать какие-то, например, boolean значения, здесь не важно, мы также будем ловить ошибку. Хорошо, теперь давайте поговорим, что такое console error и throw new error. Начнем с console error. Это метод объекта консоль в JavaScript, который используется для вывода сообщений об ошибках в консоль нашего браузера или среды выполнения JavaScript. Этот метод предназначен для сообщения об ошибках и используется для вывода информации о возникших каких-то исключениях, проблемах в коде или других каких-то критических ошибках. Хорошо. Далее. Здесь у нас есть throw new error. Throw new error. Это оператор в JavaScript, который также используется для генерации исключения или ошибки тоже в коде. Когда throw используется с объектом error, вот наш объект error, он создает новый экземпляр класса error.
содержащий информацию о какой-то, например, ошибке. Хорошо. Давайте здесь я это все удалю. Перепишите, поэкспериментируйте, раскомментирую наш Ajax запрос. Здесь мы async разобрали, что это такое. При помощи этого ключевого слова мы создаем асинхронную функцию. И мы можем использовать оператор await. Далее, про блок try мы разобрали. Если здесь у нас ловится ошибка внутри этого блока, управление переходит к блоку catch. Теперь давайте пойдем дальше. Здесь я хочу поговорить сразу про throw new error. Использование throw new error полезно для сигнализации об ошибках и исключения в коде, что помогает нам обрабатывать их, ну или сообщать о них другим частям программы. Когда исключение сгенерировано нами, выполнение текущей функции сразу прерывается. Начинает искать ближайший блок try и catch, который может обработать это исключение. В данном случае наш блок catch это обрабатывает. Если такого блока нет, исключение всплывает на уровень выше, в стеке вызовов, пока не будет найден подходящий обработчик или пока оно не достигнет какой-то глобальной области видимости, где оно может привести к аварийному завершению программы. Хорошо. Также использование throw new error, там, где мы хотим, чтобы, например, наш код сообщал о какой-то проблеме, ну или ошибке. Это также поможет нам или другим разработчикам понять, что именно пошло не так в нашей программе, ну и где именно возникла проблема. Далее здесь я создаю переменную const. Давайте все разберем подробно. У меня идет константа, response переменная, объект наш, это будет объектом. Мы здесь получим ответ от сервера. И await. Что такое await? Это оператор, который используется внутри именно асинхронных функций. Функций, объявленных с ключевым словом async, как мы это делаем здесь, чтобы остановить выполнение функции и дождаться завершения выполнения асинхронной операции, обычно promise, и получить ее результат. Что такое promise? Это обещание, ну или объект. Это по сути объект, да. Про него мы будем говорить далее, не переживайте. Далее здесь у нас идет fetch, это встроенный в браузер метод JavaScript для отправки сетевых запросов. Обычно это просто HTTP. К серверу и получение какого-то ответа. Он позволяет нам взаимодействовать с веб-ресурсами, получать какие-то данные, например, такие как текст, JSON, ну или какие-то изображения и многое другое. Также Fetch поддерживает различные типы запросов, такие как get. По умолчанию у нас запрос get здесь. Мы что-то запрашиваем с сервера. Есть запрос post, put, delete и другие. Мы также можем легко настроить запрос, указав, например, метод, заголовки, тело запроса и другие какие-то параметры указать. Хорошо. Здесь у нас идет if. Если у нашего объекта response, у этого объекта свойство OK. В false мы пишем не наш объект, обращаемся к свойству OK. Если это свойство равен false, мы сразу выбрасываем ошибку. Управление переходит к блоку catch. Здесь, думаю, понятно. Хорошо. Теперь самое главное. Здесь мы пишем const data, await, response, обращаемся к нашему объекту и вызываем метод JSON. Response JSON здесь это метод объекта response, который преобразует тело ответа, полученного от сервера в объекте JavaScript. В случае, если сервер вернул данные в формате JSON, этот метод наш, который мы здесь употребляем, автоматически разбирает JSON и возвращает его как объект JavaScript. Этот метод также возвращает promise, то есть обещание. Не переживайте, про это мы будем говорить. Про await мы уже узнали здесь. Он используется внутри асинхронных функций, объявленных с ключевым словом async. Он приостанавливает выполнение асинхронной функции до тех пор, пока promise, обещание, возвращаемый методом response JSON, не будет разрешен. После этого значения, возвращенное промисом, присваивается переменной data. Здесь я понимаю, что ничего не понятно. Через пару минут все сразу станет ясно. Хорошо. В принципе, здесь мы все разобрали. Теперь давайте я напишу еще один запрос. Я здесь в консоли поставлю разделитель. И давайте напишем еще один запрос. У меня здесь будет async также. Какая-то функция, например, функция user_handler, пускай называется. Параметр никакие не передаем. Я создам здесь константу. Здесь не обязательно писать response. Мы просто создаем константу. Напишу, например, a1.
При помощи оператора await вызываем метод нашего браузера fetch и передаем API. Давайте получим, например, 500 комментариев. Я полностью скопирую здесь этот код до вот com, вставлю его сюда, также скопирую comments, эту вот строку. После typecode.com у нас идет слэш и название comments. Хорошо, я сохраняю. Теперь давайте в консоли выведем это сообщение. Так, мы ничего не получаем. Давайте функцию user handler вызовем. Я сохраняю. Мы получаем response. Видите, объект. Здесь у него есть, у этого респонса, окей, свойство true. То есть здесь вот мы проверяем, чтобы было понятно. Здесь я делаю другой запрос уже и хочу объяснить, что я объяснял здесь. Мы также получаем запрос к серверу по API. Далее мы проверяем, если у нашего объекта вот response, мы получили этот объект, и у этого респонса свойство OK в false, тогда мы выбрасываем сразу ошибку. И блок catch наш срабатывает. Если он равен true, у нас здесь true равен этот объект, тогда мы делаем обработку. Здесь у меня вторая синхронная функция, мы получаем только вот ответ от нашего сервера. Но мы же делали запрос на 500 комментариев, где они? Проблема в том, что мы забыли преобразовать ответ сервера в формат JSON с помощью метода response.json, как мы делали это здесь. Здесь мы получили ответ от сервера, теперь мы должны преобразовать этот метод в нашей функции user handler после того, как мы получили ответ от сервера с помощью fetch. Вот это вот. Мы не вызываем метод JSON для преобразования данных в JSON формат. В результате в переменной нашей A1 мы получаем объект response. Вот он, наш объект response, который представляет собой необработанный ответ от сервера, а не фактические какие-то данные, которые мы ожидаем. Мы ожидаем 500 комментариев. То есть, если по-простому, ребят, здесь мы получаем ответ от сервера. Вот он response, статус 200, это значит нормально, от 200 до 299 это статус правильный, мы получили, все нормально, свойство OK у нас true, но мы должны теперь это все дело обработать. То есть, что мы можем сделать? Давайте я здесь уберу консоль и создам вторую константу. У меня будет константа, например, A2, присваиваем await и обращаемся к нашему объекту, вот этому вот response, который мы получили ответ от сервера A1, и вызываем метод JSON. Далее я в консоли вызываю нашу переменную A2, сохраняю, и мы получаем 500 комментариев, которые мы здесь вот запрашиваем. Давайте я раскрою код, чтобы стало более понятно, и по новой его проговорю. При помощи ключевого слова async мы создаем асинхронную функцию. Внутри этой функции мы используем оператор await, можем использовать. Далее я создаю простую переменную, это будет объект наш response. И при помощи метода fetch мы пишем путь API к какому-то сайту. Далее мы получаем объект здесь. Давайте я это закомментирую. Сейчас я это все так вот это вот закомментирую, сохраню. Мы получаем ответ от сервера. Давайте я в консоли выведу ответ, нашу переменную A1. Мы получили ответ, статус все в порядке. Так, вот он, первый выполнился, да. Здесь он раньше выполнился. Давайте еще раз, да. Мы получили просто ответ от сервера. Никаких комментариев, данных нету. Статус OK, точнее 200, ок равен в true, все нормально. Теперь мы должны обработать этот ответ от нашего сервера. Здесь мы создаем константу также. При помощи await обращаемся к нашему объекту A1, то, что мы получили ответ от сервера, и при помощи метода JSON преобразовываем формат JSON, чтобы как-то оперировать этим. Далее в консоли мы просто берем это и распечатываем. И получаем вот эти вот 500 каких-то комментариев рандомных. Вот они. Post ID, ID и так далее. Надеюсь, что я объяснил здесь все правильно. Теперь, то, что касаемо здесь, давайте еще раз про это проговорим. Здесь я не использовал блок try и catch. Почему я не использовал? Конечно, мы можем это не использовать. Например, если мы уверены, что у нас никакой ошибки не возникнет при запросе, мы можем не использовать блок try и catch. Но в реальных проектах, на реальной практике всегда используют блоки try catch, чтобы отловить ошибку. Это обязательно. Поэтому я начал с такого вот тяжелого кода. Здесь у нас блок try. Если внутри этого блока ловится какая-то ошибка, catch будет ее обрабатывать. То есть мы проверяем здесь, если у нашего объекта response
статус OK равен false, мы выбрасываем ошибку. И управление сразу переходит к блоку catch. Таким вот образом. Здесь мы делаем запрос, проверяем потом. Если у нас статус, точнее response и свойство OK равен true, тогда мы обрабатываем запрос. Создаем константу здесь при помощи await, обращаемся к нашему объекту response и при помощи метода JSON преобразовываем наш объект в формат JSON, чтобы как-то далее оперировать им. Ничего сложного нет, ребят. И давайте в следующем видео мы поэкспериментируем с этим, как-то визуально расположим это все на странице. Вы попробуйте написать такой код, здесь ничего сложного нету. Пересмотрите это видео пару раз. Здесь было много информации, здесь все просто. Мне нужно было рассказать про все вот это, про блок try, про await, про fetch, чтобы далее нам было легче с этим работать. Здесь мы написали просто асинхронную функцию, без всяких блоков try и catch. Запрос мы получили. Все правильно, потому что путь наш работает, и поэтому все нормально. Но вдруг через год или через, я не знаю, месяц, день, эта ссылка будет недействительна, и мы поймаем ошибку. Поэтому всегда нужно использовать блок try и catch, чтобы эту ошибку сразу же отловить. Поэкспериментируйте с кодом, и мы продолжим с вами в следующем видео. Привет всем, давайте продолжим и поэкспериментируем с нашим кодом. Здесь у нас есть различные варианты. Давайте получим 500 объектов, в которых есть фотографии, и выведем их, например, на наш сайт куда-нибудь. Здесь у меня есть простой div с классом карт. Давайте этот элемент сразу получим. Const, например, cards пускай будет, документ, query selector. Получаем наш элемент. Далее давайте напишем асинхронную функцию async. Далее function, пускай называется просто fn1, например. Далее создам константу здесь, response объект при помощи оператора await, который будет дожидаться нашего выполнения. Далее вызываем сразу метод fetch и передаем путь. У нас здесь есть ссылочка. Давайте я ее скопирую полностью, вставлю. И мы хотим подключить фотографии, да? Я копирую этот код, либо могу просто написать здесь, todos убрать. И пишем, например, photos. Photos, таким вот образом. В консоли выведем, посмотрим, что мы получили. Так, откроем DevTools, я подниму здесь консоль. Мы ничего не получаем, нужно вызвать обязательно функцию обычным образом. И мы получаем ответ сервера. Статус у нас 200. И свойство объекта OK в true, значит все нормально. Мы можем теперь обработать этот объект. Далее создам здесь константу. Или давайте, как мы уже рассмотрели, что нужно обязательно делать в блоке try и catch, чтобы отлавливать различные ошибки. То есть здесь я буду просто получать какой-то ответ и создам блок try. У меня будет условие, конечно же, если, например, в нашем блоке, в нашем response и свойство OK будет false, вот это вот свойство, тогда мы просто будем выбрасывать ошибку. Я могу здесь поставить фигурные скобки, либо просто написать, например, throw new error. Создаем ошибку. Просто напишем, давайте, ошибка. Ошибка будет переменная. Наш объект response переменная rs. И свойство, например, статус есть. Мы просто будем получать код ошибки. Вот внутри объекта есть свойство статус. Вот статус 200. Если будет ошибка, мы будем получать этот статус. Так, далее. В противном случае мы создаем, если у нас ошибки нету здесь, все в труфе, то есть в истинном значении, тогда мы должны обработать наш ответ от нашего сервера. Здесь мы получили ответ, все нормально. Проверили на, например, ошибку. Только я это все делать буду в блоке try, конечно же. Здесь мы проверяем, если мы ловим ошибку, мы ее сразу выкидываем. В противном случае мы должны обработать ответ от нашего сервера. Я создам простую константу, например, res2 пускай называется, при помощи оператора await. Обращаемся к нашему объекту res, response, который мы получили, и из JSON формата преобразовываем в обычный объект. В консоли давайте я распечатаю, что мы получим. Console log response 2. Также укажем блок, конечно же, давайте укажем блок catch сразу же, чтобы поймать ошибку. Я здесь пропишу блок catch. Объект ошибки будет у нас. И просто console
console error метод, будем выводить эту переменную. Просто таким вот образом. Так, ответ мы получили от сервера, проверили его на ошибку здесь вот. Далее ошибки нет никакой. Создаем константу. И наш ответ от сервера обрабатываем при помощи метода JSON. В консоли распечатываем, получаем массив. И внутри этого массива 5000 объектов. У каждого объекта есть различные свойства. ID, например, свойства title, URL, путь к изображению. Давайте, например, используем ID-шник и изображение. Сразу выгрузим два элемента на нашем сайте. Что я должен делать? Конечно же, в блоке try здесь, где мы все это проверяем снизу, я могу получить либо все элементы, все 5000, но мне это не нужно. Давайте получим, например, я не знаю, 10, ну или 100. При помощи цикла создаю переменную в цикле i. Начальное значение 0. Далее, пока моя переменная i будет, например, меньше 100, мы будем получать 100 объектов. И на каждой итерации эту переменную, конечно, увеличиваем. Далее я здесь использую деструктуризацию. Например, у меня будет константа, сразу объект. Про деструктуризацию мы с вами рассматривали, как она работает. Я хочу сделать следующее. У меня есть здесь объекты различные, 5000 объектов. И я хочу вытащить различные переменные. То есть мне нужен ID-шник и URL. Я так и пишу здесь, обращаюсь к свойству ID и URL. Другие имена здесь подставлять я не могу. Я указываю на то, что они должны строго совпадать. Из нашего объекта response2, который мы обработали, rest2. И это мы должны делать на каждой итерации. Вытаскивать ID-шник и URL. Если мы хотим поменять имя, например, здесь, другую переменную использовать, мы ставим двоеточие и даем новое имя, какое хотим. Таким вот образом только. Но ID-шник должен присутствовать, потому что в объекте у нас есть такое свойство ID и свойство URL. Так, здесь мы все получили, отлично. И давайте это все будем помещать в 100 наших объектов, а именно ID-шник и изображение, какой-то div. У нас есть простой div здесь, в верстке, с классом card. Мы его сверху получили. Я обращаюсь к этой переменной cards при помощи метода insert adjacent HTML. Он работает с HTML тегами, то есть мы можем вставить HTML теги куда-то, например, в данном примере мы хотим вставить HTML-код в наш вот этот вот div с классом cards. Первый параметр давайте before end зададим, и вторым параметром укажем сам HTML-код. У меня будет просто div, я прямо здесь возьму его в HTML-файле, сверстаю, чтобы время сэкономить. Div, давайте параграф, мне нужен для ID-шника, и изображение. Я этот код полностью вырезаю отсюда, перехожу в JavaScript файл, вставляю его, давайте немножко подкорректируем. И здесь внутри параграфа контентом используем наш ID-шник. То есть мы обращаемся к свойству ID у каждого объекта и получаем значение. Здесь давайте я любой объект раскрою. ID-шник, например, 501. Далее путь, все то же самое в атрибуте source, $, скобки и наша переменная URL. В принципе, на этом все. Давайте я сохраню, и мы получаем вот такую вот запись. Здесь, конечно, изображение выглядит таким образом. Так, ID-шник единичка и изображение само. И мы получаем 100 объектов. Давайте я вниз проскроллю. Вот, мы получили 100. Давайте сделаю чуть поменьше, пускай будет 10. Мы получаем с вами 10 объектов. Таким вот образом мы можем это все вытаскивать. Конечно, эта запись не очень хорошая. Мы можем использовать следующую запись здесь. Например, я вот этот цикл, давайте удалю его. Вы можете скопировать код, поэкспериментировать с ним. Этот цикл я удалю. И мы сделаем следующее. По новой. И да, давайте я повторю этот код. Здесь мы запрашиваем, запрос на сервер отправляем. Далее у нас есть блок try. Здесь мы проверяем внутри этого блока, если у нашего объекта, у респонса свойство OK в false, тогда мы сразу выбрасываем ошибку. В противном случае, если у нашего объекта респонс и его свойство OK в true, тогда мы делаем следующее. Создаем переменную. И наш ответ, который мы получили с сервера, при помощи метода JSON его обрабатываем. Мы получили формат JSON, и при помощи метода JSON мы создаем обычный объект для нас. В консоли его выводим, и через цикл перебираем следующее. У нас идет цикл от 0 до 10. То есть здесь используем сразу деструктуризацию. Из объекта, из каждого объекта мы вытаскиваем ID-шник и путь к изображению. Из нашего объекта, который мы с вами отработали, response, и I подставляем. На каждой итерации это делаем, у каждого объекта. Далее обращаемся к нашему div card здесь, вызываем метод insert adjacent HTML и вставляем первым параметром, передаем before end, то есть с конца, чтобы вставка была.
И далее вторым параметром подставляем код, шаблонную строку. Вот она. Div простой и два элемента. Параграф, тексту которого айдишник каждого объекта, и путь к изображению. На этом все. Цикл давайте я удалю. Мы можем использовать следующую запись, чтобы вы знали. Здесь у нас есть response объект. Я могу обратиться к нему, response. Это же массив у нас изначально. Давайте я таким образом пока сохраню. Вот, мы получаем массив объектов. Внутри этого массива, вот в квадратной скобке, 5000 объектов. Я обращаюсь к нашему объекту, response второму, и могу использовать метод массива, например, slice. Просто взять и вырезать, сколько нужно мне объектов. Метод slice, начинаем с нулевого индекса, и, например, мне нужно, я не знаю, 20 объектов по 20 индекс. Здесь у нас, почему индекс? У нас массив, и идет индексация. Первый объект, второй объект, вот, третий, четвертый, пятый и так далее. Здесь мы, после метода slice, я могу сразу использовать метод forEach. Далее передаю callback функцию сюда. И внутри этой callback функции я могу использовать деструктуризацию. Сразу же ставлю фигурные скобочки. И у нас с каждого объекта я буду вытаскивать, например, те свойства, которые мне нужны. То же самое нам понадобится айдишник. Давайте также воспользуемся тайтлом. Здесь есть title. И нам нужен путь к изображению. Например, URL. Также мы можем использовать placeholder, я вижу, здесь есть. Вот это вот свойство. Или оно нам, в принципе, не нужно. Давайте я не буду его использовать, чтобы код не был громоздким. Далее, что мы здесь делаем? Здесь мы из нашего объекта при помощи метода slice вырезаем 20 объектов. При помощи метода forEach идет перебор, и из каждого объекта мы вытаскиваем айдишник, title, свойство и URL. Далее, здесь все то же самое, как и было до этого. Обращаемся к нашему диву cards, insert JSON HTML, например, before end, шаблонная строка. Давайте я по новой создам здесь div, пускай будет h1 заголовок, и, например, tkmg. Этот код я вырежу, ставлю его сюда, немного подкорректирую, сохраню, и давайте подставим значение. Здесь у нас в теге h1 будет айдишник, и давайте сразу, пускай будет title, два свойства. Забыл создать третий тег, но в принципе это не важно, мы можем использовать и так вот для примера. В атрибут прописываем URL, я сохраняю, мы получаем с вами здесь 20 объектов, должны получить. Так, первый это айдишник, и идет сразу title и изображение какое-то. Мы должны получить 20 объектов, мы получаем 20, вот он, 20-й айдишник. Все нормально отрабатывает. Можете использовать и такую запись. Давайте рассмотрим третью запись, более профессиональную. То есть мы можем использовать различные функции. Например, одна функция будет просто создавать вот этот HTML-код. Вторая функция проверять на ошибки. И третья функция будет, например, передавать наш API. Я этот код полностью давайте закомментирую. Кроме нашей переменной cards, нашего div, она нам понадобится. И напишем пару функций. Или вообще возьму этот код, удалю. Вы можете поставить на паузу, посмотреть, как это делается, и поэкспериментировать с кодом. Я этот код удаляю. Давайте напишем пару функций. При помощи ключевого слова, конечно же, async. У меня будет функция. Давайте я назову ее, например, fetchData. Она будет принимать параметр URL, путь, ссылочку вот эту вот, которую мы будем передавать, фигурные скобочки. И я создам здесь наш объект response. Response у меня будет обязательно оператор await указываем, чтобы он дожидался выполнения. Fetch. И внутри нашего fetch мы обычно прописывали сюда путь, ссылку копировали с сайта. Давайте будем передавать этот URL. При вызове нашей функции fetchData мы будем подставлять эту ссылку. Хорошо, далее что мы можем здесь еще сделать? Мы можем также проверить на ошибку при помощи оператора if. Например, если у нашего объекта response свойство OK будет false, тогда мы будем просто выбрасывать ошибку. Давайте я поставлю здесь фигурные скобочки. Мы можем написать это и таким образом сразу. Чтобы было все максимально понятно, я поставлю фигурные скобки. Throw new error. И у нас будет просто ошибка. Например, ошибка и переменная. Наш объект response. У него есть свойство статус, код нашей ошибки. Если ошибки не будет, все будет в true, тогда мы будем при помощи оператора return возвращать наш объект response и обрабатывать его сразу же.
то есть здесь все точно так же. Здесь мы отправляем запрос, например, на наш сервер. Далее, если ошибку ловим, сразу ее выкидываем. Если ошибки нету, при помощи оператора return возвращаем наш объект response и обрабатываем его, чтобы получить данные. Хорошо, первую функцию мы с вами объявили. Теперь давайте объявим следующую функцию. Она будет генерировать наш HTML-код. Я создам функцию, также асинхронную, при помощи ключевого слова async, например, function, и моя функция будет называться render, например, cards. Так, render cards. Параметр передадим data, пускай будет, и сделаем следующее. В блоке try обязательно укажем, блок try давайте. Здесь у меня будет цикл for, сразу укажу блок catch здесь. Например, параметр будет объекта error, параметр ошибки. Так, я for пока закомментирую, чтобы ошибки никакой не было. И сюда просто будем выводить console error только же. Например, ошибка и саму переменную. Сам объект ошибки, то есть. Угу. Здесь в цикле for давайте перебирать наши элементы. То есть, например, здесь я хочу создать, давайте создадим 10 дивов. Этот цикл будет генерировать нашу разметку, например, let i равна 0, либо мы можем при помощи метода slice. Да, я здесь могу обратиться к нашему объекту date. При вызове этой функции мы будем передавать объект обработанный. Data, например, также использовать метод slice. Например, я хочу вырезать 25 объектов. Метод forEach, чтобы их перебрать все. Callback функция здесь будет стрелочная. И используем сразу деструктуризацию. Нам нужен URL с объекта, мы знаем. Далее, там, по-моему, есть title. И третье свойство, так, URL, title и, так, ID, да, ID-шник. Угу. Здесь мы будем обращаться внутри нашей callback функции к нашему диву с классом cards. Так, я удалил его случайно, давайте я здесь его создам. Const cards равен document, query selector, card. Так, cards, все верно. Мы обращаемся к нашему диву cards при помощи метода, как обычно, insert.json HTML, before end, и я буду вставлять сюда код. Давайте по новой его создадим. Будет div просто, параграф, ну и изображение. Код вырезаю, вставляю. Давайте немножко подправим здесь. Сюда мы будем передавать наш ID-шник сначала и описание. Title. Путь. Наше свойство URL. Я скопирую и его вставлю. Так, вторую функцию, это была первая функция. Давайте я пока скрою ее. Это вторая функция. Она будет генерировать наш HTML-код. Хорошо, давайте теперь пропишем третью функцию. В принципе, можно использовать было бы здесь две, но давайте рассмотрим более такой профессиональный код. Также у меня будет асинхронная функция async. Function, например, fetch, пускай будет end, например, render. Render, да. Здесь я создаю переменную URL и присваиваю наш API, то есть нашу ссылочку. Так, я копирую этот путь, вставляю его. Photos. Угу. Далее блок try давайте обязательно указывать, не забывать про него. Сразу же блок catch будет у меня. Error. Console. Error. Можем использовать console log. Здесь, в принципе, не важно. Просто метод error предназначен для того, чтобы выбрасывать какие-то ошибки. Console error. И просто буду вводить эту переменную. Хорошо. В блоке try будем делать следующее. Создаю константу. Мы здесь отправляем запрос на сервер. Мы уже это делали здесь. Сейчас мы это все подробно рассмотрим, ребят. Не переживайте. Так. Здесь что я должен сделать? Так, я проверяю здесь на свойства. Ошибки, если нету. Тогда мы обрабатываем. Ага. Здесь я создаю константу. Например, у меня будет response date переменная при помощи await. И мы будем вызывать нашу функцию fetch data. Так, fetch data. У нее есть параметр здесь URL. И мы должны аргументом передать сюда путь. То есть вот эту вот переменную URL. Здесь, конечно, может быть непонятно. Сейчас я все это объясню. Так, при помощи await мы должны также вызывать нашу функцию renderCard. И объектом сюда передаем response date. Так, в принципе, здесь все. Все должно появиться на нашем сайте. Ничего не появляется, мы должны вызвать функцию. Вот эту вот нашу функцию вызвать.
Мы ее вызываем и все получаем. То есть, теперь давайте рассмотрим этот код подробно. Здесь у меня есть 3 функции. Я их раскомментирую. Давайте я поставлю каждый разделитель для вас. Вот это первая будет функция. Далее здесь. Так, у нас вторая функция и третья функция. Первая функция. Мы объявляем функцию, передаем сюда параметр. Создаем объект response, при помощи await делаем запрос на сервер. Также передаем наш параметр URL. При вызове этой функции мы передаем ссылку вот сюда вот. Сейчас мы до нее дойдем. Хорошо. Здесь мы также проверяем, если у нашего объекта значение ok false, тогда мы выбрасываем ошибку. В противном случае мы обрабатываем ответ от нашего сервера. Вот, обращаемся к нашему объекту response и при помощи метода JSON обрабатываем его. Хорошо. Вторая функция генерирует HTML-карточку. То есть здесь у нас есть блок try. Если здесь будет ошибка, мы помним, сразу управление перейдет к блоку catch. Обращаемся к дате. Почему мы здесь используем дата параметр и используем на нем метод slice. Здесь может быть запутано. То есть, когда мы вызываем нашу функцию render_card здесь, мы передаем объект. Вот он, response. Это массив с 5000 объектами. Поэтому здесь я использую на массиве метод slice. Вот он, дата. Вырезаем 25 объектов, перебираем их, используем деструктуризацию, вытаскиваем 3 свойства из объекта и обращаемся к нашему диву cards. У нас есть div сверху, пустой, вот он. Обращаемся к нему, вызываем метод insert adjacent HTML, он работает с HTML-кодом именно. Вставляем разметку и передаем сюда текстом значение, которое мы получили при деструктуризации. Далее у нас есть блок catch, вы уже знаете про это. И самое главное, третья функция, вот она. Создаем функцию. Далее внутри этой функции у нас есть переменная. Это просто переменная, константа. Ей мы присваиваем путь к нашему серверу, к нашему сайту. Далее в блоке try мы создаем объект response. При помощи метода await, точнее оператора, вызываем функцию fetchData. Вот эта функция. У нее есть параметр URL. Также мы здесь делаем запрос на сервер, передаем URL. То есть мы здесь передаем ссылку, вот эту ссылку. Здесь параметр URL здесь параметр URL никак не связан с этим параметром. Здесь мы передаем переменную. Если я переменную называл бы, например, просто A, все бы также у нас отрабатывало корректным образом. Просто я здесь использую таким вот образом, чтобы вам не запутаться. Хорошо. Мы вызываем нашу функцию, она делает следующее. Отправляет запрос на сервер, проверяет на ошибку. Если ошибки нет, обрабатывает наш ответ сервера в обычный объект. Вот мы вызываем ее и передаем вот эту вот ссылку. Далее мы при помощи await дожидаемся оператора, вызываем функцию нашу render_cards. Вот она генерирует HTML-код. И у нее также есть параметр data. Аргументом мы передаем наш объект, вот он, response date. Он уже обработанный в этой вот функции. Вот, потому что здесь мы тоже запрос идет у нас. Обработка, если ошибки нет, мы его обрабатываем. Вот response, метод JSON. Он уже обработанный, поэтому мы сюда передаем объект. И внутри этого объекта, не внутри, а используя метод slice и метод for each, используем деструктуризацию. Вытаскиваем свойства, помещаем HTML-код и подставляем текстом какие-то значения. В принципе, все. И блок catch, который выкидывает ошибку в случае, если здесь где-то будет ошибка. Этот код считается более таким профессиональным, нужно разбивать на функции. Здесь, конечно, в этом примере можно было сделать всего пару функций, например, 2, но я решил показать вот таким вот образом. Мы можем делать аккуратным наш код. Поэкспериментируйте обязательно с кодом, с этим вот простым API, повыводите различные значения, и мы продолжим с вами в следующем видео. Давайте, ребят, продолжим. Код я весь закомментирую или удалю, давайте его. И поэкспериментируем с еще одним простеньким API. Получим все страны. Этот пример показывали многие. Давайте также рассмотрим его здесь. Так, по-моему, REST Countries. Да, REST Countries. Вот он, API наш бесплатный. Переходим на сайт, ссылочку я оставлю. И давайте будем получать не по названию, а сразу получим все страны. Выведем страну, изображение. Может, еще что-нибудь выведем. Так, здесь у меня... Давайте я обновлю еще раз. Я хочу получить все страны. Вот, all. Я копирую сразу здесь ссылочку. Сворачиваю. Давайте напишем асинхронную функцию.
function, пускай называется fn1. Здесь я не буду разбивать на различные функции, чтобы не путать вас. Все сделаю в одной функции, а вы можете отдельно попрактиковаться, разбить эти функции. Создадим константу. Наш будет объект response называться, как обычно. Await оператор. Метод fetch и вставляем нашу ссылочку. Далее в консоли распечатываем наш объект, и я вызываю нашу функцию. Переходим в консоль. Получаем наш объект. Все здесь нормально. Статус 200. Окей, свойства в true. Ответ мы от сервера получили. Конечно, давайте сразу используем блок try здесь и блок catch. Здесь будет у меня error. Так, просто error давайте сделаем. console.error. Здесь, кстати, не обязательно писать эту запись. При возникновении ошибки мы можем передавать, например, ее модельное окно запускать или другой какой-то контент выводить на наш сайт. Здесь я для простого примера это ввожу в консоль. Можем использовать console.log, здесь не принципиально. console.error и давайте передам нашу переменную error. Просто. В блоке try ставлю наш код, который до этого мы с вами получили. И проверим на ошибку. Если в нашем объекте response свойство OK будет false, тогда будем выбрасывать ошибку. Оператор throw, new, error. Например, ошибка get. Так. Запроса. Наш объект response. Здесь доллар обязательно в начале. Так. У меня здесь, по-моему, лишний пробел, да? Здесь у меня выражение вставляется, потому что я использую обычную строчку. Давайте используем шаблонную строку и вставим нашу переменную. Объект response и свойство статус. Хорошо. В случае возникновения, если ошибки не будет, мы получили от сервера ответ, все нормально, будем его обрабатывать. Создаю константу здесь. Так, const rest2 пускай называется. Оператор await. Наш объект response при помощи метода JSON мы обрабатываем в обычный объект. В консоли распечатываю нашу переменную rest2, получаем массив и 250 объектов, 250 стран. Так, что мы можем здесь сделать? Давайте посмотрим. Здесь у нас есть... Так, я чуть выше подниму. Столица, свойство capital. Далее у нас идет flags. Это у нас объект. И здесь 3 есть способа. Формат PNG, SVG картинка и alt для нашей картинки. Так, мы его получим. Далее name. Вот она идет страна. Есть у этого объекта 2 свойства. Есть Common Moldova, свойство этого объекта, и есть сам объект, например, official, официально, можем получить официальное название. Хорошо. Давайте, после того, как мы обработали наш запрос у сервера, я буду делать следующее. У нас есть div cards. Сразу я буду... Так, div мы будем вставлять позже. Сначала мы должны перебрать наш массив. У нас переменная rest2. Я использую сразу метод for each здесь. Можем перебрать каждый объект здесь. Давайте обратимся к нашему div cards. Метод insert JSON HTML. Before end. И шаблонная строка. Так, здесь я буду вставлять следующую структуру. Давайте, у меня будет здесь div. Внутри этого div будет параграф, например, страна. Далее у меня будет, например, регион. После региона мы можем, давайте используем еще один параграф, точнее tag.img. Это будет изображение какое-то. Так, страна, регион. Что мы еще можем отсюда взять? Так, регион Европа, Азия есть. Далее. Давайте столицу используем также. Страна у меня будет. Потом будет идти столица, параграф. Регион и изображение. Думаю, пока это будет достаточно. Вставляем нашу структуру. Tab. И я могу, например, сделать следующее. Мы помним в нашем объекте. Мы здесь перебираем каждый объект. Обращаемся к нашему объекту response2, который мы уже обработали при помощи метода JSON. Получили такую вот структуру. Массив мы перебираем здесь, каждый объект.
И я могу сюда вставлять контент. Например, у меня есть изображение здесь. Я могу использовать здесь выражение. Обращаюсь к каждому объекту. Так, какое у нее свойство? Флакс, по-моему, называется у изображения. Давайте откроем любой объект. Да, флакс. И два варианта, либо PNG, либо SVG. Давайте используем. Так, флакс, точка. Обращаемся по точечной записи, потому что это объект. Мы обращаемся к свойству вот этого вот объекта. Давайте, пускай будет, например, SVG. Я сохраняю, и мы получаем изображение в формате SVG. 250 изображений. Но такая запись, она неэффективная, потому что у каждого объекта может и не быть этого свойства, но в данном примере у нас у каждого нашего объекта есть объект, точнее свойство flags, точнее объект flags, и у него свойство SVG на картинку. Мы можем использовать сразу деструктуризацию здесь. Давайте это сделаем. Например, у нас есть SVG, да, если я просто укажу здесь SVG и попытаюсь вот таким образом это сделать, сохранить, мы сразу ловим ошибку. Not found. Почему мы ловим ошибку? Потому что это объект. Здесь в деструктуризации я должен обратиться к нашему объекту flags, поставить двоеточие, у этого объекта вытащить переменную либо в PNG, либо в SVG. Давайте SVG. Теперь, если я сохраню таким образом, мы получаем наше изображение корректным образом. То есть, ребят, здесь у нас сначала идет объект просто, мы используем деструктуризацию внутри callback функции. Далее у нас идет flags. Внутри нашего объекта есть еще один объект flags. И у этого объекта, давайте я покажу здесь, раскрою, чтобы все было максимально понятно. У этого объекта flags, вот оно, flags, есть также три свойства: alt, png и svg. Хорошо, далее, что нам еще нужно? У нас есть страна. Так, здесь давайте я раскрою, я уже не помню, потому что я до этого смотрел. Так, страна name — это тоже объект, и нам нужно свойство официал, официальное название страны. Страна у нас name объект идет. Мы также должны использовать здесь деструктуризацию. Сначала обращаемся к нашему объекту name, далее двоеточие, фигурные скобочки и название официал. Эту переменную я копирую. Здесь вот страна, у меня двоеточие и официал. Так, официал, конечно же, мне нужен доллар здесь, фигурные скобочки, мы же используем выражение здесь, и мы получаем страну. Здесь изображение выглядит коряво, давайте их стилизуем. У меня есть общий div cards. Так, cards, по-моему, card, да. Угу. Давайте сделаем, например, display grid, пускай будет. Grid template column, автофит. Автофит я использую. Далее я могу использовать функцию сразу min-max, например. Min, так, я неправильно написал. Min-max. Минимально будет карточка 350, пускай пикселей, а максимально в одну фракцию. Grid gap, отступы по x и по y сделаю, например, в 30 пикселей, сохраню. Давайте стилизуем теперь изображение. Здесь у нас есть tag img просто внутри нашего карт. Вот оно, cards, мы к этому диву обращаемся. Соответственно, мы можем это все дело стилизовать. Так, cards, img, ширина будет 100%, сохраняю, то есть 350 пикселей. А высота, например, будет также, так, не в 30 пикселей, а пускай будет тоже в 350. Так, давайте высоту не буду указывать, достаточно. И стилизуем эти заголовки. Так, заголовки у нас, по-моему, одни параграфы. Да, 3 параграфа. Card P. Font size давайте сделаем, например, 20 пикселей. Текст пускай будет по центру. Margin bottom 10 пикселей. И font weight на 600. Так, следующее, что мы можем сделать, стилизовать каждую карточку. У нас есть карт и div. Ну, div есть, да, вот он div. Мы можем обратиться к нашему родителю карт классу при помощи знака больше к первому диву. Например, я хочу сделать бордер. Давайте 3 пикселя пусть будет. И какой-нибудь темно-серый. Отлично. И внутренний паддинг, например, в 15 пикселей со всех сторон. Давайте так оставим. Стилизацией заниматься здесь особо так не будем. И получим следующее. Страну мы получили. Давайте получим теперь столицу. Так, столица. Давайте найдем ее здесь. Раскроем любой объект. Капитал, свойства. Хорошо. После запятой здесь я пишу капитал. Капитал. Копирую сразу. Столица у нас будет так, доллар. Фигурные скобочки. Вставляем нашу переменную. Сохраняем.
столица, все отображается правильно. И используем регион. По-моему, свойство называется также регион. Раскроем объект. Так, найдем, давайте, регион здесь. Так, я, по-моему, пропустил его. Вот он, регион, да, он так и пишется, регион. После здесь запятую ставлю, регион, копируем и вставляем в наш регион. Сохраняю, давайте раскроем всю структуру и посмотрим. Так, страна United States Америка, столица Вашингтон, регион Америка. Здесь регион Африка, все вроде правильно подставляется. Давайте посмотрим дальше. Мы получили 250 объектов, соответственно 250 карточек. Вы можете настроить базовую фильтрацию по стране, например, и выводить какие-то карточки. Так, Казахстан, Аргентина, Франция, Бельгия. Далее можете добавить какие-то еще свойства, например, население, там, часы, стилизовать как-то это, поиграться, в общем, с этим. Так, вот она, Россия, Москва, регион Европа. Все правильно отрабатывает. Здесь код довольно-таки простой. Здесь может просто вот эта вот запись быть непонятной. Здесь мы обращаемся именно к объекту, ребят, флакс, поэтому двоеточие, и вытаскиваем из этого объекта SVG. Далее в атрибуте src мы прописываем SVG, то есть путь к изображению. То же самое, объект есть name внутри нашего объекта, и мы используем официальное название. Официал вытаскиваем, свойства. Далее у нас идет просто капитал, это свойство объекта самого, и регион. Создаем структуру простую и вытаскиваем ее. Обычный код. Поэкспериментируйте с ним и продолжим в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим. И в этом видео мы научимся при помощи метода when обрабатывать наш запрос, который мы получили от нашего сервера. Здесь у меня есть две ссылочки. Это API. При помощи этого API мы получим объект. И у этого объекта будет три свойства разных форматов. Hex, по-моему, RGB и HSL вроде. Здесь также присутствует ссылочка на GitHub. Вы можете ознакомиться, почитать. Я эти две ссылки приложу к этому видео. По структуре у меня просто div и какая-то кнопка. Давайте начнем. Первым делом напишем запрос, как мы умеем, при помощи ключевого слова async, а далее напишем по-другому, чтобы разобрать, как при помощи одного запроса это делается, при помощи второго, и разберем разницу. Давайте я напишу ключевое слово async здесь. Async это будет функция здесь. Давайте функцию назовем, например, random color. Параметр никакие передавать я не буду. И, как обычно, используем блок try и блок catch. Эти блоки можно не использовать, но желательно всегда используйте для обработки каких-то ошибок. Сразу напишу блок catch. Он принимает объект с ошибкой. Мы уже это знаем. Error. Давайте я сохраню и просто буду, например, console error, либо console log можно, здесь неважно. Буду выводить нашу переменную. Внутри блока try давайте я напишу константа. У меня будет response объект, сокращенный res. Ключевое слово при помощи await оператора. Указываем метод fetch и передаем этот путь. Давайте я выше создам здесь константу. У меня будет, например, константа, URL, пускай называется. И я присвою этот текст. Сюда мы будем fetch передавать переменную URL, которая содержит путь. Хорошо. Далее. В блоке try мы будем, как обычно, производить проверку. Если у нашего объекта респонса свойство OK false, тогда мы будем, например, выбрасывать какую-то ошибку при помощи оператора true. Либо это можно сделать в одну строчку сразу же. Например, true, оператор new, error. И я просто буду выводить наш объект и свойство status. То же самое у нас объекта есть. Мы могли писать другую запись, например, если у нашего объекта response свойство OK строго равен, так, 3 равно здесь, строго равен false, и мы выбрасываем ошибку. Либо мы можем использовать другую запись, если, например, статус не строго равен, например, так, здесь не строго равен, например, 200, и тогда мы выбрасываем ошибку. Эта запись самая короткая при помощи этого оператора не.
Обращаемся к свойству OK. Если он false, выбрасываем, извиняюсь, ошибку. Если у нас все нормально, ответ мы здесь от сервера получаем. Давайте теперь его отработаем. Const у меня будет color. Давайте color date пускай будет. Обязательно оператор await. Обращаемся к нашему объекту response и вызываем метод JSON для обработки данных, которые мы получили. Теперь в консоли я выведу нашу переменную color date. Сохраню. Давайте вызовем здесь функцию нашу за пределами. И мы получаем наш объект с тремя свойствами. 3 рандомных цвета. Hex, HCL и RGB. Я сохраняю. Данные у нас приходят по-другому. Другие цвета. Так, что я хочу здесь сделать? Внутри блока try давайте получим нашу кнопку и получим тег body. Я сохраню это все в переменной. Переменная будет body при помощи document, query selector и тег body. То же самое я получу кнопку нашу. Константа будет называться btn, document, query selector и класс нашей кнопки btn. Указываем его через точку. Внутри блока try я хочу делать следующее. После того, как мы отработали здесь ответ наш от сервера, обращаюсь к нашей переменной body. Давайте тег, свойство, точнее, извиняюсь, style, background. Присваиваем наш отработанный объект color date, и у него есть 3 свойства. Мы можем обращаться через точку, например, hex, HCL и RGB. Это одинаковый цвет, просто он указан в таких вот разных вариациях. Давайте используем HCL, тут разницы нет, HCL, сохраню, и мы сразу получаем рандомный цвет. Если я обновлю, мы получаем уже другой цвет. Давайте будем вешать обработчик события на нашу кнопку за пределами нашей асинхронной функции btn, это event listener, это все будет происходить по клику, и будем вызывать нашу функцию random color. Я нажимаю на кнопку, мы получаем объект, и также у нас меняется цвет фона. Нажимаю еще раз, мы по новой запускаем нашу асинхронную функцию, здесь идет проверка, если все нормально, отрабатываем эти данные. Если ошибка где-то, сработает блок catch. Ошибки никакой нет, все происходит у нас нормально. Хорошо, это уже способ нам знакомый для записи. И давайте перепишем этот метод, это свойство, точнее эту функцию при помощи методов when. Этот код я давайте полностью закомментирую, ребят, чтобы не путаться нам. В консоли поставлю разделитель и напишу функцию. Я сейчас все напишу, а затем подробно мы каждую строчку с вами разберем. У нас будет функция, в принципе, можно не оборачивать это дело в функцию, но давайте создадим функцию. Пускай она также называется random color. Здесь я использую сразу функцию fetch и передаю нашу переменную URL, в которой содержится путь, как мы помним. Хорошо, далее. При помощи метода when мы будем привязывать обработчик успешного выполнения промиса. Что такое промис? Это просто объект. Метод when, он принимает callback функцию. Мы можем писать, например, анонимную функцию, function, таким вот образом. Функция, которая не имеет имени, повторяю, это анонимная функция. Либо мы можем сразу использовать callback функцию. Давайте у нас будет первый объект response. Далее у меня идет стрелочка. И мы также, как здесь, будем проверять. Я этот код скопирую сразу же. У меня блок будет if. Мы будем это все дело проверять. Если я эту функцию здесь вызову, да, и в консоли распечатаю, так, console log, распечатаю res, мы получаем ответ от сервера. То есть у нас OK, свойство в true и статус 200. Статусы, кстати, по поводу статуса. Давайте напишем коды HTTP MDN. Да, мы можем перейти на сайт MDN, и тут все описано подробно. Успешные ответы от сервера от 200 до 299 — это успешные ответы. Также существуют ошибки клиента от 400, если будет начинаться наше свойство статус. Именно, вот оно, вот статус 200. Если оно будет начинаться от 400 и до 499, это какие-то ошибки. Тут также вы можете ознакомиться и почитать. Давайте продолжим здесь. В консоли я console log вывод уберу здесь. Здесь мы используем функцию fetch внутри нашей функции random color. И при помощи метода when мы проверяем, если у нашего объекта свойство OK. В false мы выкидываем ошибку. Хорошо, давайте пойдем здесь дальше. Если все нормально, при помощи оператора return я буду возвращать наш объект и вызываем метод JSON, как вот мы сделали здесь. Если никакой ошибки у нас нету, мы создаем
переменную, при помощи оператора await дожидаемся выполнения. Далее обращаемся к нашему респонсу и вызываем метод JSON. Хорошо. И если я в консоли опять выведу здесь наш объект response, мы получаем точно такой же ответ от сервера. Но мы же должны получить уже данные здесь. Мы здесь должны получить цвет, объект с различными цветами, точнее не различными, с одним цветом, просто разные вариации. А здесь мы его не получаем. Мы получаем promise. Что такое promise, не переживайте, мы сейчас о нем подробно поговорим. Далее, что мне нужно здесь сделать? Здесь мы при помощи оператора return преобразуем ответ в JSON и возвращаем promise. И этот promise нам нужно по новой обработать при помощи метода when. Я здесь ставлю точку и вызываю также метод when. Стрелочная функция у меня будет, параметр, например, color date. И я просто в консоли выведу наш объект color date. Сохраню, и мы получаем объект. То есть у нас все нормально. Здесь мы используем два when. Сейчас все будет понятно, не переживайте, я пока напишу код. И далее я также хочу во втором when, когда мы обрабатываем первый when, мы получаем здесь promise, и этот promise мы обрабатываем при помощи второго when. Здесь я обращаюсь к body, у нас есть такая переменная. Body, давайте, например, стили, также background color у меня будет. Объект наш color date называется, и вытащим метод RGB. Хорошо. По клику на нашу кнопку btn я повешу обработчик события по клику, и мы будем вызывать нашу функцию random color. Так, здесь скобочка еще одна. Ага, нажимаю. У нас все правильно с вами отрабатывает. Также, в принципе, здесь все. И здесь у нас мы используем блок try и блок catch. Здесь мы можем сразу же использовать после нашего when метод catch. Он принимает также callback функцию. Давайте у меня будет называться r просто, параметр. И я буду, например, в constant error выводить эту ошибку. Хорошо. Здесь мы обрабатываем ошибку в этом блоке. Если, например, возникли какие-то ошибки у нас в процессе выполнения запроса, у нас сразу будет переходить управление к этому блоку. То есть, если где-то в этом when или в этом when произошла ошибка, сразу же у нас будет выполняться блок метод catch. Хорошо, теперь давайте, ребят, подробно рассмотрим, что такое when и почему мы используем два раза здесь when. When, напоминаю, это метод, используемый в промисах. Промисы — это объекты для обработки успешного завершения асинхронной операции. Как правило, when используется после вызова функций, возвращающих какие-то промисы, таких как, например, fetch, чтобы определить, что нужно делать с результатом выполнения промиса. В контексте мы используем здесь fetch, применяется для обработки ответа от сервера после того, как был выполнен HTTP запрос. Метод when принимает, как мы знаем, callback функцию здесь, которая будет выполнена, когда наш промис будет разрешен, то есть когда запрос завершится успешно. Сразу же сработает метод when. Хорошо, далее наша функция random color. Использует она метод fetch для отправки по умолчанию get запроса на указанный URL. Здесь у нас get запрос, про запросы post, pull и delete мы поговорим далее. Здесь мы по умолчанию отправляем get запрос, то есть получаем какие-то данные сервера. Fetch, который отправляет get запрос на указанный URL, этот метод возвращает promise. Promise — это просто объект, еще его называют обещанием. Запомните, это просто объект, который представляет асинхронную операцию загрузки данных сервера. Что такое promise, еще раз, мы сейчас рассмотрим отдельно, может в следующем видео. Просто давайте запомним, что promise — это объект. Хорошо. Далее. После того, как наш fetch завершает загрузку данных, успешно или с ошибкой, вызывается сразу же метод when. When принимает callback функцию, и в этой callback функции мы передаем response, объект. Переменная response содержит ответ от нашего сервера. Хорошо, далее при помощи if мы здесь проверяем, если, например, внутри обработчика нашего проверяется успешность выполнения запроса. Если свойство OK внутри нашего объекта response равно false, то есть запрос не был успешным, например, статус ответа не в диапазоне от 200 до 299, то создается новый объект ошибки с текстом каким-то, содержащий код статуса нашего ответа, и выбрасывается с помощью оператора true. Это приведет к переходу к обработке ошибок методом сразу catch. Здесь мы все проверяем и при помощи оператора true выкидываем ошибку.
Если ошибка присутствует здесь, сразу же выполнится метод blockCatch. Хорошо. Далее здесь мы, после того, как проверили на ошибку, оператор return. Return response JSON, сокращенно res.json. Если запрос выполнен успешно у нас, то вызывается метод JSON, объекта res, который преобразует тело ответа в формат JSON. Этот метод также возвращает promise, возвращает объект, который разрешается в данные JSON из ответа нашего сервера. Хорошо, далее. When идет color data. После успешного преобразования ответа в JSON вызывается еще один метод when. Здесь у нас первый метод when, здесь у нас второй метод when, в котором обработчик color data, callback наша функция, принимает данные JSON из предыдущего промиса, из вот этого вот промиса, ребят. Здесь у нас, получается, данные выводятся просто в консоль для отладки с помощью console.log. Мы просто выводим это при помощи console.log. А также меняем цвет нашего фона body, вытаскиваем это свойство из объекта, и у нас все это применяется. Хорошо. Далее у нас идет блок Catch, мы уже знакомы с ним. Если в процессе выполнения запроса, ну или обработки ответа происходит какая-то ошибка, например, запрос наш неудачен или преобразование в JSON не удалось, то управление сразу перейдет к методу нашему Catch, в котором обрабатывается ошибка с помощью callback функции. Здесь мы также передаем callback функцию. Здесь выводится просто сообщение об ошибке с использованием console error. И все. Далее, здесь мы вешаем, точнее, нашей кнопки вот этой по клику вызываем эту функцию, random color запускает весь процесс отправки запроса и обработки нашего ответа. Таким образом, наша функция random color, вот эта вот общая наша функция, она использует промисы для асинхронной загрузки данных сервера и последующей обработки этих данных, ну или каких-то ошибок, которые могут возникнуть в процессе. Здесь, ребят, конечно, может быть непонятно. Давайте я по новой это быстренько пройду, а далее мы напишем простенький запрос без использования лишних вот этих вот ифов и так далее. Здесь у нас получается функция, далее идет fetch запрос к серверу, далее у нас идет метод when, и мы обрабатываем этот запрос. Проверяем, если у нас значение у объекта респонса именно свойство OK false, тогда мы выбрасываем ошибку. Если оно не false, при помощи оператора return мы при помощи метода JSON обрабатываем эти данные. На выходе у нас объект, который мы должны еще раз отработать. И при помощи второго метода when мы получаем в консоль наши данные. Выводим здесь их. И также нашему body меняем цвет. Блок Catch, если где-то поймана ошибка здесь, сразу он сработает у нас. Таким вот образом. Наша кнопка по клику запускает весь этот функционал. Хорошо, давайте эту запись я пока закомментирую. Далее мы их раскомментируем, посмотрим, как они выглядели. Асинхронная запись и такая вот запись. Хорошо. Я использую простую функцию здесь, пускай она у меня называется users. И давайте, например, получим какой-нибудь API, JSON placeholder. Здесь мы видим сразу у нас fetch и два when в цепочке. Давайте я эту запись скопирую здесь, и мы будем получать наших юзеров. То есть массив 10 объектов, 10 юзеров. Здесь у меня будет fetch функция. Я сохраню и сразу же использую метод when. Здесь я могу передать, напоминаю, простую функцию, например, response таким вот образом. Так, давайте я поставлю курсор сюда. И мы можем либо стрелочной функции. Конечно, удобнее стрелочной. Я пишу здесь response, давайте напишем. Response, это будет стрелочная функция у нас. И мы будем делать следующее. Обрабатывать наш ответ сервера. Response.json. Хорошо, сохраняю. И мы далее должны использовать второй метод when. Давайте у меня переменная будет называться параметр просто JSON. И я буду это дело вводить в консоль. Console.json. И если я эту функцию сейчас запущу здесь, users, мы получаем с вами, так мы получаем только todos. Давайте здесь я вот эту запись лишнюю уберу и напишем users. Сохраняю, мы получаем массив, и внутри которого 10 объектов. То есть отправляем запрос здесь, мы не проверяем на ошибку, ничего, у нас идет сразу обработка. Здесь мы получаем promise объект, и при помощи второго when этот объект мы отрабатываем. Хорошо. Еще раз, первый when
превращает наш ответ от сервера в понятный формат, JSON именно, после того, как запрос наш, например, завершился удачно. Также у нас есть второй when. Он используется для работы с этими данными JSON, например, чтобы вывести их или, например, использовать где-то в коде. Надеюсь, здесь понятно. Также мы можем в цепочке вызовов написать метод catch. Так, метод catch. Давайте error. Он также принимает callback функцию здесь. Я в консоли, или console log, console error можно использовать. Давайте console error будем использовать. Мы будем выбрасывать ошибку. Например, я хочу написать: произошла ошибка. И выводим нашу переменную error. Вот таким вот образом. Хорошо. Если будет где-то ошибка здесь, мы эту ошибку сразу же с вами получим. Так, назад. Угу. Также метод finally существует. Так, про catch я сказал. В данном случае, если при выполнении запроса или, например, преобразования ответа JSON возникает какая-нибудь проблема, любая ошибка, то метод наш catch перехватит эту ошибку сразу же и выведет сообщение об ошибке в консоль с помощью console error. Хорошо, я уберу точку с запятой и напишу метод finally. Мы еще с вами его не использовали, давайте его используем. Он также принимает callback функцию, параметры можно никакие не задавать. И я просто в консоли напишу какой-нибудь текст. Например, завершение, пускай будет запрос. Завершение запроса. Сохраняю. Отлично, как только мы получили, точнее отправили запрос на сервер, обработали его, если никаких ошибок нет, мы все данные получили нужные, и далее в конце сработал у нас метод finally. И мы просто вывели в консоль завершение запроса. Давайте рассмотрим про этот метод finally. То есть метод finally используется для выполнения определенных действий. Независимо от того, была ли операция, например, наша успешна, или она завершена была с ошибкой. В данном случае после выполнения запроса и обработки ответа, например, либо это будет успешный ответ, либо ответ с ошибкой какой-то, все равно будет выполнено действие в методе finally. В данном примере у нас будет просто выведено сообщение завершения запроса в консоль, независимо от результата выполнения запроса и обработки ответа. То есть, если где-то здесь будет ошибка, метод finally все равно выполнится. Зачем он нужен, этот метод finally, и где его использовать? Метод finally в промисах JavaScript используется для выполнения определенных действий, независимо от того, была ли, например, операция успешно завершена или завершилась с ошибкой. Это полезно, например, для, закрытия каких-то ресурсов, очистки данных, ну или выполнения каких-то, не знаю, завершающих операций. То есть очистка ресурсов. Если мы открываем какие-то ресурсы во время, например, асинхронной операции, ну, например, открытие файла какого-то или соединение с базой данных, то метод finally может быть использован для их закрытия и освобождения памяти, независимо от того, произошла ошибка или нет. Метод finally также может быть использован для обработки ошибок, например, в конце нашей цепочки обработки промиса, когда уже выполнены все действия по успешному разрешению или отклонению промиса. В общем, если говоря, метод finally полезен, когда, например, у нас есть какие-то действия, которые должны быть выполнены независимо от результата выполнения асинхронных операций. Однако стоит также понимать, что метод finally не изменяет результат нашего промиса. То есть он никак не влияет на то, будет ли промис разрешен или отклонен. Метод finally просто выполняет действие после выполнения промиса. То есть у нас есть какие-то здесь действия. Мы первый используем when, второй when используем для обработки промиса объекта, который мы получили. Catch сработает, если у нас есть ошибка. И метод finally выполнится в любом случае. Хорошо, это вот такая вот простая запись, которую вы можете использовать. Здесь просто может быть запутано, почему мы используем два раза when. Здесь все просто. Мы первым делом получаем ответ от сервера, обрабатываем при помощи метода JSON. Далее мы получаем на выходе объект, и этот объект при помощи второго метода when выводим просто в консоль в данном случае. Касаемо записи, этот код я закомментирую, давайте. Раскомментирую вот этот код и вот этот код. Это два одинаковых кода здесь. При помощи async у нас есть блок try и блок catch. Здесь мы создаем какую-то константу объект, при помощи оператора await используем fetch и передаем путь. Проверяем на ошибку здесь.
проверяем на ошибку. Если ошибка, выбрасываем ошибку. В противном случае создаем переменную, обращаемся к нашему объекту response и при помощи метода JSON преобразуем наш ответ от сервера в объект. Далее используем его. Здесь запись простая. Это самый свежий способ использования асинхронных функций. Он более такой понятный и простой. Желательно используйте всегда его. Также используется такая вот запись при помощи методов when в цепочку. Здесь все то же самое под капотом происходит, если мы используем async, либо используем when в цепочке, разницы никакой нет. Под капотом у нас, если мы пишем такой вот способ, под капотом у нас все равно отрабатывает вот этот вот код. Таким вот образом. Здесь два when у нас. Мы также проверяем на ошибку в первом when. Если ошибки никакой нету, при помощи оператора return возвращаем наш объект response и вызываем метод JSON. Второй when обрабатывает этот объект и выводит данные в консоль. Catch блок существует, говорю, нужен для того, чтобы ловить ошибки. И точно так же мы по клику вызываем эти функции. Здесь я использую 2 раза обработчик события, поэтому у нас ничего не происходит. Такая вот запись. Используется на практике и такой способ, и, конечно, такой вот способ. Поэкспериментируйте с этим кодом, ребят, и мы продолжим с вами в следующем видео. Давайте продолжим и поговорим о промисах. Что такое промис? Промис в JavaScript используется для обработки каких-то асинхронных операций. Он предоставляет собой объект, который позволяет нам писать асинхронный код, например, в стиле более понятном и управляемом по сравнению с использованием колбеков. То есть у нас может быть какая-то цепочка вызовов колбеков, но мы можем использовать промисы для этого. Так, давайте рассмотрим основные цели использования промисов, например, во-первых, управление асинхронными операциями, как я уже до этого говорил. Также мы можем избежать адской пирамиды колбеков, callback hill, например, когда нам нужно выполнить каких-то несколько асинхронных операций, например, последовательно, использование колбеков может, например, привести к сложному или трудночитаемому коду. Промисы нам позволяют цепочкой when упрощать этот процесс и делать код более линейным и читаемым. А также обработка различных ошибок. Промисы имеют встроенные методы обработки ошибок через метод catch, который мы уже знаем, что делает управление ошибками в асинхронных операциях проще и более понятно. Давайте напишем функцию. Давайте let, пускай называется myPromise. При помощи оператора new мы создаем конструктор promise. Он так и пишется, promise. Promise принимает два аргумента, два параметра. Resolve функцию и reject. Resolve функция будет вызываться в случае, если какой-то наш блок кода выполнен успешно, мы будем вызывать эту функцию. В противном случае reject вызывается, когда у нас, например, ошибка где-то в коде. Давайте рассмотрим это, например. Пускай называется у меня resolve, или давайте res сокращенно, resolve и reject. Reject. Так, мне нужно поставить здесь еще одни круглые скобки. Promise сам принимает callback функцию. Давайте это будет у меня здесь стрелочная функция. И мы укажем два параметра. Resolve, давайте я укажу. И reject. Здесь внутри нашей функции я объявлю переменную. Могу давайте при помощи let это сделаем. Переменная будет называться просто random. И при помощи метода math_rank я буду отбрасывать дробную часть. Также внутри мы будем использовать метод точнее math_random, и я буду получать рандомное число от 0 до 20. Давайте я сохраню. Далее. Здесь у меня будет оператор if. Мы будем проверять, если наша переменная random содержит число больше, пускай будет, например, 8, тогда я буду вызывать функцию нашу resolve. И мы напишем сюда следующее. Допустим, у меня будет число больше 8, и давайте выводить само число, переменную нашу random. Я могу здесь этот код вырезать, например, if, открыть фигурные скобки, подставить таким вот образом и блок else использовать. Либо можно написать все в одну строчку. Далее снизу я напишу блок else. В противном случае, если наше число будет меньше 8, мы будем вызывать функцию reject. Reject. И давайте напишем также число. Так, число меньше
Также она у нас может быть и равно 8, меньше, или, например, равно 8. И будем запускать нашу переменную random. В принципе, на этом все. Если я сохранять буду этот код, мы будем получать ошибку. Ошибку будем получать тогда, когда у нас число будет меньше 8. Мы получаем ошибку, вызывается функция reject и описание. Число меньше или равно 8. Число мы получаем здесь 6. Вот это вот переменная. Давайте обработаем при помощи методов when и catch. Обращаемся к нашей переменной myPromise. Я использую сразу метод when. Он принимает callback функцию. Давайте результат. Res пускай будет. Переменную параметр. Параметр, переменная — это в принципе одно и то же. Можно называть как угодно. Здесь у меня будет стрелочная функция. И я просто в консоли буду выводить следующий результат. Здесь я точку запятой уберу. И давайте я напишу, например, успех. Просто, чтобы было коротко. Здесь можно написать какую-нибудь логику другую. Чтобы было все просто, я буду делать таким вот образом. Сохраняю. И в случае ошибки будет вызываться метод catch. Он также принимает callback функцию. Параметр будет называться error. И мы в консоли, давайте я фигурные скобки уберу здесь. И просто в консоль также будем выводить. Используем только здесь constant error. И я напишу ошибка. Так, ошибка. И наша переменная. Наш параметр error. Я сохраняю, мы получаем ошибку. Ошибка, число меньше или равно 8. Мы получаем 0 изначально. Давайте еще раз сохраню. Мы получаем здесь число 12. То есть условие проходит, наша переменная содержит число 12, 12 больше 8 и вызывается функция resolve. Число больше 8. Мы получаем это в консоли. Resolve. Напоминаю, эта функция вызывается, когда наша асинхронная операция, представленная промисом, завершается успешно. Она принимает один аргумент также, который представляет собой значение, возвращаемое при успешном выполнении промиса. Функция, давайте рассмотрим теперь про reject. Все точно так же. Эта функция также вызывается, когда наша асинхронная операция завершается именно с ошибкой. Она также принимает один аргумент, который обычно является объектом ошибки, ну или какой-то строкой, описывающей причину ошибки. При использовании промиса мы применяем методы здесь when и catch для обработки успешного завершения. When применяется для успешного завершения, а метод catch для обработки каких-то ошибок. Давайте также создам здесь константу. Например, пускай будет у меня здесь myPromise1. При помощи new promise я передам просто пустую callback функцию. Сохраню. И в консоли получим эту переменную myPromise1. Давайте этот код я пока закомментирую, чтобы он нам не мешал. Сохраню. Мы получаем promise и свойство pending, ожидание. Когда мы создаем новый promise с помощью new promise, начальное значение промиса не устанавливается явно внутри нашего конструктора промиса. Вместо этого начальное значение промиса — это ожидание, pending. Хорошо. Теперь давайте я здесь передам, например, resolve, один параметр, пускай будет resolve, и просто вызову его resolve. Давайте напишем, чтобы все было просто. Hello. Сохраняю. Мы сразу видим. Так, давайте назад верну здесь. Ctrl-Z. Мы видим, что у нас сначала pending. Promise state тоже pending. Ожидание. И promise result undefined. У нас ничего здесь нету, поэтому получаем undefined. Давайте верну все как было. Resolve и hello. Сохраняю. Мы получаем следующее. Прототип у нас promise. Promise state fulfilled. То есть promise выполнен, и promise result у нас строка hello. Promise находится в состоянии ожидания изначально, только до тех пор, пока его состояние не изменится. На выполнено, если мы, например, вызываем эту функцию, наше состояние сразу же изменяется. Выполнено. Ну, или, например, fulfilled. То есть мы здесь видим fulfilled, наше состояние выполнено при вызове функции resolve. Именно мы получаем состояние fulfilled, то есть у нас наш промис выполнился. Или, например, отклонен, если мы вызываем функцию reject. При вызове функции reject, таким вот образом, начальное значение промиса можно считать неопределенным до момента выполнения или отклонения нашего промиса. Если мы вызываем функцию resolve, мы получаем fulfilled, то есть наш промис выполнен. Хорошо, давайте я добавлю еще один параметр, например, reject.
Давайте я здесь вызову reject сразу же, сохраню, и мы получаем следующее. Hello у нас как ошибка. Далее у нас promise state rejected, promise не выполнен, а результат у него hello, также строка. Здесь, в принципе, все очень просто. Мы можем использовать какие-то другие выражения, другие примеры, например. В случае, если наш промис выполняется, мы вызываем функцию resolve, мы можем помещать какую-то другую логику. Здесь для простоты просто я распечатываю текст в консоли. Поэкспериментируйте с этим кодом, и мы с вами продолжим в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим, и в этом видео научимся отправлять данные на сервер. До этого мы использовали только get запрос, получали какие-то данные сервера, и в этом видео давайте научимся отправлять данные. В сайте есть JSON placeholder, как обычно, и здесь можем отправить пост запрос. Давайте я скопирую здесь ссылочку, вот эту вот, как обычно. Создам константу. Константа будет называться URL и присвою. Здесь у нас 100 DOS. Давайте отправим, например, на... Так, здесь у нас пост, да? Скопирую. Здесь уберу и вставлю. Лишний слэш также уберем, сохраним. И также создам объект. У меня будет объект user. Давайте name будет здесь. Коста. И, например, city. Лондон. Вы можете добавить данных сколько хотите. Для простого примера я использую такую вот запись. Теперь давайте напишем асинхронную функцию. Это уже мы с вами делать умеем. При помощи ключевого слова async у меня будет функция называться, например, sendPost. Она будет принимать два параметра. Давайте URL здесь будет и user. Мы будем при вызове этой функции передавать сюда путь и объект. Обязательно будет блок try и блок catch, чтобы про это не забывали. Здесь передаем параметр error, объект ошибки. И давайте выводить в консоль. Console error пускай будет. И, например, ошибка. Давайте напишем произошла ошибка. Произошла ошибка. И будем выводить наш объект ошибки. Таким вот образом. В блоке try создадим константу response. Обязательно оператор await указываем. И вызываем функцию fetch. Первым параметром принимает она путь. Мы передаем сюда переменную URL. Вот эту вот параметр URL при вызове этой функции мы будем передавать этот адрес первым аргументом. Далее ставлю запятую. И у меня будет объект с настройками. Если мы хотим постить что-то, использовать метод post, мы должны указать это. Первое свойство — это метод. По умолчанию, когда мы до этого получали какие-то данные сервера, использовался метод get. Теперь мы должны писать метод post, если мы хотим отправить данные. В данном случае мы будем отправлять наш объект. Метод post, далее запятая, заголовок headers. Это будет объект. Первое свойство обязательно в кавычках. Content, так здесь content type. Далее ставлю двоеточие. Application slash JSON. Сохраняю. Сейчас мы это все подробно разберем, не переживайте. Далее у нас есть тело body. При помощи стандартной функции JSON stringify мы сюда передаем user, наш объект. Мы передаем параметр. Здесь надо поставить запятую, чтобы не было никакой ошибки. Мы передаем объект. То есть из нашего обычного объекта мы делаем в JSON формат. Обычная строка будет у нас, чтобы сервер понял. Эту каждую строчку мы сейчас разберем подробно. Давайте напишем далее. Будем проверять на ошибку, конечно же. Если у нашего объекта респонса вот это вот переменной res свойство OK будет false, тогда мы будем выбрасывать ошибку. True, new, error. Давайте напишем, например, ошибка HTTP запроса. HTTP давайте просто оставим. И выведем переменную нашу, объект наш точнее, response. И у него есть свойство статус, код ошибки. В противном случае, если все нормально, создадим константу. Давайте называться будет она result. При помощи оператора await обязательно обращаемся к нашему объекту response и вызываем метод JSON, чтобы преобразовать, точнее, ответ нашего сервера. Сохраняем. И мы должны возвращать этот объект. При помощи оператора return возвращаем result.
принципе, мы все с вами написали. Давайте теперь вызовем нашу функцию, обработаем ее при помощи метода when. Она принимает два аргумента, эта функция. Здесь мы при помощи fetch передаем URL. Первый путь у нас будет URL, наша ссылочка на наш сайт, а вторым параметром будет user, наш объект, который мы хотим передать. При помощи метода when у меня будет результат какой-то здесь, и я просто буду выводить его в консоль. Result. Сохраняю, мы получаем объект. ID-шник у нас уже 101. Давайте теперь получим при помощи get запроса данные сервера. Я просто напишу здесь fetch, передам переменную URL, вот это вот путь. Далее при помощи метода when мы это обработаем. У нас будет response, стрелочная функция response.json. Получаем мы promise объект, и этот объект мы должны отработать еще одним when. Ставлю точку, пишу when, давайте будет data, и просто буду выводить ее в консоль. Data. Сохраняю, мы получаем массив, и внутри него 100 объектов. Здесь у каждого объекта есть свой ID-шник. Мы видим последний объект с ID-шником 100, и наш объект ID-шник 101. Внутри нашего массива этого объекта нету, потому что если каждый человек будет отправлять данные на наш сервер, конечно, мы можем перегрузить наш сайт. Поэтому мы получаем такие фейковые данные здесь снизу. Сервер возвращает нам объект, и у него ID-шник 101. Таким вот образом. Эта запись правильная. Мы можем какие-то любые данные постить на нашем сервере. Теперь давайте разберем метод headers и body подробно. Хорошо, начнем с метода. Метод post у нас здесь есть, метод запроса. Метод указывает, что метод HTTP запроса, в данном случае это, напоминаю, post. Post метод, он используется для отправки данных на сервер, которые изменяют состояние на сервере. Мы что-то будем при помощи этого свойства добавлять на сервер, одним словом. Хорошо, далее у нас идет headers, заголовки content type и application JSON. Это заголовок, указывающий на тип данных JSON. Хорошо. Также headers определяет заголовки HTTP запроса, которые заголовки содержат метаданные о нашем запросе. Свойство content type указывает тип содержимого, которое отправляется в теле нашего запроса. В данном случае это application JSON. А application JSON — это тип содержимого, указывает на то, что наши данные отправляются именно в формате JSON, чтобы наш сервер это понял. Сервер ожидает, что полученные данные будут в формате именно JSON и будет их обрабатывать соответствующим образом. Так, далее у нас идет body. При помощи стандартной функции JavaScript JSON Stringify преобразуем обычный наш объект в JSON строку. Вот у нас идет обычный объект. Мы делаем здесь просто преобразование в строку. Далее здесь запись уже вам знакомая. Мы проверяем на ошибку. В случае ошибки, если не будет, обрабатываем ответ, возвращаем его. В противном случае у нас работает блок catch. Тут мы вызываем функцию, передаем два аргумента, путь URL и наш объект. При помощи метода when обрабатываем это и просто выводим здесь в консоль. Получаем наш объект. Также мы можем использовать здесь короткую запись. Давайте я это все закомментирую. Здесь просто мы сразу же, чтобы вы не забывали, мы пишем блок try и блок catch сразу. Ловим ошибку, если она есть. Таким вот образом я здесь все это давайте закомментирую. И мы можем написать просто fetch запрос. У нас есть какой-то URL. Ссылочка мы сохранили в переменной, вот она. И далее указать объект с настройками. Метод так назад. Метод, конечно же, у нас здесь post. Так, давайте продолжим. Далее. Headers, наши заголовки. Двоеточие. Это объект. Content type. Двоеточие. Так, двоеточие. Application JSON. /JSON. Сохраняем. После нашего хедера обращаемся к body, к телу. И при помощи стандартной функции JSON Stringify из нашего обычного объекта превращаем в JSON формат. Далее я могу сразу использовать здесь метод when response, наш объект, response.json. Здесь мы получим на выходе объект, promise наш, и мы должны использовать еще один when. Здесь будет просто дата, и я буду выводить это все дело в консоль. Давайте data. Таким вот образом
Мы сохраняем и получаем такой же объект. Без проверки на ошибку и так далее. Мы можем использовать такую запись. Хорошо, давайте продолжим дальше. Например, если, у нас есть какой-то ресурс, извиняюсь, который предоставляет собой какую-то информацию о пользователе. И у этого пользователя есть ID-шник, например, ID1. И мы хотим обновить эту информацию в нашем объекте. Что мы можем сделать? Мы также можем отправить put-запрос с новым именем в теле запроса. Это приведет к обновлению информации о пользователе на сервере. Здесь мы постим что-то, добавляем объект на сервер. Также мы можем изменять какие-то данные. Так, у нас есть здесь URL и объект user, да? Давайте я объект немножко поменяю. Например, оставлю name просто и напишу сюда новое имя. Новое имя. Сохраню. Эту запись я, конечно же, в принципе, я могу ее оставить. Давайте этот объект я здесь вырежу его просто. Здесь добавлю. Просто будем таким вот образом. Здесь выше у меня будет объект. Так, лишняя запятая. Здесь headers, метод. Так, тут запятая. У нас будет объект, да? Давайте я создам объект здесь. Const, пускай называется Options. Присвоим объект. У нас будет отдельно объект с настройками. У нас также есть объект Users. Здесь код. Давайте я оставлю лучше его, да. Будет Options. И при помощи fetch запроса мы будем проверять. Здесь у нас JSON. Есть put запрос, post 1. У нас так это и указано. Post. Давайте поставлю слэш и будем обращаться к первому. Мы хотим у первого нашего объекта поменять какие-то, например, данные. Хорошо. Здесь у нас fetch, URL мы передаем и объект с настройками. У нас есть объект options, вот он. Метод здесь укажем только put, конечно же, с большой буквы put. Далее в хедерсе оставляем все точно так же. И при помощи JSON stringify преобразовываем наш объект в JSON строку. Далее fetch 2 идет when, и мы можем использовать нашу ошибку, например, обрабатывать также в цепочке catch. Давайте я напишу это. Catch, error, callback функция здесь. И мы просто выводим в консоль нашу ошибку, error. Таким вот образом. Сохраняем, мы получаем name, новое имя, ID-шник первый, так как мы обращаемся к нашему первому объекту. Если бы мы не меняли на нашем сервере какие-то данные, здесь мы получили бы ошибку. Здесь также мы получаем, ребят, fake. Если я сейчас запрошу данные, именно посты у нашего сайта, мы получим ту же самую запись. Обновлений никаких не будет. Здесь нам сервер выдает объект, говорит, что действительно у первого объекта мы поменяли наше свойство name на новое имя. Якобы здесь все нормально. При помощи метода put мы можем изменять именно на сервере какие-то данные. Также существует метод delete. Давайте эту запись я полностью скопирую. Здесь я закомментирую эту запись. И мы можем, например, использовать метод delete, удалять какие-то объекты. Метод delete, content type, application JSON, все так же здесь остается аналогично. Также обращаемся к первому посту, и мы получаем пустой объект. Получается, мы первый объект с вами удалили. Если бы мы его не удаляли, мы получили бы с вами здесь ошибку. Таким вот образом. При помощи метода post мы можем добавлять какие-то данные на сервер, при помощи метода delete удалять какие-то данные, и при помощи метода put мы можем изменять данные. Поэкспериментируйте с этим кодом, и мы продолжим с вами в следующем видео. Всем привет, давайте продолжим. В этом видео разберем, что такое токены. Мы уже с вами научились отправлять запросы, простые запросы при помощи get, post и так далее. Давайте поговорим, что такое API-ключ. Это специальный ключ, который используется для аутентификации и авторизации нашего приложения или какого-то сервиса, позволяя нам получать данные, точнее доступ к различным данным и различным функциям, предоставляемым этим API. Если проще говоря, API — это ключ, который мы предоставляем при обращении к какому-то API, чтобы показать, что наше приложение имеет право использовать какую-то функциональность, предоставляемую этим API.
Это обычно используется для контроля доступа к API, ну и для отслеживания использования различных сервисов. Здесь у меня в разметке просто есть div пустой и есть кнопка btn. Давайте я эти два элемента сразу получу при помощи константы. У меня будет const btn, document, query selector, btn. Далее также получим наш div, card, document, query selector, card. Хорошо, давайте теперь получим какой-нибудь API. Например, public API перейдем на GitHub. Я ссылочку оставлю в описании, конечно же. Давайте я раскрою здесь. И проскроллим немного ниже. Здесь мы видим вот, точнее, различные варианты. Книги, кошки, котята и так далее. Телефоны, видео. Здесь у нас есть заголовок, например, сам API, описание этого API, аутентификация. Вот, например, для этого вот API нужен ключ здесь. Также используется HTTPS и CORS. Про CORS мы поговорим в отдельном видео. Давайте я переведу при помощи переводчика здесь. И мы получим какой-нибудь API. Вот, например, API с кошками. Тут нужен API key. HTTPS, да. CORS, нет. Как раз нам подойдет. Допустим, кошки, я нажимаю. Мы переходим на сайт. И здесь у нас сразу есть быстрый старт, например. Мы можем по этой ссылке получить рандомное какое-то изображение. Также мы можем получить 10 случайных изображений. Тут лимит стоит. И если мы будем использовать API-ключ, тогда мы будем получать 10 бенгальских изображений по ключу. Также здесь, чтобы получить более 10 дополнительных поля, обязательно нужен API-ключ. Да, если мы хотим получить больше 10 изображений, мы должны использовать API-ключ. Давайте для начала отправим запрос на одно изображение, на 10, а далее получим этот API-ключ. Я сверну это все. У меня здесь напишу функция, function declaration, пускай называется fetch data. Параметр никакие передавать не будем. И сразу используем функцию fetch. Скопируем этот адрес. Сохраним. Точку запятой я убираю. Использую метод when. Давайте передадим сюда, например, response или сокращенно res. Здесь у нас будет проверка, конечно же. Если у нашего объекта response свойство OK будет false, тогда сразу будем выкидывать ошибочку. При помощи оператора throw, оператора new, error. Например, я буду писать ошибка, как обычно. Не забываем это делать. Обращаемся к нашему объекту response, и у него есть свойство status. Хорошо. В противном случае, если все нормально, ошибки никакой нет, при помощи оператора return будем возвращать наш объект response и вызывать метод JSON. Мы помним, что мы здесь получим объект promise, и мы этот promise должны обработать при помощи еще одного метода when. Метод when будет у меня здесь, например, data, стрелочная функция, и я просто в консоли выведу дату. Вызовем нашу функцию fetchData, сохраним, перейдем на сайт, откроем DevTools, консоль перейдем, посмотрим, и мы получили один массив. Массив, внутри него один элемент, один объект. У него есть URL, путь к изображению, так, свойства height, ширина, точнее высота и ширина, и ID-шник. У нас есть card, пустой div, мы можем внутри этого дива помещать какую-то структуру. Давайте будем подгружать изображение отсюда. Мы уже это делать умеем, как раз повторим. Во втором when здесь, когда мы уже обрабатываем наш promise, мы обращаемся к нашему диву с классом card, метод insert JSON HTML и используем свойство afterBegin. Я хочу это изображение вставлять до нашей кнопки. Далее я ставлю запятую и давайте вставлю какую-то структуру. Здесь я создам div с классом img, у меня есть для него стили. И внутри этого дива у меня будет просто img. Давайте все это снесем. Я это все вырежу, сохраню, перейду в код, вставлю, сохраню. Давайте немного подкорректируем. Угу. Здесь по стилям. Так, давайте перейдем в стили. Здесь у меня для просто img изображения, ширина в 100%, высота в 350. Далее есть стили для нашего дива с классом card. Здесь просто displayGrid, и каждый наш div будет в 300 пикселей и растягиваться, если он один, в одну фракцию, на всю ширину.
Отступы в 30 пикселей сверху и снизу. Далее для кнопки стили, для параграфа здесь есть стили. И для, по-моему, description также мы сейчас получим это все. Хорошо, переходим в код, сохраняем. Мы получаем массив также. И давайте обратимся к нашему URL. Здесь в атрибуте src мы обращаемся к объекту data. У него есть, точнее, к массиву нулевой элемент. И мы используем у объекта свойство URL. Сохраняем. Получаем изображение, точнее, гифку. Хорошо. Нажимаю еще раз. Так, нажимаю еще раз, и ничего не происходит, потому что я не повесил нашу функцию на кнопку. Давайте используем btn, это event listener по клику, и будем вызывать нашу функцию. Так, скобочку добавлю. Нажимаем. Изображение первое получили с вами. Нажимаю еще раз. Получаем второе рандомное изображение. Итак, это будет все до бесконечности. Далее мы можем получить сразу 10 изображений. Давайте этот путь я скопирую. Так. И вставлю его здесь. Нажимаем на рандомное изображение. Так, сохраняем. Мы получаем массив из 10 объектов. И у нас подгружается только одно изображение. Почему это так происходит? Давайте перепишем немного нашу функцию. Здесь я вот этот код пока вырежу весь. Мы обращаемся к нашему объекту, точнее к нашему массиву data. При помощи метода for_each мы перебираем каждый элемент нашего массива. У нас будет здесь callback функция. И я использую деструктуризацию. Нам нужно точнее свойство URL. Таким вот образом. Далее я вставляю этот код предыдущий наш. Мы будем на каждой итерации не создавать, а в наш div помещать еще один div и изображение. Здесь мы в атрибуте src просто напишем URL. Я сохраню. Нажимаем на кнопку и получаем 10 изображений. Далее нажимаем еще раз, и у нас будет подгружаться еще различных 10 изображений. Хорошо, теперь давайте этот код я полностью, ребят, удалю. Посмотрите, как он выглядит. Можете поэкспериментировать с ним, дополнительные какие-то свойства вытащить. Этот код я убираю, сохраняю. И теперь давайте получим наш токен. Где мы можем получить наш токен? Начните здесь. Так, да, вот здесь нажимаем сюда, переходим на сайт. Давайте я его сразу переведу здесь. И мы нажимаем на «Получить свой ключ API». Здесь есть бесплатная версия, 10 тысяч запросов в месяц, бесплатные примеры кода и так далее. Либо можем использовать платную. Нажимаем «Получить бесплатный доступ», вводим какую-то почту, далее описание, любое из 8 символов, персональный проект, галочку можете ставить, можете не ставить. Нажимаем на «Предоставить на рассмотрение». Так, давайте я укажу другой адрес, Планета книг, потому что я уже получал этот API. Отлично, мы API получили, ваш ключ API получен. Переходим на почту точнее, Mail.ru. Давайте я использую другую почту здесь. Так, входящие сообщения, 500 сообщений. И вот к нам пришло письмо. Вот наш ключ API. Я его полностью копирую здесь. Далее давайте сверну. Почту закрою, сайт пока. Этот сайт, в принципе, нам не нужен. Перейдем в код, и я создам здесь константу нашего API ключа. Const, пускай называется, например, API, нижнее подчеркивание, key, ключ, и вставим наш токен. Сохраним. Далее мы должны отправлять запрос на сайт. Давайте вернемся назад здесь, или нажмем сюда вот, основы получения изображений. Скопируйте эту ссылку, добавьте свой собственный ключ API. Давайте полностью скопируем это здесь. Перейдем в Visual Studio Code. Я создам еще одну константу. Она будет называться API-key. Давайте назовем API или API URL. Да. Шаблонная строка у меня здесь будет. Я вставлю этот код сюда. И после key, после равно, у нас написано replace me. Это я все удалю. И мы вставим свой API-ключ. $, фигурные скобки и наша переменная API-key. Так, далее. Давайте напишем асинхронную функцию. Async будет, например, также функция называться function.
fetch data. Параметры никакие сюда не передаем. Как обычно будет блок try и блок catch. Блок try и блок catch в случае ошибки. Передадим сюда error, объект ошибки. Console.error, например, просто ошибка. И выведем эту переменную самой ошибки. R. Таким вот образом. В блоке try все точно так же почти. Const, например. Давайте response пускай будет с помощью оператора await. Функция fetch. И сюда мы передаем первым делом нашу переменную API, куда мы будем делать запрос. Get запрос. Это наша переменная называется API URL. Далее ставлю запятую и объект с настройками. Метод у нас будет по умолчанию get. Можно его не писать, по идее. Мы делаем get запрос на сайт. Далее заголовок headers. Это объект с настройками. И здесь прописываем следующее. Так, authorization of... Так, authorization, вроде правильно. И вставляем наш ключ API. Доллар, фигурные скобки. Здесь у меня шаблонная строка. И наша переменная API key. Далее, после запятой указываем, как обычно, например, content type. Так, content type. И application JSON. Slash JSON. Application slash JSON. В принципе, на этом все. И давайте продолжим работу. Здесь у нас будет, конечно, после этой переменной проверка сразу же при помощи оператора if, как обычно мы это все делаем. If, если у нашего объекта, точнее, оператор не ставим обязательно, у нашего объекта response свойство key будет false. Просто берем и выбрасываем ошибку при помощи оператора throw new error. Например, ошибка. Выводим переменную нашего объекта, точнее, свойство response, свойство status, код нашей ошибки. Если все нормально тут, как обычно, создаем константу const data при помощи оператора await, дожидаемся наш объект response и вызываем метод JSON. Обрабатываем ответ нашего сервера. В консоли давайте я это все выведу также. Сохраним. И вызовем нашу функцию fetch data. Fetch data. Сохраняю. Переходим. Давайте раскрою. Подниму консоль. Мы получаем 10 объектов по умолчанию. Мы используем здесь API ключ. Ошибок никаких нету. Все правильно мы с вами получили. Так. Это сейчас мы подробно разберем с вами. Мы уже разбирали, не переживайте. Здесь у нас, по-моему, лимит установлен. Так, search лимит 10. Мы помним, что если у нас есть API key, мы можем запрашивать больше. Например, указывают 20. Сохраняем, мы получаем 20 объектов. Пускай это остается. И давайте также по нажатию будем вызывать нашу функцию. У нас будет кнопка есть, точнее, btn, add event listener. Событие будет происходить по клику. И вызываем нашу функцию fetch data. Нажимаем. Отлично, все правильно отрабатывает. Теперь также давайте будем эти изображения подгружать в наш карт. Да. Здесь я сделаю следующее. У нас после нашей переменной data это массив. Используем метод, конечно же, for each. Callback функция. И здесь используем деструктуризацию. Фигурные скобочки. Пока давайте получим переменную, например, URL. Только изображение. Далее все как обычно. Наш div с классом, точнее переменная карт, вот она. Используем метод insert.json HTML. Автор begin. Перед кнопкой вставляем наше изображение. И давайте вставим структуру. Так, здесь у меня будет просто div с классом img. И внутри него будет какой-то img. Это все вырезаем, сохраняем, переходим, вставляем. Немного подкорректируем. Сюда передаем изображение. URL, вот это вот переменная. Сохраняем, нажимаем, получаем 10 изображений. Точнее 20. Да, все корректно отрабатывает. Теперь давайте получим также другие элементы. У нас есть здесь новый массив внутри нашего объекта. Breadth. Что тут есть? Тут есть name. Давайте получим name. Как мы можем его получить? Давайте я создам сначала, наверное, еще один параграф. Пускай будет параграф с классом P. У меня уже есть для него стили базовые. Текст align по центру, по-моему. Да, текст align по центру, margin bottom и font size. Перейдем в JavaScript код. И я вставлю его, например, до нашего изображения. Так. Немножко подкорректируем. И что мы здесь можем сделать? Как мы можем это все вытащить? Мы получаем объект. У нас есть массив здесь.
Если я в деструктуризации, например, использую свойство name таким вот образом и передам эту переменную в наш параграф, сохраню, мы получим с вами undefined. Нажимаю, мы получаем везде undefined. Мы должны использовать следующее. У нас здесь так, есть массив, он называется, давайте посмотрим, breadth, по-моему. Да, breadth. После URL у нас идет запятая. Далее мы пишем breadth. Я ставлю двоеточие здесь. Массив квадратной скобки. И внутри обязательно фигурные скобочки. Мы используем такую вот деструктуризацию. Я сохраняю. Нажимаю на рандомное изображение. Мы получаем 20 наших изображений. И почему-то у них у всех Bengal, да, одинаковое имя. Давайте посмотрим. Так, у первого объекта у нас breadth name Bengal. Давайте, например, какой-нибудь 13-й объект посмотрим. Breadth, у них у всех одинаково, да? Bengal, да. И также получим description. По-моему, здесь есть description. Да, вот description. Давайте я скопирую здесь. Здесь внутри массива. У нас здесь структуризация этого массива. Я вставляю description. И давайте создадим также P с классом, например, Descar. Вырезаем. После нашего изображения я вставляю description здесь. Используем переменную description, вот эту вот. Сохраняем. Давайте я закрою здесь все. Нажимаем. Получаем в консоли ошибки, никаких нету. Давайте раскрою. И мы получаем 20 наших элементов. У каждого есть имя, изображение и какое-то описание. Описание также у нас одно и то же подгружается, потому что у каждого, внутри каждого объекта разное только изображение, а описание и заголовок, точнее имя одно. Так, хорошо, в принципе, мы все с вами сделали. Вы также можете дополнительно посмотреть, какие здесь свойства есть, поэкспериментировать, добавить. Здесь мы рассмотрели базу. В принципе, уже нам стало ясно, как использовать деструктуризацию, как добавлять элементы. Вы можете добавить еще какие-то свойства для какого-то визуала. Так, здесь у нас все просто. Блок try и блок catch. Здесь можно, конечно, было использовать пару функций различных. Я использовал это все в одной функции, чтобы все было максимально просто. Код я, наверное, приложу. Как получать токены, мы уже с вами научились. Давайте разберем, наверное, еще раз вот эту вот запись. Что значит authorization? Authorization API key. Это заголовок добавляет токен авторизации к нашему запросу, одним словом. Это строка интерполяции API key. Мы используем шаблонную строку здесь, которая вставляет значение переменной нашей API key. Здесь мы присваиваем ключ этой переменной и вставляем это все в строку. Обычно заголовок authorization используется для передачи токенов доступа или других, например, данных аутентификации. Таким вот образом. Поэкспериментируйте, ребят, с этим кодом, и мы с вами продолжим в следующем видео. Привет! В этом видео давайте напишем код, который реализует обработку формы с асинхронной отправкой данных на сервер, ну и управление модельным окном. То есть, допустим, у нас на сайте много различных элементов, и у нас есть с вами форма. Чтобы не перегружать всю страницу, мы будем взаимодействовать только с формой в асинхронном режиме, если так по-простому. По структуре у меня следующее. У меня просто HTML-код простой. Здесь есть контейнер и простая форма. Форма может быть любой. У меня два инпута, два лейбла. Лейбл, да, и кнопка, button с текстом «Отправить». Ниже у меня div — это модельное окно простое, внутри которого содержится простой параграф с сообщением. Ваше сообщение было отправлено успешно. Ну и крестик для закрытия этого модельного окна. По стилям у меня следующее. Здесь я подгружаю шрифт робота с сайта Google Fonts. Можете посмотреть на стили, переписать их. В принципе, неважно, какая форма, какой визуал у нее. Давайте поработаем с логикой. Для начала я получу саму форму. У нас в теге div есть форма с классом контакт. Перейдем в JavaScript код. Я создам константу, const, например, пускай называется. Так, контакт давайте будет называться form. Объект документ, метод querySelector. И получаем нашу форму. Далее давайте сразу получим модельное окно. Вот оно, класс model. Стиль я закрою. Const model, документ, querySelector и наше модельное окно. И также получим, давайте, крестик, чтобы закрывать наше модельное окно. У нас span.
close класс. Создаем константу. Так. Close button пускай называется. Документ, query selector. Мы получили крестик. Так, по стилям модельного окна у нас у класса close, стили обычные, у модельного окна стоит display none. Давайте я уберу, сохраню, и у нас будет такое вот модельное окно. Простенькое. Визуал может быть любым внутри. Для простоты я создал такое модельное окно. Сохраним давайте. Стили я закрою. И повесим обработчик события на нашу форму. У нас есть класс контакт форм. Обращаемся к этому классу. При помощи add event listener, событие submit для формы есть такое. Submit. Далее мы ставим запятую и передаем callback функцию асинхронную. При помощи ключевого слова async передаем объект настроек, параметр event. Давайте передадим event. Мы уже с ним знакомы с вами. Фигурные скобки. И давайте предотвращать стандартную отправку формы при помощи метода preventDefault. Вызываем метод preventDefault. Сохраняем. У нашего объекта event есть много различных методов. Мы уже с вами их изучали. preventDefault отменяет стандартное поведение браузера. Так, далее. Давайте я создам константу. У меня будет const, например, form data пускай называется. При помощи ключевого слова new создаем объект form data. И передаем сюда нашу форму, контакт form, переменную. Что это за объект form data? Это встроенный объект JavaScript, который используется для создания форм. Именно для данных форм, для отправки их на сервер. С использованием различных методов, таких как post и put. Он обычно используется вместе с API каким-то, например, с функцией fetch для отправки данных именно нашей формы на сервер. Конечно, использование форм data упрощает нам работу с формами и передачу различных данных на сервер, особенно если наша форма содержит какие-то файлы для загрузки. Объект FormData является частью стандарта JavaScript, ну и он широко используется в веб-разработке, особенно для обработки каких-то форм и AJAX запросов. Думаю, здесь понятно. Давайте пойдем дальше. Я создам также одну переменную при помощи константы data и сразу вызову метод object from entries. Так, object с большой буквы object.from entries. Сюда мы передадим нашу form дату переменную и вызовем метод entries итератора. Давайте разберем, как они работают. Этот код я пока полностью закомментирую. Здесь мы создаем константу data и вызываем метод object_entries. From entries мы уже с вами знакомы. Этот метод, введенный в ECMAScript ES10 2019, который создает объект из массива. Именно из массива, у которого внутри этого массива есть несколько массив. Говорится еще пар ключ значений. Он выполняет обратную операцию метода object_entries. Давайте посмотрим, как он работает, этот метод object_from_entries. Например, у нас есть какой-то массив, неважно. Так, массив. И внутри этого массива, например, у нас есть еще массив. Давайте я укажу здесь name, Costa. Далее у меня будет еще один массив внутри нашего массива. Допустим, age, ну, не знаю, 27. Я создам здесь константу R1 при помощи метода object_from_entries передаем наш массив, вот эту переменную R. В консоли я вызываю переменную R1. Давайте откроем DevTools. Так, поднимем чуть выше консоль, и мы получаем объект. У нас есть массив, здесь идет пара ключ значений. Вот два массива, такая вот запись. И этот метод из нашего массива такого вот вложенного делает объект name Costa age 27. Также и у нас есть здесь метод entries, мы еще с вами не знакомы с ним. Этот метод используется также в JavaScript для получения итератора, который перебирает все ключи и значения элементов именно массива. Но не только массива, также объекта. Этот метод доступен для массивов и для объектов. И его целью является облегчение работы, например, с коллекциями каких-то данных. То есть, допустим, также у нас будет массив какой-то, например, const, пускай будет names, обычный массив. Тут будет имя, допустим, Costa, Bob, ну и давайте Alex.
Я сохраню, создам константу, пускай будет I. Присвоим наш массив и вызовем метод entries. Далее при помощи цикла for создам константу, здесь константа и пускай будет of наша вот эта вот переменная I. И просто выведем в консоль нашу переменную и. Я сохраню, мы получаем 3 массива. То есть мы получаем при помощи этого метода сразу индекс у нашего коста. Мы получаем отдельный массив, индекс нулевой, значение коста. Также мы получаем другой массив, индекс уже единица у нашего боба с текстом боб и так далее. Для этого метод entries служит. Обычный итератор. Так, сохраню. Давайте продолжим написание нашего кода. Здесь я весь код раскомментирую. Сохраню. После этого у нас будет блок try. Все это мы делаем внутри нашей формы, контакт форм. Так, блок try будет, как обычно. И блок catch в случае ошибки. Блок catch. Error объект с ошибкой передаем сюда. В случае ошибки console error. Мы будем, давайте написать ошибка, например. Так, ошибка при отправке данных. Запятая. И будем распечатывать нашу переменную error. Так, в блоке try давайте напишем всю логику. Как обычно, здесь все, ничего нового нету. Const у меня будет, например, response наш объект при помощи оператора await, чтобы дожидался. Так, await обязательно указываем fetch и прописываем путь. Давайте перейдем. Мы будем наши данные, которые мы будем сюда писать, будем отправлять на сервер. Например, давайте JSON placeholder. JSON placeholder. Перейдем на сайт. У нас здесь есть, по-моему, да, пост-запрос. Давайте скопируем путь вот этот вот. Я создам сверху переменную просто, константу, например. Так, const, URL пускай называется. Сюда передадим, то DOS уберем и напишем posts. Так, по-моему, так. Да, все правильно, пост. Теперь fetch первым параметром передаем нашу переменную URL, куда мы будем отправлять данные. Вторым параметром у нас будет объект с настройками. Здесь все то же самое. Метод мы будем постить наши данные, которые будем вводить в нашу форму. Здесь будет пост. Далее у нас есть объект headers, заголовок. Это объект у нас. Обязательно свойство content type, двоеточие, application, JSON, slash JSON. Сохраняем. Далее, после нашего этого блока, обращаемся к телу body. При помощи JSON.stringify, обычный наш объект, преобразуем JSON формат. Здесь мы должны поставить запятую после хедерса, чтобы никаких ошибок не было. Мы передаем сюда вот эту вот переменную. При помощи метода object entries передаем форм дату сюда. Далее в теле body вызываем стандартный метод JSON.stringify и передаем эту переменную data. Так, далее здесь мы, давайте я сверну это, проверяем на ошибку. Все как обычно. Если у нашего объекта response свойство OK false, выбрасываем ошибку. New error. Давайте напишем, например, ошибка при отправке данных. И наш объект response свойство статус. Будем получать код ошибки. Если все нормально, будем это обрабатывать. Создам константу result. Обязательно оператор await указываем, наш объект response и вызываем метод JSON. Обрабатываем ответ сервера. И давайте в консоли также будем распечатывать. Например, данные отправлены успешно. Ну и выводить наш объект result. Сохраняем. Далее, если наши данные введены, все нормально здесь, ошибки никакой нету, мы будем вызывать модельное окно. Я сразу здесь вызову функцию, которую создам через минуту, например, пускай она называется show model. Вот эту вот функцию, она будет делать минимальная. У нас просто у нашего модельного окна стоит класс в display none. И эта функция будет обращаться к нашему модельному окну и менять свойства display none на display block. Так, show model. Catch мы с вами прописали. В принципе, мы уже с вами все сделали.
Давайте теперь поработаем с нашей функцией. Создадим функцию модельного окна. Здесь я ниже поставлю комментарий, просто напишу model. Создам функцию, мы назвали ее showModel. Параметры никакие передавать не будем. Обращаемся к нашей переменной model, модельное окно, вот она. При помощи свойства, давайте style, да, сначала, style, display, так, назад, style, точка, display, ставим блок. Изначально у нас стоит display none. Если у нас ошибки никакой нету, когда мы отправляем наши данные на сервер, мы будем вызывать эту функцию. Наше модельное окно, его стили, display none будет ставиться в блок. Так, я проверяю. Сейчас еще раз. Add event listener, submit, синхронная функция. Здесь объект form-data создаем, передаем нашу форму. Object entries. Разбиваем все это дело и вызываем наш итератор. Здесь будет try у нас URL, все правильно. Метод post. Передаем дату нашу сюда. Проверяем на ошибку, обрабатываем ответ. В случае, если все нормально, вызываем наше модельное окно, меняем у него стили, да, все нормально. Далее давайте для нашего крестика сразу напишем стили. У нас есть close button, это в модельном окне крестик. Close button, add event listener, событие будет происходить по клику. Здесь у меня будет просто стрелочная функция. И мы, если будем кликать на крестик, мы должны нашему модельному окну стили в display блок ставить, например, в display none. И давайте я заморачиваться здесь не буду над логикой. Мы уже модельное окно умеем с вами создавать. Давайте я использую объект глобальный window, повешу обработчик события на него по клику, чтобы в любом месте мы могли кликать и наше модельное окно скрывалось. Передадим объект event сюда и сделаю следующее. Если у моего объекта event, у текущего элемента, на который мы будем кликать, он строго равен нашему модельному окну, то есть мы закрывать будем модельное окно при клике вне этого окна, тогда я буду делать следующее. Также скрывать его. Вот это вот значение. В принципе, наша логика полностью написана. Давайте поэкспериментируем и потом подробно рассмотрим, что мы здесь сделали. Например, ввожу какое-нибудь имя и email. email.ru. Нажимаю на «Отправить». Данные получаем. Все отлично. Модельное окно не получаем. Давайте разбираться. Так, здесь у нас show model, style, display none, да? Так, функция show model. Давайте еще раз. Так, все нормально, но модельное окно не появляется. Так, есть. Вот, display. Я L забыл добавить. Display. Display. И здесь, соответственно, display. Давайте еще раз. Нажимаем на «Отправить». Данные отправлены, форма появилась. Данные отправлены успешно. Мы отправляем их на фейковый адрес. У нас айдишник 101. Все правильно. Получаем объект, email и айдишник. Все корректно у нас отрабатывает. Так, давайте закрою JSON placeholder и разберем наш код. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Этот код наш не нагружает всю страницу, потому что наш код использует асинхронную функцию для отправки данных формы. Здесь мы используем ключевое слово async. Это значит, что браузер не блокируется на время выполнения какого-то запроса, а продолжает обрабатывать какие-то другие задачи. Асинхронность обеспечивает хорошую производительность, ну и отзывчивость пользовательского, интерфейса. Изменения в DOM также у нас происходят, например, показ или скрытие модельного окна. Происходят они только при необходимости и не требуют каких-то значительных вычислительных ресурсов. Какие преимущества асинхронной отправки данных нашей формы? Например, у нас нет блокировки интерфейса. Асинхронная отправка данных позволяет интерфейсу оставаться отзывчивым. Пользователь также может, например, продолжать взаимодействовать с другими элементами на странице, пока данные отправляются на сервер. Также у нас происходит быстрая обработка. Пользователю, например, не нужно ждать перезагрузки всей страницы, ну или блокировки интерфейса, что улучшает производительность. Также происходит меньшая нагрузка на сервер и, соответственно, сеть. Оптимизация запросов, например, асинхронные запросы позволяют отправлять только необходимые данные без перезагрузки всей страницы.
что экономит сетевые ресурсы и снижает нагрузку на сервер. Это лучшая обработка ошибок также происходит, потому что мы используем здесь блок try и блок catch. Гибкость, например, асинхронный код позволяет нам более гибко обрабатывать различные ошибки, показывать пользователю понятные сообщения об ошибках и предпринимать, например, соответствующие какие-то действия, такие как повторная отправка запроса и так далее. Также, какие существуют проблемы с синхронной отправкой, здесь мы использовали асинхронную отправку данных на сервер. Например, проблемы синхронной обработки формы, блокировка полностью пользовательского интерфейса. Ожидание ответа от сервера, например, при синхронной отправке данных форма отправляется традиционным образом. Здесь у нас есть тег форум, да, и у него есть атрибут, например, метод, и мы указываем пост, если мы хотим синхронно отправлять какие-то данные на сервер, что приводит к тому, что браузер отправляет запрос и ждет ответа, блокируя полностью весь интерфейс на это время. Пользователь не может взаимодействовать с другими элементами на странице, пока запрос, например, не будет завершен. Также происходит перезагрузка страницы, обновляется полностью весь контент. Синхронная отправка формы обычно приводит к полной перезагрузке страницы. Это значит, что браузер будет загружать всю страницу по новой, что требует дополнительных сетевых ресурсов и времени. Пользователь также теряет, например, текущее состояние страницы, ну и может столкнуться с задержками какими-то. Здесь мы не нагружаем код. Если бы на нашем сайте, например, было много различного контента, здесь мы просто используем только одну форму и никакой перезагрузки не происходит. Мы постим какие-то данные на сервер, ждем ответа, обрабатываем также ошибку, и все это происходит асинхронно. После отправки данных у нас появляется модельное окно, и на сайте нет никакой перезагрузки. Это экономит ресурсы. Таким вот образом, ребят. Тут ничего сложного нету, все как обычно почти. Поэкспериментируйте с этим кодом, и мы с вами продолжим в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим, и в этом видео поэкспериментируем также с API. Есть такой сайт rapid.api.com, ссылку я оставлю в описании. Здесь множество различных бесплатных API, так и платных. Мы можем просто зарегистрироваться здесь, без всяких сообщений, по почте Google или по какому-то email. Далее я переведу здесь, например, на русский поставлю, и мы можем выбрать любую категорию. Давайте я выберу, например, развлечения, посмотрим, что тут есть. Данные YouTube, API это, 4D результаты какие-то. Так, база данных фильмов. Ну, давайте ее, например, нажимаем на базу данных фильмов. Сайт бывает немного глючит, нужно обновить здесь, чтобы все появилось. Обновляем, и у нас появляется такое вот предложение. Про $10, ульта 30, мега $75 в месяц. Мы можем Basis использовать, бесплатные. Давайте нажмем. И нужно подписаться. Давайте я также все переведу, чтобы было понятно. Начать бесплатный план. 10 запросов в месяц всего у нас. Ну, давайте попробуем. Если получится, получится. Просто нажимаем на подписаться. У нас идет подписка. И подписка подтверждена. Далее переходим в кабинет и смотрим. Здесь у нас сразу же есть вот он, get. При помощи get запроса URL вот этот вот. Далее у нас есть API ключ. Вот он появился. И также хост. Здесь мы можем по названию смотреть. Так, далее, что у нас еще здесь есть? Давайте примеры ответа посмотрим. Поиск по названию. Так, здесь ничего нету. Фильтры. Ничего нету. Давайте тест API сделаем. Посмотрим. Так, мы получили один айтем всего. 24 свойства, да, внутри? Так, нам это не подходит. Я хочу посмотреть на примеры ответов. Так, здесь JavaScript. Все стоит вроде правильно. Мы получили. Ну, давайте получим. Ладно, посмотрим потом. Другой выберем API-шку. Я скопирую get запрос вот этот. Перейду в JS код. Создам константу здесь URL. И присвоим этот адрес. Сохраним. Далее у нас также есть ключ xrapid API. Я его копирую полностью.
Также создам константу, например, APK, пускай будет просто. Ставлю ключ здесь, сохраню. Теперь давайте напишем запрос. Асинхронная функция будет, как обычно. Async, function. Так, это у нас фильмы, да? И films, например, просто пускай будет. Здесь все как обычно. Блок будет try и блок catch. Console error, просто выкидывать будем ошибку. Так, в противном случае здесь все то же самое. Создаем response наш объект с помощью оператора await. Указываем здесь fetch. Передаем путь первый к нашему сайту URL, переменную. И вторым параметром объект с настройками. Здесь мы указываем обязательно. Метод давайте укажем. Метод get у нас так по умолчанию. И далее headers. Headers — это объект с настройками. Первым делом мы должны указать здесь xRapidAPI. Я копирую это свойство. Так, кавычки. Далее двоеточие. И передаем сюда нашу переменную API. Ключ. Так, API. Что это такое? xRapidKey — это заголовок HTTP, используемый для аутентификации при работе, например, с каким-то API, предоставляемым именно, мы же берем с Rapid, сайта с Rapid, и этот API с Rapid API. Он содержит ключ доступа API. Вот мы сюда вставляем эту переменную, которую идентифицирует и, например, авторизует нашего пользователя, именно нас, позволяя нам делать запросы к API. Далее ставлю запятую, и мы также копируем здесь хост. xRapidAPI host. Я вставляю это все ниже. Двоеточие. И копируем здесь хост. Это обязательно делать. Сейчас я объясню почему. Давайте я сохраню. Далее. xRapidAPI host. Это заголовок также HTTP, используемый для указания хоста, именно домена API при работе, например, также с сайтом RapidAPI. Он помогает нам направлять запрос к правильному API на платформе, в которой мы сейчас находимся, RapidAPI. Этот заголовок используется также в сочетании с xRapidAPI для аутентификации и, например, маршрутизации запроса. Далее мы можем указать, как обычно мы это делали, application JSON, например, content type. Я здесь давайте раскрою, чтобы было все понятно. Вот у нас две строчки. Я ставлю здесь запятую. Content type. Двоеточие. Slash JSON. Сохраняем. Application, извиняюсь, content type application JSON мы уже знаем, что это такое. Это указывает, что тело наш HTTP запроса, извиняюсь, запроса или ответа, например, содержит данные именно в формате JSON. Это заголовок просто, он используется для информирования, одним словом, сервера о том, что, например, клиент отправляет JSON данные именно, а сервер, например, может ожидать, ну и правильно обработать этот формат, который мы отправляем. Хорошо, мы, в принципе, все сделали. Так, блок try. Отлично. Давайте проверим, я здесь сверну, и проверим на ошибку, как обычно. При помощи if statement, if, если response свойства false, будем выбрасывать ошибку. True, new, error. И просто напишу ошибка. Наш объект response и его свойство статус. Если все нормально, ошибочки никакой нет, тогда создаем константу. Const data пускай будет просто wait response.json. И в консоли я хочу это вывести, нашу дату. Вызываем нашу функцию. Films, по-моему, я назвал ее. Так, где она? Вот она. Сохраняем. Переходим на сайт. И мы получаем, извиняюсь, массив из 10 объектов. Вот он, массив из 10 объектов. Здесь бюджет фильма, айдишник, ссылка на фильм, по-моему. Я этот API не получал, я зашел первый раз к этому API. Здесь вы можете поэкспериментировать с этим, ребят, создать карточку из этих фильмов. У нас запрос удался, все нормально, 10 запросов в месяц. Мы уже один использовали. Если я сейчас сохраню, еще раз запрос отправлю.
Запрос появился. Также все нормально отрабатывает. Вы можете создать здесь карточку какую-нибудь, поэкспериментировать с этим. Давайте мы получим какой-нибудь еще один API, поэкспериментируем. Если мы хотим отписаться от этого API, так, по-моему, мы нажимаем на эту базу. Если мы хотим отписаться, да, мы нажимаем на подписку и нажимаем Cancel Plan. Вот это описание копируем, вставляем его в input, и у нас загорается кнопка. Давайте я отпишусь. Так, посмотрим еще какие-нибудь API-шки. Развлечения. Обновляем. Давайте я переведу также все, чтобы все было понятно нам. Мне именно. Так, забавные факты. Что здесь еще есть? API. Любовный калькулятор. Так, это что такое? API эмодзи. Давайте подпишемся. Посмотрим. Подписались. Отлично. Так, пример ответа у нас будет 14 объектов и разные смайлики с описанием, да, каким-то. Давайте создадим на сайте, поэкспериментируем. Да, я создам, наверное, кнопку здесь. И мы будем рандомно генерировать какой-то из этих смайликов. Хорошо? Все точно так же. Здесь я копирую get-запрос к этому сайту. Давайте все это проделаем по новой, чтобы лучше запомнилось. URL, вкладочка. Вставляю эту вкладку. Далее у нас ключ. Копируем ключ. Он, по-моему, одинаковый здесь, если я не ошибаюсь. Он, по-моему, одинаковый. Давайте я вставлю ключ здесь. Вставляю ключ. Ключ мы вставили с вами. И также скопирую хост. Копирую хост. И мы вставляем сюда хост. Так, в принципе, мы сделали все с вами. Давайте я проверю еще раз. API. Угу. Если я здесь сохраню, мы должны получить наши объекты. Так, мы получаем 429 ошибку to many request. То есть слишком много запросов было, как будто пишет. Почему он так пишет? Непонятно. Почему он так пишет? Так, API эмодзи. Угу. Здесь второй объект. Давайте еще раз. И у нас показывает слишком много запросов, как будто идет. Ладно, давайте выберем другой, наверное, эмоджи какой-нибудь. Так, я раскрою здесь, перейду назад. Так, вот у нас есть эмоджи. Давайте обновим и напишем эмоджи. Эмоджи API. А, это мы который только что выбрали. Хорошо, еще раз эмоджи. Например, вот этот, да. Так, подпишемся бесплатно. Отлично. Здесь мы также можем протестировать это API, например, написать тест API, пойдет запрос. Если API корректно, сразу все покажет. Так, я не понял здесь, что только один смайлик. Еще раз. Здесь один смайлик. Так, давайте другой API найдем, наверное, тогда. Так, перевести на русский. Какая будет развлечение также. Давайте книги, если такие есть, например. Книги. Нет, давайте развлечения, ладно. Здесь найдем сами. Посмотрим. Генератор имен, база данных фильмов. Книги API. Давайте посмотрим. Книги API. Здесь. Давайте получим его. Да, там уже посмотрим. Бесплатный период. Запросов 100 в месяц. Надеюсь, все будет нормально здесь. Так, примеры ответов. Получаем 30 айтемов. Идеально. 30 различных книг. Также есть изображение. Путь книги. Угу. Описание.
и номер книги. Хорошо, давайте копируем все это. Вот наш get запрос. Ставим сюда. Далее API ключ копируем. По новой все это проделываем. Так, здесь у нас хост еще остался. Хост, в принципе... А, нет, хост чуть-чуть другой поменялся, да, он. Так, хост. Эмодзи убираем, вставляем, сохраняем. Так, что такое? Переходим на сайт. Отлично, мы уже получили 30 наших книг. Все отлично. Теперь давайте используем деструктуризацию и выведем все эти книги на сайт. Так, image, да, также присутствует. У нас должна быть карточка. Так, давайте у меня будет здесь div с классом карт. Например, в принципе, стилизацию можно не использовать. Например, давайте у меня будет это wrapper div. Внутри этого div у нас будет изображение. Тег AMG мы будем подставлять. Далее у нас есть name. Пускай будет параграф с классом name. Number пускай будет, например, span с классом number. Так, number, что еще мы выведем? URL давайте, книга. Так, ссылка пускай будет просто, да. Я не знаю, что это за ссылка, куда она ведет. Например, клик просто давайте пока сделаем. Угу. Хорошо. Я пока этот код скопирую. Сохраню здесь. Здесь мы после проверки, как все у нас нормально. Это массив у нас дата. Перебираем его здесь, дата, при помощи метода forEach, callback функция. И я использую здесь деструктуризацию, конечно. Мы будем вытаскивать нужные нам элементы. Так, айдишник. Давайте также айдишник будем использовать, да. Код здесь я вставлю. Так, у нас будет первое изображение, далее имя, number какой-то. Ну и айдишник давайте. Span с классом ID. С классом ID. Так, вырезаем. Здесь деструктуризация. Мы получили 90 почему-то сейчас книг. Так, угу. Автор ID. Далее у меня идет запятая здесь. Нам нужно image. Image, отлично. Далее name вытаскиваем. Так. Title, по-моему, тоже нам нужен. Я уже не помню, что я там в HTML создал. Ну и URL давайте скопируем, там посмотрим, что это будет. URL сохраним пока. Далее здесь мы будем нашей карточке. У нас есть карт класс. Давайте я получу ее выше. Const карт. Документ. Query selector. Наша карточка. Так, здесь обращаемся к нашей карточке. Можем использовать просто inner HTML. Ну, давайте insert adjacent наш HTML. Так будет более правильно. Так. Before. End. И я вставлю HTML-код. Так, HTML-код я не вставил, потому что он у меня слетел. Давайте еще раз его создадим. У меня будет div здесь, например, wrapper. Извиняюсь, что так долго. Так, у нас будет wrapper, далее img. Также будет параграф, да, у нас с классом name. Угу. Далее, что мы здесь получали? img, name, title. Так, мы получили title здесь. И URL, да, пока. Ну и айдишник тоже нужен. Давайте получим здесь URL. Нет, айдишник, а в ссылку получим, например, наш URL. Пока давайте я это все скопирую, вырежу и вставлю здесь ниже. Сохраним. Так, теперь мы должны подставлять эти значения. Мы уже получили 180 книг. Так, автор ID, image, да, давайте пока изображение вставим, посмотрим, отрабатывает корректно или не отрабатывает. Image я оставляю, сохраняю. И мы получаем на сайте идеально картинки. Так, теперь я хочу сразу это все настроить. У нас есть карт. Давайте перейду я в стиле.
Или сначала давайте, ладно, получим все элементы. Мы уже получили 200 с чем-то книг. Такой прикольный API. Так, айдишник у нас получается, айдишник у нас идет автор ID. Мы его получили, прекрасно. Давайте я использую здесь эту переменную. Автор ID. Также у нас есть name. В name содержится описание какое-то. Давайте выведем это name. Так, дальше у нас есть title. Пожалуйста. Popular. Вот мы получили его title. Также выводим эту переменную. Popular book title. И у нас остался наш URL. Давайте получим в атрибуте href наш URL. Мы получили вот этот вот URL именно. Давайте нажмем просто пока клик. Я сохраню. 240 книг получаем в этот раз. Так, вот мы получили какое-то описание. Давайте я это базово стилизую, чтобы все нормально отображалось. Классы мне пригодятся сейчас. Так, у нас есть wrapper и card, да? Давайте card. Display grid пускай будет. Grid template column минимально пускай будет 350 пикселей, максимально 1 фракция. Grid web будет, например, 30 пикселей. Отлично. Здесь у меня, да, у меня здесь в баде флексы стоят. Поэтому все так отрабатывает. Сохраняем. Угу. Так, изображение. Класс скопируем. Ну или давайте я так оставлю. Вы можете с этим сами, в принципе, поиграться. В стиле какие-то и дать, чтобы красиво все было. Нажимаем на клик, например, у любой книги. И переходим на сайт, по-моему, этого автора. Или на официальный сайт. Факт в том, что мы эти все книги с вами получили. Так, почему у меня здесь... Да, вот так вот, таким вот образом. Книги мы все получили здесь. Мы можем также выводить другие какие-то значения. Мы получили в этот раз уже 270 книг. Здесь множество различных значений находится. Можете поиграться с этим. Давайте вот этот вот URL меня интересует. Так, мы просто URL взяли. Я хочу вот этот вот URL посмотреть, что он нам дает. Давайте я его вставлю здесь. И мы вместо этого URL проверим Popular Book URL. Я сохраняю. 300 книг в этот раз получаем. Нажимаю на клик. И мы также, по-моему, будем переходить. Да, мы переходим на сайт с этой книгой. В принципе, разницы особо никакой нету здесь. Все у нас нормально отрабатывает. Здесь единственный repeat. Давайте я, наверное, выровню, да, то плохо видно. Автофит пускай будет, например. Min-max минимально в 350 пикселей, максимально в 1 фракцию. Так, таким вот образом карточки подгружаются. 350, мне кажется, много. Давайте в 250. Не в 2500, а в 250. Так, изображение. Давайте также я его стилизую внутри нашего wrapper. Так, у нас есть класс wrapper. Wrapper. И у него есть AMG. Так, AMG. Все AMG. Ширина будет 100%. Отлично. Margin bottom можно сделать. 20 пикселей. Сохранить. Далее есть какой-то текст. Можно тоже с ним поиграться. Я думаю, вы сами с этим разберетесь здесь. Мы не оттачиваем навыки CSS. Мы получили по API множество различных книг. У них есть описание, авторы, изображения и так далее. Также вы можете, ребят, перейти на этот сайт и здесь поиграться. Здесь множество можно получить различных API. Например, у нас есть здесь категории, виды спорта, финансы, данные, развлечения. Например, наук, данные. Давайте посмотрим, что тут есть. Мы можем также получить какой-нибудь API-шник, например, загрузчик медиафайлов YouTube. Нажимаем на обновить здесь. Проверяем. Да, в месяц мы можем. Так, давайте я переведу. Так, V2 здесь. Базовый, да. Например, можем подписаться, посмотреть. 150 запросов в месяц. 15 запросов в минуту. Например, мы можем его также получить и с ним поиграться. Нажать на начать. Здесь описание главное мы уже разобрали. Как использовать заголовки, экстра питки, для чего они нужны, и X хост.
Здесь ничего сложного нет. Пример ответа должен быть следующий. 20 объектов с таким вот описанием, например. Можете с этим поиграться также, выбрать другой какой-то API, если мы хотим убрать подписку с этого API. Мы заходим сюда, у нас текущий вот стоит, написано, нажимаем на него и нажимаем на «Отменить план». Здесь обязательно должны вводить на английском cancel. Вводим 2 слова и нажимаем на cancel. Подписку мы с вами отменили. Поэкспериментируйте с этим, ребят, и мы продолжим в следующем видео. В этом видео давайте поговорим, что такое домен, сертификат и протокол. Начнем вот с этой первой записи. HTTP — это Hypertext Transfer Protocol. Это протокол для передачи данных в интернете. Он определяет, например, правила обмена информацией между веб-браузером и нашим сервером. Когда, например, мы вводим какой-то сайт сюда вот в строку, в наш браузер, HTTP помогает, например, загрузить нашу веб-страницу сервера на наш экран. Хорошо. Далее также существует, как мы здесь можем заметить, HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Это более защищенная версия протокола HTTP. Он обеспечивает нам, например, этот протокол безопасный обмен данными между веб-браузером и нашим сервером, используя шифрование. Когда мы посещаем какие-то различные сайты через, например, протокол HTTPS, наши данные, например, пароли, номера кредитных карт различных, ну или другая секретная информация, шифруются, чтобы никто не мог их перехватить и прочитать. Это делается с помощью SSL и TLS сертификатов, которые обеспечивают защиту, ну и подтверждают подлинность сайта. Давайте начнем с SSL, Security Sockets Layer, точнее Secure Sockets Layer. Это обновленная и более безопасная версия SSL сертификата. То есть я сейчас говорю про именно TLS, Transport Layer Security. Это более обновленная и безопасная версия сертификата SSL. Она постепенно заменяет сертификат SSL, так как предоставляет более надежную защиту. Далее у нас идет домен. Домен — это просто уникальное имя сайта, которое используется для идентификации адреса веб-сайта в интернете. Проще, если сказать, это тот адрес, который мы вводим в адресную строку нашего браузера, чтобы попасть на нужный сайт. Например, udemy.com — это домен, имя нашего сайта udemy.com. Далее у нас идет здесь вот полная запись https www.udemy.com. Давайте подробно это все разберем. Начнем с HTTPS. Это мы, как уже знаем, протокол передачи данных. HTTPS означает Hypertext Transfer Protocol Secure. Использует шифрование для защиты наших данных, передаваемых между нашим браузером и сервером сайта. Далее идет у нас 3W. Это поддомен, часто используемый для, например, обозначения всемирной паутины, World Wide Web. Это необязательный компонент, так как многие сайты работают без него. Например, мы можем здесь убрать 3W, точку я тоже уберу, и загрузить наш сайт Udemy. Все также будет корректно, извиняюсь, отрабатывать. Далее у нас идет Udemy, мы уже знаем. Это домен верхнего уровня, один из самых популярных, наверное, и используемых для коммерческих сайтов. Точнее, я сейчас сказал про .com. Про Udemy — это уникальное имя, название нашего сайта, по которому можно его найти. А .com — это домен верхнего уровня, один из самых популярных и, наверное, часто используемых для каких-то коммерческих больших сайтов. Итак, здесь вот полная запись у нас https www.udemy.com. Это полный веб-адрес, указывающий на главную страницу нашего сайта Udemy, который использует, например, защищенный протокол передачи данных HTTPS. Что такое домен, протокол, сертификаты, в этом видео мы узнали. И давайте продолжим в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим. Перейдем на GitHub
public API на GitHub. Я раскрою браузер. Мы уже с вами научились отправлять get-запросы, если у нас есть ключ. Знаем, что такое HTTPS. И не знаем пока, что такое CORS. И в этом видео давайте базово поговорим об этом, что такое CORS. Например, давайте отправим запрос. Вот здесь как раз первая строчка. API-ключ, HTTPS yes и CORS yes. Я нажимаю. Так, тут ошибка, понятно. Назад. Давайте выберем что-нибудь другое. Так, нам нужно обязательно, чтобы у курса в этом столбце стояло yes. Так, давайте docs fact, вот этот вот facts, да. Факты о собаках. Вот у нас API, я как понимаю. И давайте сразу напишем API-запрос. Так, у меня будет здесь fetch сразу же просто. Вставляю API. При помощи метода when обработаем это все дело. Так, response будет. Так, response.json. Надеюсь, он возвращает JSON, кстати. Так. Давайте посмотрим. Так, ладно, хорошо. По-моему, HTML-страница возвращается. Давайте напишем запрос, там видно будет. Так, response.json. У нас на выходе объект, promise, и также его обрабатываем. Здесь будет дата, и я просто буду выводить в консоли. Console.log, например, наша дата. Используем метод catch, callback функцию принимает с ошибкой также. И просто будем выводить в консоль. Console. Error и наше сообщение об ошибке. Так, я сохраняю, и мы сразу уловим ошибки в нашей консоли. У нас здесь написано CORS disabled. Что такое CORS? CORS — это Cross Origin Resource Sharing. Это механизм, одним словом, который позволяет веб-сайтам запрашивать ресурсы с других доменов. То есть давайте представим, что у нас есть сайт. Здесь я напишу сразу, например, давайте https www, например, udemy1.com. И также есть домен, только udemy2.com, немного другой. Мы тут представляем, что у нас есть сайт, допустим, udemy1.com, и мы хотим получить данные с другого сайта, например, с нашего сайта www.udemy2.com. Например, наш сайт udemy2.com без CORS браузер сразу же заблокирует этот запрос по соображениям безопасности, чтобы, например, предотвратить возможные атаки. Как здесь вот мы сразу получили ошибку. Мы запрашиваем этот API, хотим получить, у нас тут get-запрос с другого домена какого-то, и мы сразу ловим ошибку. CORS позволяет сайту, например, https udemy1.com отправлять запрос на udemy, например, 2.com, если сервер наш udemy2.com явно это разрешает. Это делается с помощью специальных заголовков, например, в HTTP запросах и ответах. Если проще сказать, CORS помогает, например, веб-сайтам безопасно взаимодействовать с ресурсами других сайтов. Как мы можем это разблокировать? Разблокировка CORS. Это процесс, который позволяет, например, нам преодолеть ограничения политики Some Origin Policy, сокращенно SOP, в веб-браузерах для запросов между, например, разными доменами. Если у нас домены разные, мы сразу ловим ошибку. Если у нас был бы одинаковый домен, ошибки бы здесь никакой не было. Хорошо. То есть политика SAP запрещает JavaScript коду на веб-странице делать какие-то запросы к различным ресурсам. Например, в данном случае API. К таким как к изображениям различным, к стилям и так далее. На других доменах именно. Когда мы сталкиваемся с ошибками CORS, такими вот, как у нас здесь сейчас в консоли, это означает, что наше приложение или скрипт пытается, например, сделать запрос к серверу, находящемуся на другом домене. И сервер отказывает в этом запросе из-за политики безопасности браузера. Это может привести к различным ошибкам. Итак, чтобы разблокировать CORS и разрешить такие запросы, можно использовать несколько подходов. Мы можем настроить сервер сами, например, написать сервер на Node.js, простой сервер, настроить сервер для включения заголовков различных, указать заголовки, чтобы, например, ошибки никакой не было. Также, например, настроить заголовки в HTTP запросах. Ну или можно, например, использовать расширение браузера. Можно использовать расширения браузера, такие как
Course Unblock или другие, их очень много, сейчас мы их рассмотрим, которые временно отключают политику Course в нашем браузере. Однако мы должны также понимать, что это не является рекомендуемым подходом для применения в производственной среде. Здесь мы просто практикуемся в нашем, так сказать, учебном приложении. Мы можем перейти, нажать на 3 точки здесь, так, расширение, и перейти в интернет-магазин Chrome. Здесь в поиске написать просто Course, и вот у меня установлено расширение Course Unblock. Закачайте его. Далее, вот у меня иконочка этого расширения. Если я нажимаю сюда, мы видим, у меня появилась подсветка, буква C, по-моему. И если я повторно нажимаю, я ловлю ошибку. Так, уже ошибка не Course. Наш ответ сервера приходит в HTML-странице. То есть, что мы должны сделать? Здесь я использую формат JSON. Давайте используем формат текст, метод текст, сохраним. Да, и мы получаем полностью HTML-страницу. У меня, по-моему, здесь в HTML-файле, да, у меня есть div с классом card. Во втором вене здесь я при помощи document query selector получу этот элемент. Так, card класс. И при помощи свойства inner HTML присвоим нашу дату. Сохраним. И мы получили API корректное. Какую-то базовую страницу с различными ссылками и текстом. Здесь я ловлю ошибки. Это ошибки не Course. Давайте посмотрим. Так, текст HTML, is not support, meme. Мы не можем подгрузить какое-то изображение. Ничего страшного здесь. Главное, мы отключили политику Course, защиту браузера, расширением Chrome. Когда мы будем изучать Node.js, у меня будет свой курс по Node.js, конечно же, там подробно я расскажу про Course. Сервер на Node.js можно создать очень просто, это несложно, вы можете посмотреть в интернете, но можно использовать такое вот расширение, чтобы потестировать, например, какие-то API. Перейдите на GitHub также, здесь существует много таких рабочих и нерабочих API-шек, поэкспериментируйте с ними, и мы продолжим с вами в следующем видео. Всем привет! Давайте продолжим. И в этой секции курса разберем, что такое модульное программирование. Модульное программирование — это методология, которая разделяет код на независимые взаимосвязанные модули, каждый из которых выполняет отдельную функцию. Это повышает, читаемость, тестируемость и повторное использование кода. В этой секции курса мы рассмотрим основы модульного программирования на JavaScript, начиная с нуля и переходя к профессиональным приемам. Хорошо. Раньше в JavaScript не имел встроенной поддержки модулей, и разработчики использовали функции IFI для создания, например, изолированных областей видимости. Это все устарело, так уже эту функцию никто в основном не использует. И в 2015 году с приходом ES6, ECMAScript 2015, ES6 ввел стандартные модули в JavaScript, которые поддерживаются большинством современных браузеров, ну и серверных сред. Хорошо, давайте поэкспериментируем с этим. Здесь у меня в структуре файла main.js пустой, index.html и style CSS. Давайте я создам дополнительный файл main, пускай называется, например, main2.js. Хорошо, у нас два файла JavaScript. Подключен в индексе HTML только один файл, main.js. Давайте перейдем в main2.js, и я напишу пару каких-нибудь функций. Если мы используем модули между файлами, например, автоматически используется строгий режим useStrict. Его нет необходимости прописывать вручную. Давайте я напишу функцию, например, функция myName, пускай будет простая функция, и она будет принимать один параметр. И просто буду выводить в консоль, например, привет, запятая, name. Давайте я сохраню. И здесь перед нашей функцией напишем ключевое слово экспорт. Ключевое слово экспорт в JavaScript, оно используется для явного указания того, какие, например, части модуля должны быть доступны для других модулей, то есть для других файлов, если так по-простому. Это помогает в создании чистой, организованной и модульной архитектуры, способствующей лучшему, например, управлению, ну и масштабируемости нашего кода. Обязательно, если мы хотим это
где-то использовать в другом файле, мы должны указывать ключевое слово экспорт. Хорошо, давайте я напишу еще одну функцию, также ее экспортируем, например, function, print, и она будет принимать два параметра. Console log a плюс b. Сохраним. И также мы можем использовать, например, экспорт по умолчанию. Сейчас мы это все подробно разберем, не переживайте. Например, const h присвоим 45. Здесь я могу использовать такую запись, например, export default h. Мы сейчас разберем именованные экспорты и обычные экспорты, дефолтные. Хорошо, мы сохранили в нашем файле main.js2. Теперь давайте это все используем в нашем файле main.js. Я использую ключевое слово import, далее ставлю фигурные скобки, и у нас есть название наших функций. Мы их здесь экспортируем. У одной функции название так, myName, и у другой функции название print. Я пишу myName, отлично, у меня уже подставляется все, фигурные скобочки и название нашей функции. Откуда? Из файла main2, давайте добавим .js. Теперь, если я попытаюсь вызвать эту функцию, здесь myName, она у нас принимает имя и выводит в консоль привет и наше имя. Я укажу свое имя, Василий. Если я сохраню, я поймаю ошибку. Да, я ловлю ошибку из-за того, что в нашем файле index.html вот у нас есть TextScript, и мы должны добавить еще один атрибут. Если мы используем модули, мы должны указать здесь атрибут type со значением модуль. Я сохраняю и получаю привет, Василий. Все у нас корректно отрабатывает. То есть в нашем файле main.js из файла main.js2 мы импортировали нашу функцию myName по имени. Точно так же у нас есть функция print здесь. Я могу в фигурных скобках сколько угодно указывать здесь значение. Если у нас именованный идет импорт, да, здесь он именованный, а здесь дефолтный. Сейчас мы это все подробно разберем. Также у именного нашего экспорта есть название функции print. Давайте я поставлю запятую и укажу print. Она принимает два аргумента. Давайте вызовем эту функцию print, например, 10 и 15. Мы получаем в консоли 25. Все корректно отрабатывает. Также мы здесь можем выводить, например, какие-то свои значения, например, main1. Сохраняю, мы также все получаем. Так, как нам теперь использовать h, вот эту переменную? Мы создали константу и присвоили какое-то значение. Если я, например, через запятую также попытаюсь обратиться к ней и в консоли здесь вызвать нашу переменную h, мы получаем ошибку. Потому что у нас это не именованный импорт. Точнее, экспорт. Давайте я это все удалю, сохраню. Здесь мы снизу напишем импорт. Например, h наша переменная называется. Здесь можно писать как угодно. Сейчас мы разберем эту запись. From, откуда, из нашего файла main2.js. И если я в консоли попытаюсь ее вызвать, мы получаем 45. Все корректно у нас отрабатывает. Хорошо. Теперь давайте разберем этот код более подробно. Функция myName и так назад, функция myName и функция print экспортируется с помощью ключевого слова export. Вот это вот ключевое слово export. Перед их объявлением. Для использования этих функций в другом файле, как мы это делаем, мы импортируем их с точными именами, обернутыми в фигурные скобки. То есть у них есть точные имена здесь, и они обернуты в фигурные скобки. Именованные наши функции. Далее у нас идет экспорт по умолчанию. Переменная наша h экспортируется как экспорт по умолчанию, что позволяет, например, импортировать ее в другой файл без фигурных скобок и с любым именем. Здесь мы это делаем без фигурных скобок, но имя мы даем h. Если бы я, например, присвоил другое какое-то имя, не знаю, там, ABC, например, и здесь вызвал ABC, сохранил, мы также получили бы 45 здесь. Вот 9-я строчка, мы получаем 45. Почему мы получаем 45? Потому что под капотом на выходе у нас объект. То есть, если я создам здесь даже другую константу, например, const, пускай будет hello, и просто давайте привет, мир напишем. Сохраним. И здесь export default используем две переменные. h, запятая, и hello. Таким вот образом, мы получили здесь объект h45, hello, привет, мир. Теперь здесь мы импортируем
Этот объект, неважно, как он будет называться, например, просто тест можем назвать. Если мы хотим вытащить, например, только 45 число из перемены h, мы обращаемся к этому объекту, как обычному объекту, через точку обращаемся к свойству h, получаем 45. Тут то же самое, мы можем обратиться hello, сохранить, мы получим привет, мир. Все у нас правильно отрабатывает. Именованные экспорты — это вот эти вот в фигурных скобках. Они используются для экспортирования нескольких сущностей из одного модуля в другой. При импорте таких сущностей нужно использовать точные имена и фигурные скобки. Мы здесь используем фигурные скобки и точные имена. Точные имена у нас myName и print. Хорошо, далее. Экспорт по умолчанию. Здесь у нас идет экспорт по умолчанию. Он позволяет нам экспортировать одну основную сущность из модуля. При импорте фигурной скобки не требуется, и имя импортируемой сущности может быть произвольным, любым, как мы это сделали здесь. На выходе мы получаем объект и обращаемся к каким-то здесь свойствам. У нас есть две переменные, и мы к ним обращаемся через точечную запись. Хорошо, что лучше или как это правильно использовать? Мы можем использовать как именованные и как по дефолту. Использование как именованных экспортов, так и экспорта по умолчанию позволяет нам гибко организовывать и структурировать наш код, делая его более модульным и удобным для повторного использования. Экспорт по умолчанию, он, конечно, удобен для случаев, когда, например, наш модуль имеет одну основную сущность, в то время как именованные экспорты полезны для предоставления нескольких функций, ну или различных каких-то переменных из также одного модуля, из другого файла. Создайте еще пару файлов, поэкспериментируйте с этим, и мы с вами продолжим в следующем видео. Давайте продолжим, ребят. Во втором файлике я все оставлю здесь, как было. Две функции и две переменные. Также дефолтно экспортируемых. Тут у нас именованные функции. Здесь я весь код удалю, и давайте напишем асинхронную функцию. Мы можем в этом файле вывести в консоль что-то. Например, давайте привет, main. Сохраним и напишем асинхронную функцию, например, для загрузки использования нашего вот этого вот модуля. Мы также можем писать асинхронные функции. Давайте я напишу ключевое слово async function и назовем функцию, например, load, пускай будет user модуль. Параметры никакие передавать не будем. Обязательно будет у меня блок try и блок catch. Сюда передаем, как обычно, объект ошибки. Console error пускай будет. И я напишу, например, в случае, если мы не произведем импорт, ошибка, например, при загрузке нашего модуля. И выведем переменную нашу error. Сохраним. В блоке try тут почти все просто. Давайте создадим константу. Пускай называется она, например, модуль, да. При помощи оператора await обязательно. Далее импорт указываем и импортируем, точнее, да, импортируем из нашего файлика main2.js. Так, теперь давайте используем деструктуризацию. У нас есть в нашем файле main2.js именованные функции myName и print. Я создаю константу, использую здесь деструктуризацию myName, запятая, и print из нашего файлика, модуля, из этой переменной. Эта переменная содержит путь к нашему файлу, одним словом, импорт. Хорошо, далее. Давайте используем импорт. Значение по умолчанию из модуля у нас есть две переменные, h и hello. Что мы можем сделать? Я создам константу h, например, присвоим наш модуль, нашу переменную, и используем default. Таким вот образом. Теперь мы можем вывести наши функции myName, например, myName. Так, эта наша функция принимает один аргумент, например, Коста, давайте укажу я. Сохраню. Так, ничего не получается. Если я вызову нашу функцию здесь, сохраняю, привет, Коста, все корректно уже отрабатывает. Далее.
Вызовем функцию print давайте. Так, я указал здесь prompt. Print, да, неправильно. Давайте укажем print. Передадим два аргумента. Мы получаем 70. Эта функция просто берет два значения и их слаживает. Так, далее в консоли можем вывести переменную просто h, сохраняем, получаем объект. В объекте есть свойства h и hello. Мы можем также через точечку это все вызвать. Привет, мир, например. Либо h. Сохраняем, получаем 45. В нашей переменной h число 45. В переменной hello, привет, мир. Так, далее, в принципе, это все. Мы можем писать таким вот образом асинхронные функции для импортов. Давайте также поэкспериментируем. Например, я этот код закомментирую. Здесь во втором файлике этот код я удалю. Да. Создадим давайте что-нибудь другое. Например, ключевое слово также экспорт. Const массив будет какой-то. Давайте с числами, например, 10, 20, пускай будет 30, 40. Такое вот число, такое. Думаю, достаточно. Ну, еще можем 20 добавить. Также создам еще один массив. Const, например, R2 пускай будет. Присваиваем наш массив R. И я использую просто метод фильтр. Теперь беру каждый элемент, например, item, каждый элемент нашего массива. И я хочу, например, выводить каждый элемент, который больше, например, 30. Да. Хорошо. В принципе, на этом пока все. И что мы можем сделать? Мы можем поменять имя нашего массива. То есть в главном файлике этот код я также давайте удалю. Это тоже удалю. Мы можем писать, например, импорт, как обычно, чтобы импортировать наш файл main2.js. У нас тут именованные. При помощи экспорта мы экспортируем, например, import r из нашего файлика main.js.2. И если я в консоли его выведу, все у нас будет корректно отрабатывать. Я сохраняю, мы получаем массив r. Также у нас есть массив r2. Мы можем через запятую его указать здесь. И также в консоли, например, распечатать. Так, r2. Сохраняю. Тут уже отфильтрованный массив. Все значения должны быть больше 30. Мы получаем массив. Теперь, если я хочу, например, поменять имя нашего r, мы можем использовать ключевое слово as и указать другое имя. Например, myArray пускай будет. И я в консоли могу его распечатать. Таким вот образом сохранить. И мы не получаем ошибку. Все у нас корректно отрабатывает здесь. То же самое можем другое имя дать для нашего массива R2, например. Указываем ключевое слово as и даем новое имя. Любое, например, пускай будет тест. Также я его в консоли распечатаю, тест, сохраняю, ошибок никаких у нас нету. Все корректно отрабатывает. Так, здесь, думаю, все понятно. Мы также можем создать, например, пару переменных здесь. Например, константа у меня будет. Давайте n1. Допустим, hello будет содержать. Далее const n2, например, world. Контент, в принципе, может быть любым. Давайте export default укажем и дефолтно экспортируем n1 и n2. Сохраним. Если я хочу разом все, например, экспортировать отсюда, здесь вот получить это, я могу сделать следующее. Давайте этот код я закомментирую, чтобы мы не путались. Я пишу ключевое слово import и указываю знак звездочки. Далее я указываю s и какое-то имя нашего объекта. Любое тоже. Например, test1 пускай будет. From, откуда? Из нашего файлика main.js2. Так. main2.js. Сохраняю. Теперь я могу обращаться к любым нашим свойствам. Допустим, я хочу обратиться к нашей функции. Наша функция у нас нет, у нас есть массив, да? Например, r, r2, n1, n2. Угу. Console блок, например. Мы обращаемся к нашему объекту test1 и при помощи точечной записи обращаемся к массиву. Сохраняю, массив мы с вами получаем. Точно так же я могу обращаться к любым другим элементам, например, таким вот. Далее у нас есть n1, по-моему, переменная. Так, n1, undefined. Так, n1 undefined. Да, переменная называется правильно, но мы должны ее импортировать по-другому, например. Также импорт, пускай будет, я не знаю, h1, from и наш файлик main.js2. Здесь, если я обращусь через этот объект h1, например, назвать можно как угодно, ребят, напоминаю, сохраняю, мы получаем hello. Все корректно отрабатывает. Давайте это я уберу. Таким вот образом мы можем импортировать все из нашего файла main2.js. Здесь у нас дефолтный экспорт идет, получается, а тут у нас именованный.
Поэтому здесь я написал дополнительную запись, такую вот, как до этого. Давайте я ее уберу отсюда, сохраняю. Здесь мы ставим звездочку после импорта и указываем какую-то переменную, объект из нашего файлика main2.js. И потом обращаемся через точку. Поэкспериментируйте с этим, ребят. Тут может быть много файлов main.js. Создайте еще пару файлов. Поэкспериментируйте с кодом, и мы с вами продолжим в следующем видео.